А чат будет видно? Да, конечно. Окей, заебись. Вау. Сейчас пойдет. Сейчас, шиворот на выворот. Звук есть, все есть. Вау. Тут еще чувствительность микрофона жралась. Тут на максимум. Нормально. Все, ништяк. Братва, здорово, мы в эфире. Появилась картинка. Угу. Побежали. Привет, братва, привет, чат, привет, зрители. Всем здорово. Приветики. Привет. Может, мне мышку на всякий случай. На. Чтобы было. Сейчас запустится, разгонится. Я пока штанишки зашью себе. Здорово, братва, привет, всем привет. Добрый вечер. Всем гарного здоровечка, хорошего настрою. Привет. Алик, привет. Здорово. Не, Лафа не умер. Пока жив-здоров. Ну как пока. Все мы пока. Все мы здесь пока. Сейчас я тут сделаю как раз социально-бытовую нагрузку свою. Братва, мы запустились. Где-то Сус едет, скоро подтянется к нам. Пару часиков посидим, пообщаемся. Спасибо сразу всем за помощь, кто поддерживал Лафу, кто помогал, на банку кто кидал. Общими усилиями. Вроде процесс как-то пошел. Сейчас вам порассказываем, бо мы сами только с больнички приехали. Уже третий день полностью там. Да, Андрей, уроки кройки и шитья. Да, вот это у меня домашние штаны, ну дома, которые ходить типа зимой. Короче, тупо дырка вот такая, блядь, после душа мокрую ногу вставлял и тупо, блядь, на сраке разорвалась, блядь. Тупо вот так вот разошлась вся штанина по шву. Если бы не по шву, то я бы и не зашивал. А так, короче, можно починить в домашних условиях. Я что-то с детства приучен, что можно практически любую там мелочь, не мелочь, грубо, топорно, по-крестьянски починить. Короче, если не стоит вопрос эстетического вида, то можно гонять. И я до сих пор все шмотки, которые вылазочные или около вылазочные, то все, короче, подшиваю максимально. Потому что, блядь, а где иголка? А, ебать, иголка ускакала куда-то. Ну, сами. Да. Ну, шоколадку, может, возьми. А Штефану что надо? Солененькое что-нибудь. Это что, чипсы? Ну, что-нибудь солененькое, не знаю. Сосиска в тесте возьми, если можно, там есть. Хорошо. Сосиска в тесте. Поднимайся, давай. Давай. Спасибо. Все, сейчас Сусанин подтянется, братва. Да я и думаю, что дай зашью. Там, правда, блядь, дырка на 50 сантиметров. Но по шву. Было бы не по шву, то я бы не взялся. Все. Ниточка вскочила в иголочку. И, короче, блядь, смотрите, какая тупо дырень. Ну, это дома иногда. Сейчас пока отопления нет еще, то можно погонять. В домашних штанах, типа, я тут вошкаюсь возле компа. То и ничего страшного, если подшито будет, короче, хрен с ним. Тем более штаны подарочные, старые, я уже к ним привык. У меня вообще есть вещи, блядь, по 5, по 7 лет именно, которые я гоняю, и они постоянно зашиваются, подшиваются, короче. Такой движ. Так что вот так. А в школе у нас вообще, я ходил в школе отдельно, это длилось пару недель, наверное. Это были курсы, короче, чтобы делать игрушки дома, ну как дома, делать игрушки, шить, короче, надо было вышивать игрушки, и мы там шили там гномика сделали, потом жабку сделали, потом еще что-то сделали, и там такая сложная работа, там была подложка, там вторая подложка, у него идет мордочка, язычок там вшивается этому гномику, глазки пришиваются, то я, короче, меня нормально научили, где-то в 3 классе, вот, то я до сих пор все гоняю, короче, и делаю самостоятельно. Братва, подтягивайтесь, посидим пару часов, пообщаемся. Сейчас подтянется господин Сусанин. Пишите сообщения, кидайте сообщения, какие вам удобно, какие вам угодно. А доска не... Ну, доска это практически на каждый день. Дядя Язва. Дядя Язва 100 гривень з почином. Хорошего стрима. Дима, ти в прошлый раз не показал фото коту. Давай прямо сейчас показуй. Сейчас покажу, дядька, у меня есть, прямо вот свежее есть, я тебе сейчас покажу. Это вот сбросили вчера. Так уж и быть, это коты моей мамы. И там много котов. Короче. И
Вот, смотри, дядя. Вот. Рыженький на кушетке сидит, а черненький сзади него колдует. Все. Красивое, хорошее. Все, спасибо за сообщение. Все, я так вот сейчас подошью, короче, и все. А там еще Сусанина сумка лежит на очереди, ее следующую надо подшить. Короче, вот, если что, то вот так вот, блядь. Раз, и все. В селе вообще было такое, что бабушка типа иголку постоянно носила на бушлате или на сельской на какой-то, что там носят. Ну не халат какой-то типа, блядь. Одежина сельская. Булавочка прикреплена всегда. По-моему, сзади ее сюда вот цепляли, тоже даже на удачу может быть. И иголочка, тупо встромленная иголочка, сразу таком с кусочком ниточки двойной. И чуть что где-то рэпнула на колени, там присел или за кущ, зацепился. Быстренько можно клоцы починить, короче, все. Так что вот так вот, блядь, раз. И погнали. Второе дыхание одежи. Так, братва, спасибо за сообщение. Короче, ну что, у Лафы, значит, ситуация запутанная и неоднозначная. Сейчас он находится в больнице на лечении. И идет борьба за спасение черных ножек. Потому что почернение никакого отношения к холоду, к обморожению, по его версии, как он изначально озвучивал, не имеет. Это сугубо исключительно результат плохой работы печенки, нырок и сердца. Оно идет все в комплексе, как большая сложная биолаборатория. И, короче, оно таким сработало образом, что, короче, идет вот эта кровь, лимфа вниз, в ногу спускается. А вверх, это аорты или что, делали ему снимок аортик, или как он правильно, вен. А вверх не поднимается. Вверх, короче, ход этих жидкостей затруднен весьма. И поэтому происходит, короче, вот это отмирание тканей, отекание, опухание, боль и все вытекающее. Там много медицинских высновков. Ну и там среди них мелькает периодически слово страшное такое гангрена. Гангрена. Никто до конца не может объяснить, что это такое. Еще, короче. Поэтому вот так вот. Сейчас ему там делают капельницы, промывают это все дело какими-то растворами специальными. Вчера сделали снимок или КТ, или МРТ, короче. 6500 стоит обоих ног. Это ноги и аж до таза. И аж до таза у него, короче, эта история с кровообращением исследовалась. И там даже в таз, оно даже какое-то осложнение на таз ему дало. Что, короче, там у него... Ну и тоже, чтобы и это, аппетит не портить, там кто-то кушает, может быть, так деликатно тоже говорю, чтобы не спугнуть никого. И аж в тазу там даже оно аукнулось. Короче, ну, и такой что вывод, что это синева ебаная. В'ячеслав 100 гривень здоров'я Лафи, надеюсь послужить ему уроком и бухать не будет больше. Вячеслав, спасибо. Я думаю, что, короче, вот единственное, что, короче, что вся наша деятельность, она завязана изначально была на таком, знаешь, не на желании заработать или не на жажде славы, а наша деятельность, она была построена чисто на искреннем импульсе. Просто как-то поделиться каким-то творчеством, я не знаю. И я что больше, единственное, что надеюсь, что эта вся история, как изначально с Сусаниным в 2020 году, с Синевой, что и сейчас с Лафой, что если 2-3... Кацопіс. Кацопіс 50 гривень, топ-комент під останнім відео. Приїхали боротися з алкоголізмом і привезли коньяк. Ви нормальні взагалі. То Ви Віки ж його коньяк. п'єте. То Друзі називається. Кацопіс, то Вики коньяк. Это коньяк Вики. И она и они все пьют прекрасно и без нашего абсолютно участия. И если мы там видимся раз в 2-3 недели во время съемок, мы даже каждую неделю, вот стабильно по нашему вот графику, ну, мы даже раз в неделю не видимся. Ну, Лафа сейчас часто появляется, но раз в 2 недели, короче, вот мы видимся. Андрей Какун. 100 гривень передавай привид Лафи Какуна. от Андрея Какуна. Андрей Какун, Держитесь. спасибо. Спасибо. Если мы видимся там раз в 10 дней даже, то поверь, типа, блядь, та пляшечка, которая привозится на съемку, типа, для хорошего настроения, во-первых, она просится в обязательном порядке. Во-вторых, она и так приобретется в любом случае. Ну и, во-первых... Дід 50 гривень собираєм ешю на викуп Креосана із Японії.
Ну там, наверное, коррупция тоже есть. Я думаю, что можно тоже по коррупционной линии зайти. Что? Открой, пожалуйста, Ага. 8 Саня пришел. Блядь, нитка запуталась. Короче, и типа, если, 99% это все идет без нашего присутствия, без нашего участия. Поэтому, типа мы приезжали, короче, и целенаправленно, блядь, заливали. Это глупости. Так вот, я говорю, что я, единственное, что надеюсь, что это кому-то станет поучительной историей вообще и зрителей. И если 2-3 человека бросит навсегда, и если там пару десятков существенно ограничит свое употребление, то будет уже очень хорошо. Добрый вечер. О, вот это солененькое, то что надо. Заходите. Вот, и если тоже в интернете все смотрят там. Помыл руки после инфекционки. А у меня как будто пропитан весь этим запахом. Ну, кажется, у нас А я вот починку начал. гуляли по больнице и зашли в инфекционку. Там такой запах. Где? Мы Мы еще в инфекционное отделение случайно вышли. Шли в подвал, короче, по подвалу. Ты давай в кадр рассказывай, чтобы не было галдежа на фоне. Короче, такой запах больницы именно ядреная, именно добротная, именно вот правильная больница, как она должна быть. Со страдающими, со стонущими, с пахнущими людскими телами и душами. Так, это моя сосиска, теперь нельзя тесто. А? Не-не-не, тесто теперь нельзя, Буба. Сам будешь хавать? Да, конечно, что я пишу. Сейчас я сделаю. Как один говорит. Блин, новый этот у вас. Привет, друзья. Кто? У меня одноклассник когда-то был, мама его взяла в больницу, говорит, фу, блядь, это больница в голове, сука. Меня уже Вафа успел достать, короче, даже на тренировке. Нельзя, Буба. Говорит, едь, говорит, срочно, через полчаса даже кто-то приехал, говорит, мои ноги сфоткал, говорит. А сегодня? Да, говорит, ну прям сейчас, говорит, садись и едь. А мне Бона рядом стоит, он Бона звонит. Поехал? Нет, конечно. Леша, так дела не делаются. Привет всем. Привет, дорогие мои жители, пассажиры и жители нашего телеканала. Вот. Ну-ка дайте вам поверну чуть-чуть вот так вот. О. Я вас приветствую всех. Я говорю, что это взяла мама как-то одноклассника на день рождения. А он жрать любил, короче, прожорливый. Спецназ, Спецназова привет. 50 гривень хороший видал с полигона, получилось, но кулемет подвел свой, я лафе отдал. Ну да. Спецназ, привет, а ты с нами участвовал. Офигенное видео, да, спасибо за участие тебе и всем ребятам. С Димой Классно, Литвиновым да, мы на всем так связи. понравилось, капец. С Димой Нам Литвиновым на понравилось. связи, сейчас придумаем что-то еще интересное забацаем. Кулемет мощная штука. Марчук, Марчик спасибо. 69 гривень, Дімка, покажи сердечко для Вікусі, сосва ха-ха. Ха-ха. Марчук, спасибо. Дякую. Класс. И это, говорит, взяла мама на день рождения того Костю. Пришли такие, сели, ну как типа в советское время все. Что, садись, говорит Костя, будем кушать, а тот малой. Говорит, что, Костя, будешь кушать, как обычно? Говорят, ну что, будешь кушать? Так смотрит, говорит, а что я сюда пришел, говорит, вообще. Мать говорит, после этого вообще никуда меня не брала, говорит. Одноклассник сказал? Ага. Не, ну были богатые гости, в которые ходили покушать диковинных блюд. Не, ну так типа спрашивают для вежливости, а тут говорит, а что я сюда еще пришел? Конечно, пожрать давай, говорит. Насыпай, говорит. А была такая тема, что во дворе гуляют и говорят, слышь, идем к тебе домой, там похавать дадут. Такой, ну идем, типа, что нет, а родителям за радость. Блять, у меня был сосед, короче, и я так завидовал всегда. Ну, я не скажу, что я, типа, не доедал, но, тем не менее, смотря на другие семьи, у кого вообще избыток жира был, ему говорили, слушай, говорит, съешь свиную печеночку, пожалуйста, говорит, мы тебе денежек дадим, говорит, конфетки купишь, говорит. Я думаю, ах ты, сука. А оно, падла, берет вот так свиную печень, картошку, суп, родители только за дверь, нахуй, с балкона, туда за борт, короче, все, говорит, поел, говорит, деньги дадут, говорит, пойду прогуляю. Это был такой советский плакат, короче. Там, значит, изображалась типа сцена, буржуи сидят, стол ломится от блюд. И они такие куриные кости, ножки, надкусил и в окно кидает. А под окном жебраки ходят и добирают. И подписано. То есть там слева направо. Сначала жебраки ловят подачку под окном. Хлебушек надкусанный, косточки не обглоданные. А справа, значит, окно и вот эти буржуи. И подписано недоедание и перенасыщение. И там типа написано, ответственно относись к продуктам. Как вас ТЦК не трогать, не засыть и ответить.
Меня только что, короче, в лесу поймал ТЦК. Я Вот. только что с ними общался. 10 минут назад, я час с ними стоял, Где? разговаривал. Скажи, где? На тренировке. Не буду говорить где, Ладно. не важно. Что, в натуре? Охренеть. Я общался, стоял с ними. Не, ну, я больной на голову, у меня документы как бы в порядке, поэтому как бы ничего как бы такого нет. Но, да, стоял, разговаривал. Поэтому как это не трогают? Конечно, трогают, всех трогают, что это всех касается. Прям в лесу? Да. Ну, они там этот... Короче, не хочу Ну, рассказывать. расскажешь потом. Потом расскажу, да. Патрулька, она тогда стоит всегда, она стоит, отстаивается. А сейчас, помимо того, где ДСО вот всегда отстаивалась на тех точках нулевых. А, там. Теперь, короче, прибавилось к ДСО, просто еще сидит в военной машине. Все. Что, вот там вот где... Если кто-то ходит, там закладку чухает, то выходит уже, короче, не полицейский, а выходит уже этот тип. Закладку чухает. Кстати, в натуре сейчас столько нариков сейчас по Киеву пошло. Это когда-то в в Николаеве была такая фраза. Вася, говорит, иди бутылку, говорит, масла чухай в подъезд, говорит, ты будешь мне тут рассказывать, говорит, как жить, говорит. Будешь так разговаривать, говорит, иди в подъезд, пойдешь масла чухать. Андре, о! Андре 50 гривень дима, що з твоїм Я с этим прадиком? прадиком не могут успокоиться. С каким? С каким? Один раз. Первым, вторым или третьим. Да, один раз бился. Все нормально уже. Спасибо. Так, это сяду с краешка. Так, делаю рекламу, значит, смотрите. Зашел только что в магазин, кстати, самые дешевые чипсы. Они Но- уже стали самыми дешевыми. Да. Вот, короче, они были в нашем детстве. Я их что-то всегда называл Эвеня. Их давно не было на рынке. А тут только что зашел в магазин. Ну такой, для высшего класса магазин, не для бедных. И там вот эти они лежат, 40 гривен пачка стоит. Ну такая увесистая, слушай. Раньше были по 50 грамм, и по-моему по 30 были еще. А это по 100 грамм 3 пачки купил. Я их называл Эвеня. Они называются золотисті. Так знаете, что написано? 33 роки на рынку они уже. Охуеть. Да ладно. Ну смотри. Охуеть. Прикиньте, 33 года. Я помню, что малой был. И вот это был деликатес. Они еще в бумагу были раньше завернуты. В таких Да, картонных да. пачках. Да, да. В промасленную Промасленная, бумажку. да. Мы в школе, короче. Вот самые паршивые это были вот с зеленью. Самое говно. Потом, наверное, шло с рисом. С сыром. Самые лучшие были с беконом. Еще, по-моему, с крабом когда-то были, если не ошибаюсь. Вот, наверное, краб мне... Ну, у меня, по крайней мере, в детстве краб это самая элита была из чипсов. Ну, вообще, да, краб такая вещь заморская. Ага. Открой над раковиной большую, выбери любую. Вон сверху открой, такую плоскую какую-то, сейчас туда чипсы вывалим. А любую давай. Большого хотел? Да давай не будет, да. Можно на ногу поставить прямо так с края. Вот, сейчас будем дегустировать чипсы с маком бекона. Камрад не вышел на связь? Молчит, гад. Буба, что ты? Дегустатор. О, запахи уже атакуют по ноздре. Ай, класс. Ну, согрешить-то раз в недельку-то можно. Да, раз в недельку, да, можно. Тем более на стриме. Курка-гриль. Ох, вы вспомнили курку-гриль. Давайте ностальгия 2000-х. Как это? Жлоб-бургер назывался? Или как еще говорили? Панк, бургер, что-то. Панк-бургер, либо этот... Короче, брали батон, куры-грили в таких стеклянных шкафах крутились. И жир капал. Да. И батон за это. Покупали батон на троих, на Я четверых. помню, что батон стоил... 90 копеек. Да, где-то да, до гривны, да. Ну. И, короче, этот батон разрезали вдоль вот так вот ножом. И туда его, в эту курочку. Если попадется кусок мяса, это все, это счастье. Это, то есть, надо объяснить, это еще и не всегда разрешали. Это надо было подойти. Самый смелый, самый дипломатичный из компании подходил туда и говорил: здравствуйте, у вас там типа можно батончик, ну батон, чтобы разрезали и вмакнули просто в жир. И это надо было еще, чтобы не была занята печка курицей. Потому что часто говорили: да, говорит, я только курицу заложил, говорит, там занято, типа я его он не поместится. Ага. Вот. Или говорили просто: отойди отсюда, ты что, больной? А были точки, где говорит: да. Жир хаваешь или что? А потом, короче, гривна батон бы стоил. А потом они прохавали эту тему и брали гривну сверху. Да, не надо, да, точно, да. И, короче, это... А потом говорили: да, хлопчики, заходите, конечно, почему и нет. И макали, там, может быть, даже прилип какой-то кусочек курочки. Вот Это такой счастье было. на хлебушек. И на всех его, короче, раздавливали. Пишут, будут фото еще когда-то у нас на стримах. А я, кстати, сегодня фотоподборку подготовил. Ой, да. класс, молодец. Штефан скачал?
Не скучал. Я думал, кто там аватар. Станислав 50 гривень Що громов, зробив? то О! що себе штанишки зашиваєш. Да, я рассказывал, это домашние штаны, я после душа вышел мокрой ногой внутрь, впрыгнул, и как разодралась, короче, Делай. но лопнула Ой, по не шву, то я зашиваю. Если бы не по шву, в рандомном месте это было Кстати, они бы... в детстве были или нет? А? Эти штаны в детстве были. Похожие, нет, это Квадратные другие. были какие-то. То я и зашиваю, бо короче... Под мо- конец сделаем, да? За минуту. Ну, да, по ситуации, короче, да. Ой, голка выстрибнула. Вперед голка. Да, по шву можно зашить, короче, еще сезон относить минимум. Я помню, в ранней школе были труды, было зашивать, учили мальчиков. Вот. И назывался шоу «Вперед голка». Вот это просто чук-чук-чук-чук. А, Ну, бля, нитки уже заканчиваются, прикинь. что нитки тебе принести, мне и так много дома. Не, надо покупать нитки правильные. То надо черное, то... Я такие покупаю, что их порвать нельзя. Ну, да, такое, короче. Но есть чересчур, чересчур такие, А где что... ж рвут? Не знаю, ну, короче, есть такие, что чересчур я не люблю с такими работать, прямо как леска. Ну, типа, очень тонкая. Ну, короче, я даже, да, помню, нитки ходил, покупал. Чтобы это сделать. Починку. Да еще сезон походит, что. Короче, Вафа розовеет, как поросеночек. Уже бегает, уже стихи сочиняет. Говорит, запиши, запиши. Говорит, будет прикольно. Говорит, давай, запиши. Говорит, доставай камеру. Говорит, буду танцевать. Я, говорит, вчера, говорит, все отделение, говорит, обхохотал, говорит. Я сейчас, говорит, вам расскажу. Короче, здоровеет Вафа. Ну, это нормально. Олексій 50 гривень, здорова, пацани. Слава Україні, міра добра. Дякую, дякую. Слава Украине. Олексій, слава Україні. Дякую тебе. Дякую Ну, большое. по ногам непонятка. Лафаня. А, да, но, короче, почернели ноги. Но непонятно, что будет. Ни хера не ясно. Блядь. Вафа крутится, хочет на всех стульях усидеть. А знаешь, что как это, у кого есть животное, например, собаки с утра глаза от кизяков, хочешь почистить, она так крутится еще, Ага. и сопротивляется. Так вот это лафа вот так же, типа, понял? Ему пытаются провести по тонкому канату, а он еще дергаться начинает. А, ты шучу, Вафе штаны. Как большой ребенок, короче, то это еще тоже, блядь, там тоже... Ну знаешь, как даже с врачами надо общаться, где-то промолчать, где-то послушать больше. Где-то покивать головой, а он лепит вот это свои вот эти рассказы сумасшедшие, то, что вы все в Ютубе смотрите. Я говорю, зачем ты это здесь вываливаешь? Там советские люди, закалки. Ну то да, еще. то я зубы выбил, там А- меня отравили. А мне врач говорит, а что? Ку-ку. Я говорю, ну, чё, Говорит, нахуй вы его отравили? Говорит, что вы сюда пришли? Говорит, вы его отравили, говорит. это история с отравлением вот этим, короче. Ну, тоже нельзя, конечно... Оттяпают лапы. Нельзя, конечно, так... Но я думаю, что я лично, субъективно, на 97% убежден, что там отравления не было никакого. Какое нахуй отравление? Ну нет, конечно. Ну, чисто- Это хуйня, вот эта хуйня с его процессией. Началась-то гораздо раньше, год назад еще. Владислав Бабаш. Владислав Бабаш 2 євро, сус легенда. Спасибо. Дякую. Спасибо большое. Год назад, когда Камрад его в больницу возил, ему тогда врач сказал, братан, у тебя панкреатит, воспаление поджелудочной железы, это пизда печени, говорит, тебе нельзя пить больше, все. Тебе гайки, говорит, до конца дней, говорит, зась, диета, не то что зась, диета. Там и строжайшая пищевая диета, Да. и строжайший сухой закон, который... 3 мешка водки пишут, это и есть отравление, ну да. Да, По сути, алкогольное опьянение, это же есть отравление организма. типа интоксикация. Ну, конечно. Вот, и как бы он не послушал. И потом, когда он приходил за месяц, за 2 на вылазки до этой всей, то, что сейчас случилось, он уже раздулся как жаба. И он последние 2 вылазки мне говорит, что я, наверное, гороха наелся, что я надуваюсь, говорит. Наверное, пердеть буду, говорит. Лаврен 100 гривень, Лаврен, привіт усім. спасибо. Привет, спасибо. Говорит, живот дует и дует, и дует, и дует. Говорит, я уже как шар, говорит. Что-то странно, говорит, со мной. Говорит, наверное, пердеть буду. Говорит, что-то съел я, говорит, не то. И последнее, что... Я не помню, что там, короче, с просрочки нажрался тогда. И все. И как бы всем заебись, а ему хуёво. И вот только он его тогда повез в больницу. Ему говорят, ну так, блядь, что ты хотел, у тебя печень не пизда. Да, это было в прошлом декабре его забрали в первый раз в больницу, практически год, да. И сказали, что ни капли вообще, типа, блядь, нихуя. Да, блядь, это будет продолжаться.
Уфа станет повсегдатой больниц, будут со всех больниц его метелками гнать. А мне же такое чувство, ну я не знаю, так тоже, ну мне, ему как будто даже это, ну не то чтобы в удовольствие от эти больницы, но какой-то движ вокруг него происходит, то он такой довольный. Ну, конечно. Еще бы. Конечно, все крутятся, мутятся. Говорит, принесите гитару, я играть не буду, просто буду лежать, говорит. Да. Куда, в больницу? Я в натуре... Жека, дякую. спасибо. Жека 400 гривень привид із Вени. Спасибо за контент, мужики. Лафа пусть поправляется. Не было стати идеи байк на камеру восстановить. Может, отвлечет от бухла, это интереснее, чем квасить. Да ну ему нахуй не надо. Да, Жека, спасибо. Это надо делать только исключительно постоянным личным присутствием. Мы же запускали этот Мы процесс. два раза по 10 тысяч купили детали. Уже 2 мотоцикла можно было новых купить. Да, Новых! почти все эти детали тупо проебались в хате. Он говорит, сосед зашел, говорит, масло посливал, говорит, как Да, бы, говорит, покрал. говорит, где детали? Говорит, да их украли, говорит, их кто-то зашел, когда меня не было, их украли. Вот, это надо типа, ну, самому делать. Ну, за руку его приводить, он сам это не будет делать. Так я, короче, что про сыньку, про эту, сам так, когда на своем примере не сталкиваешься, и вот эти фотографии страшные на сигаретных пачках. Игорь, Ігор Бнович 50 гривень, лафи на тур, малиновий браслет. Это от сыньки что-то. ну типа как эти были одно время, медные браслеты, короче, если типа печень по пизде идет, начинаешь бухать, он зеленеет. А, да. Мгм. Было еще, что типа, если человек больная, какой-то внутренний орган больной, то он серебро не может носить. Сразу чернеет тело. Максим 50 гривень. Я пам'ятаю, як у Харкові бігали в трамвайне депо через паркан і газовану воду піз решітка Ілі, а ремонтувальники нас ганяли. Слава клас. Україні! Слава Украине, спасибо. А помнишь, как на завод лазили в столовую мы тут в один? Ну, у нас в центре. Напомни. Ну, тут на острове. Через забор лазили на завод и в столовую заводскую заходили. О! Пожирались от пуза, а потом спускались в подвал и Роман бомбари 50 сидели. гривень. Сус, що у тебе за тренировки? Да я на веревке ходил, что там ребята делали веревки, но я так чисто пришел, Троллей? поздоровался, да. Троллей в лесу охрененно здоровый А сделали. где? А не буду говорить. Я понял. Хрен поедет. Ну, связано. Недалеко. Знаешь, как песня? Да. Да. Я наверх попрошу не говорить. Короче, турмалиновый браслет, говоришь, да? Да. Может. Так вот, и вот эти фотографии на пачках сигаретных. Ты думаешь, что это, ну, так смотришь, думаешь, что это Шуточки. шутка какая-то, что это надо, блядь, курить, я не знаю, блок в день. Не, нихуя, короче, прикинь. Хотя, в принципе, ну, есть люди, что жестче, чем лафа бухают. Вот именно вот алкоголики, классические алкоголики во дворах, которые, они же вообще не просыхают. Но они двигаются. А у лафы как-то, короче, я не знаю, может, что он просто делает удар там в пару недель, потом пару недель трезвый, потом опять делает алкоголический удар. И именно вот этот удар у него, конечно, очень сильный. И в кругах алкоголических, это еще с детства повелось, что старые тусовщики, панки, они все в диалогах друг с другом меряются количеством выпитого за вечер. И эту цифру преподносят как заслугу. Мол, смотри, я могу, типа, сколько... И вот это вот, как бы, у лафы тоже эта мерка всегда есть. Он говорит, я тогда столько, какие-то цифры называет, там, типа 1,5 литра. Я думаю, в смысле, за вечер? Ну, мы с Фокусом больше, я тебе сейчас скажу, сколько выпили один раз. На двоих 1,5 литра спирта, 1 к 3. Это где-то, короче, 3 литра водки. Ну, наверное, по 1,5 литра водки, наверное. Короче, Очень много. Но это были молодые годы, когда еще Вафа был молодой, и я был молодой. Там же накопительный... Правильно? А есть же алкоголики, что и молодые умирают. Есть, что и в 20 лет сердце стало. Миша, 25-й кадр включите в эфир. От организма еще зависит, там, от наследственности. Конечно. Плюс еще просрочка, вот это все накладывается. Вот это Плюс свинья, плюс стресс постоянный. Недосыпание, недоедание, херовая вода, херовый воздух, радиация в мусоре у него там. Всякая химия. Радиация? Ну, блядь, сколько у него там всякого мусора. Он даже не знает, что там в тех бутылках. Он же с бомбаря тащит все подряд в хату к себе. Всякую хуету. Что ты в больнице уже там что-то говорит, нашел какие-то эти, ты говорил? Кто? Что домой заберет какие-то вещи. Там что-то, Не, я не слышал. что там повыкидывали в больнице какие-то тряпки. КС мінус 44 50 гривень, що з лафою зараз відбувається, який в нього стан здоров'я?
Да вот же говорим, стан здоровья поправляется, а ноги отравляются. Стан такой, что идет борьба за ноги, короче. Там типа некроз уже ступней пошел. Гангрена написали. Гангрена написано в выставке. Это пиздец. И стан такой, что типа, блядь, идет борьба за то, чтобы не их как бы, ну, Не чипахали. наверное, как-то так. Сейчас типа пару дней на интенсивных капельницах, чтобы промыть это все дело. Вот. Как батарея, обратка. Сюда заходит, а туда не выходит. И оно... Ну. А у тебя включили батареи? Нет, пока что нет. А что же включили тут? Нет, тут нет. Ребята в Киеве или вообще в Украине у кого-то включили батареи? Зрители, напишите в Ну, в комментариях. больницах же, видишь, включали везде. В больнице В школах. так жарко уже в футболке. Угу. Я захожу, все снимаю до футболки в больнице. Турмалгина вот это. Привет, Карпу. Привет, Карпу. Слово понравилось. Да. Так что, бля, я даже не знаю. Ну, включили, где-то пишут сегодня. Причем такое чувство, что этой всей ситуацией мы больше обеспокоены, чем сам Лафа. Так ну похуй. Может, у него типаж такой, что он не подает виду или не нервничает, или типа привык, что все Он правильно. совершенно спокойно ко всему Ой, относится. Я говорю, опа, Не хотелось бы, чтобы отрезали, конечно. арарат. Апарат 100 гривен. Апарат. Я читал, что у человека, который регулярно употребляет алкоголь, бактерии кишечника подстраиваются под ситуацию и вызывают физическую зависимость. Сус по своему опыту расскажи, сколько тебе хотелось выпить эшью после того, как завязал. Да нисколько не хотелось, ну ты шо, Акстись, не хотелось и по сей день не хочется. Тут ситуация чуть-чуть другая, как бы. Ну, Рівень типа, если 50 бросил, так гривень, за нахера які хотеть гроші уже. можна замовити ду уже нудну музику на 20 хвилин, і щоб ви її не зупиняли. Дуже. Не, ну не надо, дядь, зачем? Это типа... Не, ну можем фоном включить. Если там ну, что-то приятное, то давай. Лаунж какой-то. Что ты имеешь в виду? А то, что будет поперек горла, то такое не надо. А если что-то хочешь, то закинь. Какой-то лаунж или какой-то этот техно, что-то такое. Ну, мягкое. Типа, Чтоб ты не ее напрягало. закажи, короче, если она понравится, мы ее оставим на дольше. Смотри, пишут, меня хотят. Штефан, люби. Где? Ну, кверти. Ну, у меня Вот. эта хуйня все перед глазами стоит. Я, короче... И Вафа говорю, типа, Вафа, ты понимаешь, что я говорю, ноги оттяпают? Он говорит, ну, блядь, не хотелось бы, конечно. Но говорит, так а что, говорит, ну. И улыбается. Говорю, так а это, говорю, что делать будешь? Говорит, протезы. Володимир 100 гривень Щоб, знаєш, так респект за сразу контент. протези Не поставлю. раз хуйові моменти рятували ваші відоси. Братан, спасибо большое. Я, ну, сподіваюсь, Дякую, що дякую, Володимире. це для нас найкраща винагорода за нашу працю, що когось це підтримує, а якщо зараз хтось ще пиячить, бросить. Бросить. Или просто меньше. Я тебе говорю, в натуре даже, что типа... Жека Дальнобой 50 гривень. Привіт, хлопці, О, Жека, слава привіт. Україні. Що за комрада нічого ні не чують. Він щось допомагає лафе. Да, Да, мы- пропал, где-то комрад должен приехать, был сегодня, но не пропал. А вообще мы на связи, да, нормально. Где-то еще звонил вчера. Приболел. Что сейчас поприболели многие. А витаминозик, короче. Не, простуда. А, это, ты сейчас не грипп. Срачка сильная, говорит. Вы сделали, восстановили макеты, где же вы взяли? Полгода ехала эта штука. Какие дядя Макин? Ну, исходник же, видишь, качественный. Так, Тополина делала. и все расходники у нас есть, Штефан. Тополина делала. Ну, Там, ну, я понял. Я полгода назад просил на день рождения сделать такой подарок, это эксклюзивная штука. Она затерялась на почте. Это на полгода ехала. Это приехала. На следующий день рождения Реглан приехал. Тут именно Ну это что Это качество, рисовано. именно вот то. это технология, как она там? Прорезиненная какая-то она как-то называется. Ну короче, не суть. Но кофта классная, я каждый день в ней прихожу, и сплю и лежу. Громов вяжет. Ага. Да, у меня бабушка всю жизнь вязала, но я вязать не умею. Спицами не шарю. Тупо нитка это. А я в детстве пробовал. Кого? Вязать? Угу. Я тоже крестиком вышивал, вязал. У меня даже у родителей, наверное, хранятся игрушки, которые в школе я вышивал на кружочке. Круг был. Ну, не кройки и шитья, ну, типа мы там шили игрушки. Мягкие игрушки такие. Ну, сложные, многоуровневые. Там одна игрушка несколько дней делалась. Там, наверное, из 15 составных элементов. Там набивка, короче, подкладка, внешняя, наружная, короче, ткань. Там брюшко вышито другой тканью. Ушки там пришивали, ну полностью все делали. Красота.
У меня такая жабка зеленая была, помню, должна быть где-то у родителей. Пишется. А, жабки, кстати, тоже жабки делают этим, набитые либо квасолей, либо этими бусинками, у кого бусинки были. Мы ватой, дома вату приносили, потому что всегда в детстве была желтая вата что-то. Было такое? А у нас было, что мы школой сдавали макулатуру. И надо было с каждого класса, короче, с каждого человека разбивали по цифрам, кто сколько должен принести. И во двор заезжал огромный такой КамАЗ, именно КамАЗ, ну, это самосвал или что, с прицепом. И туда со всей школы набивали вот так вот, короче, этих, там, книги, там шли вот эти томы Ленина, Маркса, короче, давали. Макулатуру? Да, на макулатуру давали. Каждый должен был принести. Ужас какой. А еще помню, в школу, короче, гуманитарка приезжала пару раз. Гуманитарка? Я не знаю, это с другой страны или откуда это она была, короче. Там, получается, вывалили тупо шо на секонде, огромный тюк такой, такие столы вместе составили. Типа там, я не знаю, может 10 столов вместе в квадрат составили. И туда водили по иерархии. Ріду 400 гривень поставте, будь ласка, музику без відео з цього стріма. Сейчас заценим, что там, спасибо. И, короче, понял. И туда водили, короче, не всю школу сразу, а, может быть, для разных классов разные подборки делали. Но там конкретно нам говорили, вы пойдете после 3-го урока. Все, мы подходим и говорят, у вас там 10 минут. Кто-то там с родителями приходил, кто-то мамка пришла, там на ребенка меряет, короче, говорит, давай, типа, понял. А там такое, на 3 размера больше, на 2 размера меньше, короче. На вырост. Да? Да, бери, типа, пока дают, ты шо. 20 минут. Хорошая музыка. Классика. Спасибо, что музыку сын. А что, это мусор забочится? Да пусть лежит. Мясо застряло в зубах. Не-не. Я раньше под классику, кстати, пьянствовать любил. Ничего себе. И дома сижу сам. Выпиваю. Тетя пьянка. Вот это, кстати, страшная херня, потому что алкоголизм самый страшный, когда тебе вообще нахер никто не надо. Тебе дома сам. Пошел в 3 ночи в АТБ, купил пляжку и сидишь дома колдыришь. А потом черти приходят, разговариваешь с ними. Так расскажи, как Лафа Вике звонил с больницы, она бухая в говно. Ой, Вика, тебе сейчас 300 гривен, ребята, скинут, продукты купи. Лафа, да! Ну что, сколько, Дима говорит, 5 гривен сейчас скину. Какие 5 гривен, ты чего? Невменяемая, короче. Ну, юмореска тоже. Ну и лопай. Но вот Викуся гораздо больше алкоголичка, чем Лафа. Викуся это бедолага Ее вообще. вырубает нахуй. Но Лафа контролирует. И что надо отдать должное, кстати, Лафа, когда напивается, никогда у него нема ни белки, ни горячки. Ну пару раз было, но это редкий исключительный случай. Вот тогда в трубе... У Ильи схватило, да. Да, но там, ну, как бы там уже был конфликт, как бы он просто на него отреагировал. Но сам он не испускает флюиды. Ну, потому что Лафа добрый человек сам по себе очень. Кстати, да. Он очень позитивный и... Потому что, наверное, от пьянки вылазят внутренние демоны агрессивные, а у него их нет совсем. Потому что я знаю, что как бы у него вся семья, они животных очень любят. Енді Борисенко 50 гривень, Енді Сус, Борисенко. привіт. Коли наступного разу будете на барахолці? Лафі здоров, я дякую за контентіще. На Я здоровье. Андрей Борисенко, я не знаю, соберемся, наверное, весной уже. Ну так заходим иногда редко. Ну, в качестве торговцев, то, наверное, уже да, в следующем сезоне. А для себя, то мы раз в месяц, наверное, туда заходим. Что-то самим надо там частенько найти. Мгм. Блять, запуталась. Смотрю на эту классику, такие ебальники у них. Воодушевленная. Слышишь, что ты ходил в больницу? Смотри, Завтра меня записали. штука вылизывается. Непонятно, да? Клещ или не клещ? Ну, клеща я там не вижу. Завтра записали. Посмотрим. Может, прыжку у тебя собачья. Слушай, ну не хавай эту дрянь, а то писька отвалится, говорит. Ха! Где пылесос? На барахолке где? Что вы нас спрашиваете? У него есть YouTube канал. Все видят, собака хочет чипсу, говорит. А мне что-то высветилось недавно. Он видосы шарашит регулярно. Да? Я как блядь. Я, кстати, ни одного видео его не смотрел. Ничего не потерял. Тоже, там, как бы, тоже столько лет на ютубе можно было научиться чуть-чуть. Слушайте, больше энергетики иногда.
Мне уже плохо от них, то я их стараюсь не пить. У меня от энергетиков наступает голодный обморок. Жрать хочется сильно. Они отбивают аппетит? Нет, падает сахар очень сильно. Это ж когда водку хуяришь, то хавать не хочется, да? Ага. Но, я скажу, водка пиздец какая калорийная. Можно, грубо говоря, одной водкой питаться. Там сахара дохуя нет. Это же, походу, спирт, это же сахар. Дрожжи, бактерии, сахар. Выжирают. Пукают. Получается спиртяга. А ты, Штефан, не пьешь? Кого? Алкоголь? Алкоголь. Сколько у тебя уже, Штефан, трезвости? Сейчас, я, счетчик стоит, я не пью. 560 дней. Ого, как Красава. 2 года. Да, сэкономлено 44 тысячи, всего 870 гривен. И не выпито 28 литров чистого спирта за это время. Это автоматически Ну считает? да, на среднем, понял, там это, типа задался. Прикольно. Прикинь, 28 литров спирта, это пиздец. Да. Максим Майданюк. Максим Майданюк 50 гривень після війни буде вилазка в метро на Виноградар. Давай Конечно. сейчас, Всім давай, гарного вечора. Максим, дякую. Давай сейчас сделаем метро на Виноградарь. На самом деле, как бы, вылазки на Виноградарь как бы уже были. Просто как бы это все YouTube не показывается. Что сейчас не хочется никого драконить. Ну, с Денчиком, вон год назад выходило Ну ж да. видео, когда метрострой заброшенный стоял. Ну да, да. Кстати, да. Микола 100 гривень, хлопці, доброго вечора. Я знову з вами. Гарного стріма. Чи захоплювались колись нумізматикою, чи є якісь цікаві історії пов'язані з цим? Прошу, вам слово, Дмитрий. Да я тоже причем. Я никогда... У меня есть там 10 монет каких-то, но ничего выдающегося. Так просто визуально красивые. В детстве у меня и то больше была коллекция. Я в школе собирал что-то. А я особо не фан... Не, ну мне вообще нравится, ну, лично мне нравятся вообще все предметы старой войны. Начиная с одежды, там, заканчивая чем угодно. Книгами, с посудой, типа. А уклона на монеты или на купюры вообще нема. Вообще старина нравится, и отечественная, и заграничная. Там, конечно, видно размах стиля, вкуса. Тоже не быть дедом, конечно. Но многие вещи раньше, так посмотреть, действительно, как будто бы больше старались взять. Ну и, может, современные деньги, ну так выглядят. Любой страны современные деньги выглядят неинтересно. Китайские охуенные. Ну это потому что экзотика вообще для нас. Британии. А какие там купюры 100-летней давности уже интересно. Гівно в кімоно 2 євро Суста Дімон. Живу у Будапешті, біля станції О, метро, де нормально. ви вночі лазили. Вона ще була на реконструкції. Лафі здорово. А, дядя, она же открылась, да, эта станция? Синяя ветка, да. Куда мы подошли впритык. Угу. Спасибо. Кимоно, спасибо. Честно. Прикольно, да, Будапешт, конечно, мы жахнули нормально осенью 21-го. Это хороший выезд получился. Я скажу за монетки очень много. Сейчас смотрю про монеты, про поддельные, как цыгане продают, понял, как Николай. Латунная монета. А сверху тоненьким либо этим золотом покрывают напылением. Либо вообще, короче, латунь, но ты их хер так отличишь только химическим способом. Ага. Цыганское золото. Я вчера обзоры смотрел на эти все монетки. Потом смотрел, что 50 копеек какие-то по 100 долларов стоят наши, современные ходячие. Но там такой пиздец, там 2 листочка, 2 капельки, 3 капельки, 4 капельки, 2 капельки сюда, 2 туда. Да, Короче, да, целая да. наука. Там Чтобы с на- этим разбираться. Там есть на монетке на украинских копейках, есть какая-то цяточка такая. Мгм. И эта цяточка на определенных монетах определенного года. Віталій 50 гривень, дивлюсь вас вже давно. Дякую за відосики. Слава Україні! Слава Украине, дякую, Слава Виталий, Украине. большое. Спасибо, Виталий, спасибо. Вот, и вот это же обман, короче, с этими монетами. Достаточно интересно. Но я смотрю, что в этой нумизматике, во-первых, что разобраться, это пиздец, как это, блядь, целую жизнь надо прожить. Во-вторых, даже если ты найдешь ту монету, куда ты ее денешь, где ты ее продашь? Надо искать еще кому продать ее, впарить за нормальные деньги. Ну, короче, ебатня за 100 долларов, хуйня. Вот. Тяжкая наука. Это надо любить и заниматься, как и все любое другое дело. А я вам расскажу про историю, про нумизматическую монету. Смотрите, пацаны, вообще, вот где шов. Ну, вот тут такой свет, вот это шов даже не видно. Но я изнутри, изнутри зашивал, а вот наружная часть зашита изнутри. Видите, вот это шов, даже не видно. Для домашних штанов, типа. Пишут, Штефан помогает Вафалову. Вот вообще изнутри, да. Да, морально, это даже моральная поддержка. Уже заебись. Гости сидит. Вот, короче, года 2-3 назад. Года 2-3 назад
Террорист, смотри. Собачий терроризм. Нямать хочет. Не так было. А кока-колы нема ничего такого. А я, блядь, что хотел взять из этого, сука. О, Штефан, а где кружки? Отдай вот эти маленькие стаканчики, что стоят, пожалуйста. Года 2-3 назад, короче, я ходил в коллектор и нашел пол пятерки рублей николаевских, золотых. Ювелиром откусанных. Пол монеты золотой. Обрадовался, никогда золото Слушай, не сходил. Возьми, пожалуйста, крышку. Ну, Ну ладно. Что-то, короче, Чашки будут с крышкой. 3 или 4 грамма золота, короче. Классно, короче, интересно. А потом вспомнил историю, что лет 20 назад, в том же месте, где я этого Николая нашел, мы копались, и тип нашел пол Николая, откусанный ювелиром. И, короче, мыл ее в руке, и она выпрыгнула, короче, и уплыла по течению. И прошло 20 лет, я нахожу такую же. Может, то другая половинка была, ну прикольно. может. По-моему, даже в отчете на Ахисе было. Может, монах писал, да. Я что-то помню, да. Юра. Юра монах нас смотрит с дочкой. Дочка уже такая взрослая, что... У кого? У Юры монаха. У нашего монаха? А где он сейчас? В Литвиновом доме живет. А. Я иногда с ним пересекаюсь. А, ты говорил, я понял, да. А он вообще не изменился нихуя. Тупо от слова нихуя за 20-30 лет. А, трезвый октябрь я, кстати, проебал нахуй. Я буду на октябрь, я буду ноябрь заново запускать. Но у меня там по осечка произошла, по основной мой момент, короче, это рукоблудие. Я 16 числа, короче, упал в грех. Какой? Ну, в грех. Нет, я же уже сказал. Главный грех. И оно потянуло за собой все остальное. Открылись ворота, и туда хлынул уже весь набор. Серьезно? Да. Не, ну как, ну то, что я хотел, чистый октябрь. Чай не пить, сладкое. Вот это, короче. Так что я буду ноябрь заново запускать. Я понял. Но я сейчас не злоупотребляю чаем, я так раз в 3 дня, это в лучшем случае. А я что-то и чай перестал пить, короче, и чай, и кофе, все уже, короче, так редко стараюсь. Так, нормально себя чувствую. Я вчера купил коробочку снюса, пиздец. Ты же гонишь. Ты что, Да. больной, А что блядь? тебя сподвигло к этому? Реклама, Стресс. блядь? Нет, стресс. Сука, Просто тебе много как бы стрессую. сейчас снести нахуй, чтобы улетела на подъезд? А ты его раньше пробовал когда-то? Ты гад. Пробовал, но я просто не покупал, я просто купил. А тебя угощали, типа? Да. Боже, Ты какой посыл. кайфовал? Ну не только прям сильно, понял. Ну, еще оно там- бьет по голове. Ну там, если себе вот 3 пала, 3 точечки, оно не сильно бьет. Такой Вот легкий кого, фон. на тебя не И ожидал. сколько ты его употребил? Да, одну пачку, там я его, ну, я его доем и больше не буду покупать. А у тебя есть? Ну, на машине лежит. Ты глотаешь или что? Ну как, на подгубу ложится. Смотри, дядя, оно очень-очень сильную зависимость Да? вызывает, да. Пиздец, какую сильную зависимость. Ты потом охуеешь слазить с него. Как вот, Я знаю, я не буду, я больше покупать не буду. Мне Ну, понял, не, особо, ты же он взрослый особо он мужик. не работает у меня. Я типа он слабенький, короче, я Не типа, надо. я типа вот так, как, ну, Оно типа, все начинается по чуть-чуть. Все с малого шага. Как путь вверх, так и путь вниз с маленького шага начинается. Как и это мне в детстве говорила мать, не пей пиво, бо с пива все начинается. И вчера под видео очень дохуя комментариев, что говорит, вот так оно в детстве все хуй началось. С пивка, с пивка, с пивка. Кто сказал? Ну в комментариях понаписывали. Ну, конечно. Не, ну так и есть. А мне все детство мать говорила, типа, не пей пиво, а я пиво малой любил. Ну там малой, 12-13 лет. Ага. Пиво. Говорит, опять не пиво пьешь, ну нельзя ж, типа, говорит, пиво, все начнется, ай-яй-яй. так и пошло поехал. Я вообще алкоголь первый раз попробовал, короче, по-моему, 18 лет. О, Пиво я вообще, пиво попробовал 17 лет. И то это по-дебильному было, это типа был 11 класс, это что? Это сколько лет, посчитайте? Ага. Ну, 18 где-то. Фу! Фу, блядь. Что, вонючее? Что труп на вкус? Буба, Да. что такое? А? Ну пробовал? Буба, тебе нельзя этого. Мусс такой, сразу же. Да не, ну я съем, что выкидать, Да? жалко. Я уже со школы ушел, с 9 класса я ушел в техникум, но со школьными друзьями со своими общался. И когда у них был выпускной 11 класс, мы собрались своей бандой и пошли на набережную. И все такие покупают, типа, бухло, короче. И они говорят, давай бутылку пива, и купи пиво, типа, попробуй. Я думаю, нахуй оно мне надо, типа, такими, ну, я это смотрел как на долбоебство на полное. Лучше живчика купить. Да.
Я всегда на это смотрел, типа, блядь, что там кто курил за школой, тупо шоу, ну, шоу-ёбки какие-то. Ага. Хотя никто это не объяснил, ну, были там какие-то на уроках, там учителя говорили, но я по своим ощущениям как-то выкупал, что оно так воняет, когда курит, страшно. И бухло тоже мерзость. И вот я бутылочку пива, короче, купил, на набережную ее всадил. И меня так именно, я понял это, потерянный, просто такой, понял, как будто весь мир в пластиковый кулек одели, или тебе как будто на голову пластиковый кулек с АТБ вот так вот одели и просто такое, блядь, непонятное, потерянное, дебильное состояние. Что-то часик потасовался с ними, короче, мерзко стало, пошел домой, и все. И год, наверное, тоже ничего потом. А потом в техникуме уже алкоголическая, блядь, это. Ну не то, что, ну как, студенты там могут, типа, выпить студенты. А сейчас, мне кажется, у молодежи такого пьянства повального нету. Ну это олдскул больше. Бо я помню, даже еще лет 10-15 назад постоянно видно, что малолетки напьются, какие-то студенты, и бандами такими по 10, по 15 человек где-то гудят. Или во дворах, на площадках, на стадионах, на озере, на подъезде. И видно, что, о, малые бухают. Ну, как малые, студенты. А сейчас смотрю, что же такого, или как-то это более культурно происходит, но такого нема, чтобы прямо синие, малые, где-то. Ну, малые это 18-20 лет, чтобы синие где-то лазили. Практически я такого не вижу. Может, в таких местах не бывает. Игнатюк уже с Карпат приехал вроде давно, чи нет, чи до сих пор в Карпатах. Он приглашал к себе. Пишуть, привіт, я знаю таких людей, які працюють з такими ногами, як у Вафи. Напишіть, будь ласка. А где, дядя, вопрос. напиши, короче, это вопрос? Да. Хони, напиши нам на почту. Почта supersus латиницей 1, 2, 3, 4, 5 @gmail.com. Если это в Киеве, то напиши, потому что, возможно, не исключено, что придется менять дислокацию починки господина. Когда в Чернобыль, ну ноги черные побелеют и смогут дойти до Чернобыля. Ну, кстати, нормальный контент Вафу на каталочке покатить в Чернобыль. Прикинь. Блять, ну самое страшное, мне вчера ужас одолел. Я вот, короче, подразмыслил. Вот представь себе, не дай бог, конечно, фу-фу-фу. Но если вдруг Вафа останется без ног, что Вафа по своему хабару на такой тележечке, знаешь, как советской, А, да, с двумя утюжками. да. И пьяный, прикинь, катится по хабару, блядь, переворачивается вот так вот. И орет, блядь. А, Вика, переверни меня, блядь, говорит. И все. Мне 13 лет, у нас больше проблема у всех со зрением, чем с алкоголем. А что, от гаджетов? Ну, мобилки. Расскажите, Штефан. Синие кристаллы идут, и они Ну, разрушают. кристаллы, они коллаген разрушают, это все хорошо. На AMOLED экранах. Они понял глубоко. Они глубже, чем это проходит. Чтобы не представляли. Да. Ага. Коллаген. Шо? Да. Да, сейчас возьму. Какой-то глазной врач вроде бы недавно даже рассказывал, что появилась новая болезнь отклонения глаз из-за постоянной вот концентрации в мобильном телефоне, а оно отличается от чтения книги, потому что здесь у тебя концентрация длиной с ладошку, а книгу ты читаешь там хотя бы вот так вот есть, типа, и там больше глаз гораздо бегает, а тут тупо в одну точку лупишь. И что типа кришталик более выпуклый становится именно к центру, как треугольный, как острый становится. И это дает дальнозоркость, что типа по сторонам плохо смотреть, люды не становятся. И что это с детства. А, ну тогда у всех же, когда батя берет телефон, он же как его берет? Обращали внимание, пенсионеры как мобилки клацают? Ну так. О. Буба. В метро особенно едет, и я уже себе за привычку взял, баловался, и взял себе в привычку. В транспорте телефон достаю вот так. То баловался, а уже привык так делать. Ага. И все смотрят на меня. О, хорошая греховная шоколадка. Вкусная кокосовая. Для вхождения в грех самое оно. Я зарегистрировался в твоем магазине. Вот. Короче, шоколадка стоит 220, а с регистрацией, то, что мне смс-ку прислали, 100. Ну это не заманиваюсь тебя. Ага. По одному спаму рассылать. Пожалуйста, ладно. Сразу спам кидай. А, сейчас говоришь, что бухают в барах. Кстати, может быть, да, действительно, в барах много пьяниц. Андеграунд бары есть всякие эти, как это называется, хипстерские бары, всякие тематические, типа на заводах, знаете. Вот я сейчас делают такое. Спасибо.
формат, блядь. Прикиньте, нитки закончились, все, на штаны ушли все нитки. Зато штаны получились. Охуенно, буду носить всю зиму. Надеюсь, отопление дадут. Ну и, кстати, друзья, надеюсь, что сегодня электричество не выключат. И кстати, если да. вдруг мы резко исчезнем, вы никуда не расходитесь, дайте нам 5-10 минут, мы вернемся на EcoFlow. Но пока на стационарном освещении топим. Вроде сказали, что сегодня не должны А отключать. ты Камраду писал, чи нет? Да, он не берет трубку Я и понял. не отвечает. Понял. О, Сколько занимается своей какой-то. Кстати, нормальная музычка, да. да, мне тоже нравится, я слежу. Дядя музычка. Дядя музычка, тетя музычка. Буба, шо ты? Ты изрекая бандюга. Блядь, надо пойти как-то, короче, в филармонию и лимон начать жрать. Перед первым рядом. Зачем? Ну шо, те, что сосут эти А ну цец. Серьезно? Слюнь начнет текнуть, не сможет хуйня. Ну это легенда такая. Там Нельзя. плевачка специальная сбоку, она начнет переполняться. Слюняток. Я когда на трубе играл, тоже нужно было выдувать шмары. Я же на трубе играл. А, серьезно, Да. в тромбоне убил? Не тромбон, труба. Тромбон большой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, труба маленькая. Да. Андрей Груша непонятно, будет, не будет. Он Он... иногда пишет, но Да, иногда скорее пишет. нет, чем да. Да. Мы его как бы брали пару раз, он не смог ничего не рассказать. Ни про метрострой, ни про свою жизнь, ни про паршировку, ни про отрадный. Как-то вообще ни о чем. Ну, все. Не раскрылся, короче, персонаж. Поэтому как бы непонятно. А что такое судно суперсус эдит? Я вообще... Да ну цец, нельзя. Пишет человек, кто сделал судно суперсус эдит, это шедевр. Я даже не знаю, что это такое. Судно. Не знаю, что это. А ну давай еще раз послушаем, нормальная тема. Да, Давай, мне тоже понравилось. давай еще раз запусти. То же самое? Да. Ну, тихо глаза на фоне. Или другую, следующую только на это. Классика. Хорошая, да, хорошая музычка. Хорошая. Классика тема. Давай бабах включай. Короче, говорит человек в чате, что сейчас у молодежи электронки новая пропасть. Да, я с этим согласен. Я вижу, что в натуре идут малые со школы, школьницы какие-то Кошмар. по 13 лет и все уже с электронкой. Так уже некоторые врачи говорят, что лучше сигареты уже курить, чем эту хуйню. У меня тут кто-то курит, короче, в ванной, походу, этот Айкос. И через ванную, через вентиляционный стояк выбивает сюда запах, полквартиры насыщается. Я утром встаю, только встал, уже с утра накурено, короче, думаю, уже курит с утра. Die tweede suite, ja, dat hebben wij zo genoemd, maar het bestaat helemaal Два niet. без интервью, чисто, чтобы было на сплошном потоке. Да тоже предыдущую пусти просто по кругу и все быстрее будет. Разницы все равно никто не увидит, ни мы, ни... Не, не. Да. Это good music, good music. Спасибо, кто заказал музычку, это классно. Hello, motherfucker. Микола, дякую. Микола 100 гривень в Кропивницькому в обласній лікарні дуже сильні лікарі, там можуть взятись з вашого дядьку. Там могут много где могут, ты понимаешь, что он не особо что-то, я смотрю, хочет. Не, смотри, просто, во-первых, что в Кропивницке сейчас берут только все через семейного врача. Ты в поликлинику хуй так ляжешь просто. Это же Толоху положили через семейного врача, и то со скрипом. Ну как, там пришлось похоботиться. Нет, Соланы нема у меня. Хочет ли Лафа, не Александр. хочет, непонятно. Что он уже хочет? Он хочет, чтобы за ним бегали, вот что он хочет. Судно Эдит. А ну, шеф, а ну пробей. Судно Эдит Суперсус. Наверное, Чернобыль судно. Латиницей. Судно. Сейчас посмотрим, что за судно, я не знаю. Да, классическая музыка приносит здоровье. Ну да, она же сделана... Старались люди, делали. Ну, раньше, да, приятно было. А какие вкуснее? Вот это параша, это в мусорку надо выкинуть, не обязательно. А это третий вид или это... Ками воняет. Это третий вид? Вот это с беконом, это с сыром, либо наоборот. А, Какие-то с сыром, какие-то с беконом. Походу, с беконом самый классный, как по мне. А вот эту выкинуть надо со сметаной. Я еще смотрел, когда в магазине брал, думаю, не бери сметану. Взял. Бля, это какой-то видос, смотри, это нарезка какая-то. сколько просмотров? 80 тысяч, короче, 900 почти. Ну скинь мне телегу. А ну, А это уже, а ну цис. уже это тут даже. Кто это? Падает. Короче, С этого креста отрепают его. вот эти Вело, их, Вело. короче, бесплатно дают. Да, ты говоришь, Илюха, привет! Ілюха 50 гривень, а у речки Шулявиця под большевиком начинається істок. А у речки? Вот такие вопросы вы задаете, вы что, не можете сформулировать нормально речь? Ау, речки, Шулявица, под большевиком начинается исток, Я не знаю лично. под Киев-приводом начинается исток. Цис. Никто никогда в жизни до истока не долазил.
Под улицей гарматной, так скажем. И яичко. Как кабель отошел. Уже вот допихнуть. Хуёво. А ну цец. Так вот, тут вот. Да, Вот да, этот? да, чуть-чуть. Все, пошел. Пошел. Буба. Судно, забей YouTube, судно супершут. Не надо. Уже забили, уже нашли. Так стоят, короче, в магазинах, просто обычный магазин продуктов. Что такое? Обычный магазин продуктовый. Террорист Боба. Что такое, Буба? Террорист. Это человеческая еда, не надо. Нет, нельзя. Стоят в обычном продуктовом магазине, в таком костюме аккуратном, и такой чемоданчик, как в фильме «Криминальное чтиво», чемоданчик, внутри которого светилась неизвестная вещь. Он открывает чемоданчик, там Баки эти, нельзя шоколад, алло. там эти вело, короче, лежать. Он говорит, хотите спробувати? Ви вже користувалися нашим продуктом? Візьміть, спробуйте, який ви хочете, ментоловий или гранатовий, типа там, ну я не знаю, що він. І дает, подкидывают, и реклама даже висит в городе, типа, хочешь спробовать, подзвони, мы тебе привезем, короче, понял? Как в школе говорили, что если будут предлагать тебе на улице бесплатно, отказывайся, первая доза всегда бесплатная, они тебя заманивают. Так это уже открыто в маркетинге, просто вот так вот, лупс. А я только что, короче, купил самую дорогую колбасу. Ну, такую классную, качественную. С салом, все. И собаки у тебя тут возле дома. Где птичку нашли вот тут. А, бродящая? 2 штуки лежит. Я на машине подъехал, созвонил. Кинул ей, короче, полпалки этой колбасы. Она так ебалась кривила. Вот так посмотрела. Так глянула на меня. Так. Демонстративно 2 метра отошла. И тупо в 2 метрах легла от этой колбасы и дальше на меня смотрит. Ничего себе, прикинь. Ну, тут два варианта. Ну что, наверное, колбаса не такая хорошая уж. Как Да. кажется. Они что чувствуют все. Алло, бандюга, нельзя. Бандюга, нельзя тебе шоколад. Ты что, шерсть повылазь? Ріду, До дякую. 50 гривень, окей. Наступний челендж. За скільки грошей можна замовити дуже нудну музику довжиною в годину і щоб ви її не вимикали? Братан, ну кидай, посмотрим, если зайдет, то будет играть. Ну что значит дуже нудну? Это не нудна, это фоновая музыка, хорошая. Это хорошая, да. То есть ее можно фоном включить и под нее что хочешь делать. Я даже когда-то, простите, видел под такую музыку, порнография идет. Да. Эротические фильмы в 90-х под такую музыку были. Там типа в замках, в Да, старинной да, одежде. какие-то эти. Начинается все как бал чинный, Да. а потом в какой-то момент луп, лусь, и И такой, типа, луна падает там. Падает. свечи заносят, бокалы с И игристым, карлик ходит с этим. с виноградом. Посмотри. А потом кадр идет, а у него штаны и сзади вырез срака голая. И ты такой, оп, Папа сегодня по больнице идет, а ему типа это, короче, ну в жопу сегодня трубку 1,5-метровую выставляли. И такие шорты, как из дешевого кулька из АТБ, знаешь, сделаны. как маска ковидная. Ковидная маска. Ну он в больницу пошел в туалет, и задом развернулся, идет по коридору, стрел, у него на жопе тупо дырка вот такая вырезана. Ну это просто прорезь от всех такой. А ну все, нельзя. Оп! Нельзя. Ты чего? Это людская еда. А есть что-то едать свое? Ей по графику в ротик собачья еда войдет. По расписанию. Понял. Нельзя. Это пищевой терроризм. Как Нельзя. в Твин-Писке. Твин-Писка. Что Софой? Хотите, можете это, можем позвонить Лафе. Маящая. А меня бабка одна на улице когда-то шмонала. Под моим подъездом, короче. Ну это в начале войны еще было. Что значит она? Рассказываю. Я что-то под подъездом тасуюсь, кого-то жду. И выходит какая-то бабка с подъезда, а я то ли заходить хотел. Но я ее не видел, она меня не видела. И короче что-то... короче что-то так. Тоха, дякую. Туха 50 гривень, така что с Лафой. Что скажете по ситуации с Креосаном, что-то известно? Я сам в тюрьме. Все. Больше информации нема. А Вафа в больнице. И что? Ну, Лафета по ногам, короче, сейчас решается, что с ногами будет. Вафа печень восстановилась, сердце вроде бы более-менее, но сейчас ногами прям. Рибу, дякую. Ріду 400 гривень, поставте, будь ласка, музику без відео з цього стріма. Сейчас делаем. Давай что. Алло! Терроризируешь нас.
Смотри, Штефан, только что это, включаешь с того стрима, чтобы сейчас какой-то 10-й донат, Нет, короче, да. какой-то вирус не пришел. Не вирус не пройдет, это ж мой комп. Короче. В любом случае. Бабка меня хватает, вот так вот натурально хватает. Причем старая уже такая. Говорит, чуешь? А ты кто такой? Говорит. Ты что в нашем будинку? Ты кто такой, короче? Я говорю, да ты что, говорю, свои, на приколе. И она мне говорит, на полном серьезе, без какого-то там юмора, говорит, Вывертай карманы. говорит, а ну скажи паляниця, а ну быстро скажи паляниця. Это когда было? Ну это было весной 22-го. А, так войну уже. Да. Короче, на таком именно. Но она была именно готова меня тупо вот так вот камнем бить, И блядь. что ты ее? В мусорку засунул? Ну, как-то пришлось выходить из ситуации. О, чай, маброк, душа О, поет. пришла смс-ка, завтра включаются черные бургеры в экобуфете. Да, я видел, завтра зайти будет Да, попробовать. можем завтра зайти. Завтра, скорее всего, опять к Лафе придется ехать. А что надо там? Ну, как каждый день что-то надо. Как минимум надо с врачом контакт держать, чтобы Лафу не выкинули як непотреб какой-то фото. Завтра придем, он в подвале сидит. Поселился, говорит, пацаны, пс, я тут. Заходите, Да. я в бомбаре, говорит. Это нормальная музыка. А я смотрел, как девочка играет. У нее YouTube канал, и у нее, короче, арфа. И она на арфе, короче, классические разные штуки хуярит. Так вот это, перекидывать четки по сравнению с игрой на арфе, это как детский лепет. Это один только маленький пазл в огромной квартире. Там пальцами просто... И причем молодая какая-то такая девочка, я не знаю, лет 18, типа, ну 20 может. Ваня, бро, звоним в Уфе, заказывайте звонок. Сейчас наберем. Циц. Кинь. Цицки. Циц. Дай ты собаку. Какие все интересные. Что это за фокусы у тебя? Вот необычные же люди такое занимаются таким. Где купить чай? Смотря какой. Да, дядя необычная, но я знаю вот несколько людей, кто в филармонии играет, и у них это тянется у всех с детства. То есть они учились в музыкальной школе, потом пошли, короче, в это... У Уфы все породу, вот это. В обсерваторию или в филармонию. И Консерватория. остались, короче, да, и все. Он типа работает на обычной работе, там пекарем. А 2 раза в месяц играет где-то. Причем там практически без денег даже, просто за кайф, за идею. Типа как, ну, для себя, для души. Это же реально, типа, не просто Hello, типа... motherfucker. Камрадзе 50 гривень, чи є інфа, що там з Креосаном? В тюрьме сидит, все. Я, дядя, скажу, что у нас информации больше, чем во всем остальном интернете. Чем все идиоты делают, блядь, вот эти разоблачения, никто нихуя не знает, просто высасывают, блядь. Короче, ну мы ничего не можем говорить, покуда идет следствие. Но мы на связи с ребятами, вам всем привет, все живы, здоровы, типа, мы надеемся на благоприятный исход. Как бы дальше так вдаваться Уфа скоро поедет на в броне. комментарии мы не будем. Бля, что если в Уфе броню в больницу привезти? Завести через тот тоннель, через, ты понял, через... Ага. Или вы туда вывести свинью, понял, Ты расстреляют там нахуй. Ну пока появится человек с пулеметом, то она там шороху наделает. Ха! Борда настоящая, у меня не накладная. Перед Говорит, каждым... не боишься, говорит, что скажут, говорит, что ты чеченец. Я что, похож. Ну да, что тут плохого? Спасибо. Ну, блин, шикарно. Так, грустно. Говорю, что хотел. Креосану не объяснили, как заходить в хату к Якудзе. Здорово, пацаны из Москвы. Надеюсь, Владимир посадят в клетку и ракету Илона Маска отправят в космос. Ну да. Япония, конечно, интересная страна. Это вообще Что по Путина засунут в ракету и отправят в космос. Всё. Я понял, да. Что марсиане, японцы, что марсиане, наверное. Алло, хватит терроризм это распространять. В натуре. Вот это что, ну, вот это каждый вечер такое. Вот если вечером я за компьютером сижу, если тут даже если тут вообще пустой стол, ничего нету, вот начинается вот такое, типа, понял, ну дай мне что-то. Ну, может быть, что-то у вас там завалялось. Саша Даниленко, спасибо, хорошего вечера тебе. А ты же был, Штефан, когда Буба жила на пустыре еще, да? Ну, конечно, И я мы же сходили, как я тогда последний в натуре. я спасал тогда. Мы в поликлинику с тобой ездили. Мы просто сидим, а у нас тут как бы на поддержке, я вам Я просто помню. покажу. С Полиной ездили. Полины, да, мы ездили. Спасали, да, Буба?
Цыц. Не надо баловаться. Лафы Вика есть. А что есть, что нету, Вика. Зачем ты балуешься? Алло, я Если тебе не дам есть, пайку завтра по нет. расписанию. Вика, конечно, нормальный, знаешь, что этот, как бы, ну смотри, как бы, как тебе, сейчас мне просто интересно, что Вика, как бы, Лафу на стрімлю. Вика Лафе, по сути, она просто товарищ. Просто товарищ. По хозяйству, я так понял, она не очень сильно делает. Нет, чего, но Вона она убирает. Там Лафа больше жалуется на нее, чем благодарит. Ну, если бы не было бы Вики, там пизда Катя была бы уже. Ілюха 50 гривень, как думаете, Лафа в натуре перестанет пить? Была же подобная ситуация, и в итоге опять в больничке. Не жалко подобных синяков. Да, блядь. Жалко. Мне всех жалко. И даже американскую вонючку сегодня Дима спас. Давай сегодня, ой, не сегодня, давай сейчас мы пока с этой ситуации выйдем, если выйдем благоприятно, с ножками сохранившимися, то будем дальше. Ну, А там посмотрим. А там посмотрим, да. Надо сначала сделать А, а потом говорить про Б. Ну, если этот урок не даст никаких выводов, ну, это уже конечно. Тогда черти драть будут. Тоха 50 гривень, а почему Креосан у себя в ролика рекламит кацапские сайты в Би, он за кого вообще топит? И когда будут новые ролики, у вас эскаки кто заброшек? По первому вопросу у него спроси, а по второму Пишите в вопросу... Альфа-банк. Ага, а по второму вопросу скоро. Мы какое отношение к Кирасану имеем? Ты? Что ты нам пишешь за Кирасана? Он в тюрьме, а мы тут, на свободе. А вы кто? Дед Пихто и баба с пистолетом. Андрей А, привет. Короче, главное сейчас Лафе с этой выйти. Топит за свой карман. Ну, это правильный ответ. Топит за свой карман. Кто? Ну, кто-то написал. Кирасан топит за свой карман. И это правильно. Каждый жрать хочет. И гулять, и на машине хорошей ездить. А кто как зарабатывает? А не в не- тюрьме сидеть. А не ваше дело, кто как зарабатывает. Почему удалили все видео с Аней Голубь? Она попросила. И не удалили, а скрыли. Потому что она начала новую жизнь, Hello, motherfucker. и старая ей неприятна. Злой нижнє підкреслення Ебун 500 гривень Есполіно і не дружите уже. Дружим на созвоне. Вон же футболку прислала 2 дня назад. На Нас день рождения. общаемся, всегда Подарок созваниваемся. на день рождения сделал мне. Все хорошо. Полина день рождения был, мы поздравляли. О, злой ебун, класс, смотри какой этот. Динозавр охуенный. Класс, спасибо большое, злой ебунчик. Злой, спасибо. Спасибо, дорогой. Будерочек, что ж ноги? Ноги спасут? Ну, Лафа, когда это? Как на слуху у всех. Ну а да, что такое там? О, Миссисипи, USA, hello. Вау, Миссисипи, hello from USA, my dear friend. Класс. Шафе, скорейшего выздоровления. Если так Да. пишут, супер суш. Или шафе. Я больше 10 раз уже загрузил ваши фотографии диагнозов Лафы в GPT-чат. Каждый раз вновь и вновь ответ, что Юра лечение 50 только гривень, как косите паллиативное. отска. Это означает, что органы системы повреждены. Что такое паллиативное? Типа все по пизде идет. Юра, а ты с какой целью интересуешься? Может, из ТЦК сам? Да. И что ты решил, что второе слово в твоем предложении к нам относится? Какой типочка классный. Что такое паллиативное? А ну, можно гуглить, Штефан? Человек написал в чате, что загрузил в GPT-чат Пишут, Сусу уже 152 года. выводы клинические по Лафе, и GPT-чат ему дал ответ, что лечение только паллиативное. Что такое паллиативное? Hello, motherfucker. Либо только сдерживающее состояние. Кашляющий лес О, 50 кашляющий лес, гривень, привет. привет, другалючки. Не Привет. могу найти серию на вашем канале, когда Сусу подписчик прислал посилку, и вы открыли ее как он то залазе, а в посилке оказались очистки от колбаси и объедки. Ісус немного обидався. Я, кстати, даже не знаю, где это было. Дядя, это скорее всего удаленная серия. Посмотри, это когда Никула брала интервью. Елизавета Никула. А я не помню Называется «Напиши». Затащил красавицу под землю? Да, затащил красавицу в подвал. Что-то такое. И там было 2 части. Вторая часть, это она больше на интервью, на диалоге построена. А по распаковка, скорее всего, была в первой части, которая удалена. Ну, 90% я даю, что так. Если вот затащил красавицу в подвал или в подземелье, если там нету. Паліативна Hello, же... motherfucker. Ладно, сейчас. Фокус, дякую.
Фокус-покус 100 гривень передати привіт Гранту. Привіт, Гранту. Привіт, Грант. Маленький, ти обрав свій шлях. Будь упевнений в собі. Каюка. Ти обрав свій шлях, Грант. Маленький, будь упевнений в собі. Каюка. Грант, Фокус-покус привет, такой. дякую. Так, паллиативно означает временно облегчающий, но не излечивающий болезнь, что используется в медицине в переносном смысле. Ну понятно, это как лекарство шьют, типа при уже том, что человек умирает, ему для облегчения. Колят морфий, чтобы просто не мучился. Не, ну там можешь с больным сердцем всю жизнь жить, как бы. Ну конечно. Ты как бы не здоров, но ты и не мертв. Это Ага. как бы уже такая, знаешь, формулировки. Но в общем и целом организм у Лафы невероятно крепкий, и моральный настрой у него очень положительный, и по общему, даже по манере разговора, он, конечно, гораздо уже лучше. Он практически вот от той критической точки отошел от реанимации, но все осложнение пошло в ноги, которые почернели, и начался некроз, и сейчас идет как бы, ну, борьба, там, или как это назвать, Слушай, что пишут. за сохранение. Как вам идея взять Илюху, говорит, и съездить проведать ту самую собаку, как будет его реакция, отговорка, говорит. Да, это настолько очевидно, что это даже типа, ну, понял. Не, надо будет спросить, когда пойдем в гости, интересно. Посмотреть просто на его реакцию психологически, что он скажет. Ну, я думаю, 50 на 50, что в натуре, что, может, он ее гэкнул. Ну, а чего нет? Неохота наговаривать на человека, но, ну, исходя из всех вводных данных, это нельзя исключать. А ну, харе, смотри, отдай, нельзя. Вот, блядь, хоть чуть-чуть до пизданула, говорит. Буба, кто это такой? Прыгнула, короче, и оторвала кусок шоколада. Но я с пасти вынял. Это удивительно, потому что у нас собака вот так закрывает, и все, и хер ты зубы расцепишь, и она так голову задирает и закидывает в горло туда. Ну, это у них самый основной инстинкт, типа, хавка. Недавно кость куриную, какую-то вот такую длинную, короче, сантиметров 15 нашла. И я не успел. Она закрывает пасть, и только вот доля секунды, как макаронину так, и всосала, понял? Злой нижнє підкреслення Ебон 300 гривень в діагнозе у Лафи видав написано цирроз, а это вроде как не лечится, только поддержка. Ну, не знаю, мы же не медики тоже, как бы говорить. Непонятно. Непонятно, да, ну, типа, я не знаю. Потому что когда он только попал в больницу, Все, успокойся. написали, что все, вы умрете, завтра у вас все органы поражены. Через пару дней говорят, ну ладно, еще поживете трошки. Потом пишут, вам печень не хана. Потом пишут, да не совсем хана, чуть-чуть уражена. Типа, то, что я видел, какие-то, короче, пятна, какие-то уражения 50 точечные. гривень сус і Дмитрій, фарту братва, прошу передать привет моїм сокамерникам, Хью, Джеку і Самвелу, от Жана. Хью, Джеку и Самвелу от Жана большой привет. Жан, большое тебе спасибо. Пацаны, привет. Жан, спасибо. Спасибо. Братве твоей привет. Вот, кстати, легок на повине. А ну, поставь на паузу музычку. Ага. Алло, Да, Димка, привет. привет. Только тебя вспоминает всей братвой, всей бандой тебя вспоминаем. Ясно, приятно, спасибо, ребята. Короче, приехали, ребята, отфоткали с это дело. Твои ноги? Сейчас послал их в аптеку, Да, потому что я был в моей аптеке, там нема физраствора. да, Они купили физраствор, все, и пачку немеда надо купить. да, Короче, им не хватает финансов, тех, что дал наличку им свою. да. Короче, 170 с чем-то гривен там. Кинем леску, наверное, на мою карту. Карта у них в руках, они за территорией аптеки. Давай сейчас скину. Ага, спасибо. А что, ты с врачом больше не общался? Да нет. Но новой информации не было? Ну, а ты с ним уже нормально общаешься? Ну, раз через раз. Бывает нормально, но сегодня он что-то был не в настроении, он прогнал. Заебанный там по операциям. Он нас погнал. Погнал. Туда говорит 5 максимум слов. Ну И да. потом на вопросы вообще не отвечает, он игнорит меня. И ничего не прописывал, не перевязывал, ни капельниц. Рассказал, что на меня никаких назначений не поступало. Ну, сегодняшнее лекарство тебе в капельницу будут добавлять. По идее, да, но тоже зарядки не поступало ставить капельницы. Что-что? Не поступало распоряжение от доктора ставить капельницы. И на перевязке также не поступало. Ну, сегодня была перевязка или ты сам себе сделал? Сейчас буду делать. На ноги подышим, потом хлорик положу. А, ты сам делаешь сейчас себе?
Ну да. А, тебе сегодня не делают? И вчера он накричал на сестру, что она сделала. Чего? Не надо, он перевязки говорит. Ты что текать сюда собирал, как ты думаешь? Ты уже перевязки не надо в такой ситуации. Ей-богу, она уже пораздувала. Она никогда так, даже после операции нога так не была раздута. То сейчас максимальное раздутие ног? Левый максимально. Это Дальше которая она с упадет. металлическим штырем? Да. Дальше она лопнет. А что будет, когда лопнет? Ну пизда будет кровотечение хуевшее. Ладно, давай, а ну циц. Ладно, давай, сейчас лаве скину, короче. спасибо. Так куда скинуть? Бона на карту или что? Не, ладно. Не-не, не Бона, а на мою карту. Я ребятам дал. Хорошо. Ну не Бона, там это мои ребята приехали, диггеры тоже. А это лекарство, которое они покупают, это ты будешь самостоятельно принимать или куда его добавят? Нет, это не без до бейсбола. Мне можно по одной таблетке утром и вечером. Максимально, что мне можно из бейсбола, с печенью. Ну, чтобы хотя бы заснуть, надо таблетку съесть будет. А что, крутит ноги? Да, конечно, у меня что, блин, жопа болит теперь, блядь. Я думал, какие-то свечи купить. Он Олег говорит, у него мама медик, он посоветовался. Свечи, говорит, не надо, ночь пройдет через время. Ну, это после колоноскопии сегодняшней, да? Ну да, бля, ебать. А ты въезжал, когда тебе делали колоноскопию? Ты сам, Илюша, выглядел там вкусно было. Вафан, ну мы должны признаться, мы подслушивали возле двери. Уже понятно. Интересно стало. Ну, никому не желаю такого, так скажу. Да прямо. все говорят, что вот это вот дело, когда раком становишься, 1,5-метровую трубку в жопу вставляют, это не кайф. Да никакого кайфа в этом нету. А потом открывается видеокамера еще и тебе кусок кишки отщупывает. Передай привет зрителям, кто тебя поддерживал там. И тебе тоже все выздоровления желаю. Сейчас передать? Да. Ребята, всем привет, кто меня поддерживает. Благодарка огромная. Вот. Ситуация крайне хуевая, конечно. Но я думаю, вычихаюсь. Благодаря вам, благодаря вашей помощи, поддержке. Вот. Конечно, со мной таких приключений еще никогда не было за всю историю. Ну, я думал, организм не молодеет. Понятно. Ну ладно, там будем прорываться, там посмотрим уже. А сейчас, чтобы пацаны принесли все растворы, чтобы оно было на скидку. Хорошо. Завтра буду требовать, чтобы выписывали уже лекарства. Требую, Вафа, требуй. Хотя тут я читаю инструкцию, там уже про сердечную недостаточность написано, она у меня есть. Вот такого дела, что типа нельзя применять при этой недостаточности. Тоже такая херь. Вы, конечно, поспешили капец как. Что мне поспешили? Правильно? Что? Поспешили вы сильно, говорю. Кто поспешил? Ну вы с покупкой лекарства дорогущего. Так это ж ты заказал. Я заказывал. Ну а кто, мы? Ну это Нет. врач сказал купить. А, это доктор сказал? Ну Слушай, как же нам а, делать да. нехуй, блядь, покупать за 8 тысяч лекарства лишние. Ну да. Ну ты шо? Мы Ну, миллионеры, Михайлович какой забраковал, ты шо? но такое непонятно. Что? Ладно, по-живому. Михайлович забраковал, говорит, оно не поможет. Да при чем тут Михалыч? Михалыч вообще не хочет с нами дел иметь. Ну. И он тебя не хочет видеть в первую очередь. Что? Михайлович, да, что-то мороз по нему. Забудь про... Зачем его вообще сюда впутывать, если он вообще открестился? Ну да, он что-то начинает... Он не следует скетчит, он говорит одно сначала, на четвертый раз уже, а потом включает заднюю. Всю жизнь разные эксперты одну и ту же ситуацию оценивают по-разному. Сантехники, доктора, электрики. Все друг друга хуесосят. Говорит, какой долбоеб тебе это, блядь, посоветовал? Дебила кусок. Это с детства такая Ну хуйня. конечно, приходишь маляр, говорит, какой долбоеб шпаклевал. Ох и долбоеб, блядь. Ну да. Скажи, я сантехником проработал довольно длительное время. А потом после тебя люди приходили и говорили, что Нет, делал, нормально блядь. сделано. Я даже понимаю, что нормально сделано. Потом хуяк-хуяк и в подъезда затопило. Я говорю, я проработал с Ваней музыканта Бати. Он. Нормальное А время. потом краны латунные поисчезали и батареи нема. Ну понятно. Лопа, Нет, понятно, говорит. Нема батареи, нема течи, говорит, похуй позаваривал дырки, да и все. Ну да. Как Уфа рассказывал историю, что нарики в квартире жили и всю Я когда сантехнику видел сдавали качество приемки. работы. Ребзя, не перебивайте, я же не буду кричать каждую палату. Да Я давай. когда давай. видел до меня качественную работу, я говорил, что отлично сделано, все классно. А вот тут хреновенько надо поделать. Мгм. Всегда говорю так. От Жорика привет тебе. О, Джорику тоже, блин, что тут трубку не берет. Занят, наверное. Да, надо с ним поговорить будет тоже. Надо потом отдельный разговор к Он нему. пишет, Лафа одужи, вот Жорик пишет. Да, мы видим. Спасибо, дядя Шкушур. Вот, ну короче, а когда
когда бабаики это делали, мне сразу что бабаи делали, он не будет работать. Лафа, спрашивают зрители, какой ты вывод с этой ситуации делаешь? Вывод? А какой я могу еще делать вывод? Ну, одним предложением, как ты концентрируешь выход, 5 слов. вывод по данной всей ситуации? Первое всего надо сейчас лечиться. Потом что? Ну, блядь, продолжать деятельность, только не бухерить и, блядь, очень осторожно быть с тем, кого пускать в хату. То есть ты все-таки больше на отравление даешь? Конечно. Но и бухать тоже нельзя. Нельзя будет шашлыка есть, копченостей. Все, что люблю, короче. Ну, похуй нахуй, буду без этой жить. Подожди, шашлык без соли, кстати, даже диетической еде можно при гастроэнтерологии. Ну, на пару можно, в принципе, Мясо сделать, на но огне можно хавать. Да, мы только сами не же, я в шашлык я ебу, Нет, когда я ем вообще. жареного вообще мне уже знаешь тоже. Мясо на огне можно. Ну, короче, ладно, тут Не, хуйня, все. не. Будешь картошку жрать. Да, жареного Пишет, тоже. Лафа, как ты как цивил лечишься. Настоящие панки, гнилушки уходили красиво, поэтому ты цивил. Да иди вы нахер, блядь, Савелов. Не, ну трошки юмора, чтобы не плакать, типа, ну можно. Не, ну, я сегодня про миксинаты зарядил. Шо-шо? Сегодня про миксинаты по панталоны А ну зарядил. скажи этот стих сейчас людям. Кто сказал, что Леша умер? Я вчера его видал. Он в блокетных панталонах микс-17 обгонял. В блокитных панталонах уже Вафа по поликлинике рассекается. То есть отравление и на ноги, да, дало? Ноги отравление дало частично. Больше дало это обморожение. И самое главное, что упорнуло эти артерии. Вот это без артерий вся проблема. А там еще эта железная арматура в ноге, да, стоит? Да, железное народное тело, конечно же, оно все воспаляется. Оно типа наложилось, да? Ну, конечно. А прикинь, когда замерзла, когда на ноги были, когда с мокрыми ногами 2 часа электричку ждал. Прихожу, она 8 разов в хате. В сентябре, да? Ну, блядь, вот это ночью, в октябре, в сентябре. Да в октябре тебя уж положили в больницу. Уже в октябре еще был дома. 2 октября тебя положили. Ну, блин, ну холодно было. Он пишет Кстати, подписчики, хочет ли Вафа увидеть весну. конечно, хочу. И большой вопрос. Что там Вика звонила? Я ей звонил. И что она? Ну, нормально все. Не пьянствует? Нет. Ладно, Нет, давай. ну, мы что-то выпили вчера. Водов приходил помочь, приносил мне хавчик, ей хавчик. Это хорошо. Я помогал по бытовухе, ну и там что-то выпили трохи, ну такое. Что ты за прони, скучаешь? Конечно. Мы тебе думали, может, больничку ее подвезти. Да не, ну не гоните. Вчера написали в комментариях, как Броню вывести, короче, с хаты. Что не надо ее, говорит, бить, веревками сразу это не поможет. Надеваешь здоровую кастрюлю на голову, и она автоматически начинает идти назад. Не, ну это тоже, я знаю. Так на ведро не могу. скотобойне свиней в сете и в машины загружают. Я в ведро одевал, так бы вытянул. Свет! И что, нашла? Да, когда я приучал к команде «Выйди», я одевал ведро, она задний ход включала. Ну вот, да, свиньи включают задний ход, когда на голову одеваешь что-то. Вот. И пятачком трусила, чтобы снять ведро это. Да не, я придумал получше. Ну, надо на первое привыкнуть к упряжке к беседке этой. Из больницы как раз сейчас снег выпадет через пару недель. Привезем в сани запряженную Броню. И на санях тебя до Голевахи. И комрад ямщик именно будет погонять ее с водочкой. А ты будешь говорить, гони, гони до самой Голевахи. Гони через блокпосты, через мусоров. Давай, давай. Вот так вот. Не, я придумал. На самом деле беседка, нужно на ней быть, чтобы он привык и понимал, что никакой опасности это не представляет. Ладно, Потом, Вафа, когда если захочешь сбежать в больницу, в 3 часа ночи залазь на кровать и начинай прыгать и орать. я прыгать не могу вообще. Ну так, пузом типа шарудеть. Когда уже пузо не осталось. Да. Ну у тебя как настрой вообще духа? Будешь жить, чи нет? Да буду. Хочешь еще трошки пожить? Что-что? Хочешь пожить? Ну, конечно. Нравится? До скольки лет ты бы хотел жить? Да с чем-то запущено приводило. 150 где-то? Да. Ну, это малореально, конечно, но... Не, ну сейчас изобретут, может, новые технологии, Да, которые... Вот пишут, ремня дайте Вафе, говорит. Вот это да, если изобретут что-то новое такое, то может и получится.
по живому видео. А тебе ремня давали в детстве? Конечно. Кто тебе давал? Мама и... Ну, батя 3 раза давал. Помогло? Ну, батя поделал, мама так каждый раз. Ну помогло оно? Ну, конечно, не помогло нифига. Ты же видишь результат. Ну все, давай, давай, я сейчас лаве скину, бо шо они там в аптеке стоят, короче. Да, я вот скинул уже туда. А хотел бы стать вообще бессмертным? Да, прикольно было бы. Прикольно было бы. А чем бы ты занимался? Нет, да, тем же самым, что всегда. Вот если бы тебе сказали, вставляем новую печень, короче, новые сосуды, будешь бухать дальше, типа никакого похмелья больше никогда не будет. Взялся бы? Конечно. Конечно. Че бы железную печень давай и бухал бы. Если бы она работала, то да. А роботом хотел бы стать, если тебя превращают в робота, но ты живешь вечность? Да нет, это неинтересно. Чего? Ну мозги у тебя есть, сердце есть. Оставляем твой разум, только металлический каркас, экзоскелет тебе даем. Ну, не знаю, это все еще не изобрели на должном уровне, так скажем. Не, может где-то в Америке изобрели, просто нам не показывают. Военные технологии какие-то американские или китайские. Возможно. Да. Ладно, ребята, скидывайте им ВВ, после этого стоят кукумачат, их потом забурить. Хай кукумача, дай поговорить. Кукумачит. Да. Ладненько, скидывайте, я поговорим сейчас, что скинут. Окей, давай. Все, завтра скинем, давай. Тут пишут, что ты робот ебучий. Маяковский, спасибо. Роболав. Все, сейчас тогда этим на аптеку. Что вы сказал, лейску? Ну так сейчас гриль надо, я не знаю. Шеван, запускай музычку. Вот такие дела, короче. Ага. Это, блядь, медицинская вся эта движуха очень, конечно, Мафа как Робокоп говорит, будет, ну да. да. Медицинская эта вся история очень специфическая. Пишут, если бы не дура, посадил бы виноград. Делал через года 2, покупал бы виноград, чем водяру жрать. Верно, натуральный продукт, а не дрянь, пил бы спиртовую. Ну да, там чуть растет у него. Причем и вишни, и виноград, и черешня у него охуенная. Ну, блядь, у каждого своя судьба. И каждый коваль счастья. Еще просто, ну, блядь. Просто на кого-то, так, ну, типа, беда падает так просто на голову. А кто-то сам ее себе создает. Подтягивает. А кто-то сам подтягивает, да. Мгм. Как бы, ну, блядь, ну, что поделаешь. Типа, ну, бывают осечки у всех. Я кидаю леску. Привет, Сусанин. Дима, как там лафенок? Лафенок! Уса 50 євро, тримайся, лафа посмішка. Містер Оса, дякую тобі велике, друже, дякую, дорогенький. Дякую, друже, спасибі велике, спасибо. Дякую. Лафенок, а звучит-то как лафенок. Да. Наверное, Викуся подходит к нему и говорит, лафенок мой. Лёшка! Лёшка! Приветульки, караульно. О, дядь Саша, здравствуй, дорогой. У меня дядя первый одноклассник крякнул от наркоты где-то в 20 лет. 20? Ну, это, ну, после школа закончилась, как бы он на районе тусовался постоянно под таблетками, под какими-то такой именно, что зомби крокодиловое. И все, и потом потом он начал уже валяться, просто начал валяться посреди дороги. Еще знаешь, как они лежат охуенно? На бровке лежит вниз головой вот так вот, поясница на бровке, просто как упал, просто листик с дерева. Ага. Не то, что там аккуратно где-то под подъездом или под кустиком, а просто вот как с кулька выпало что-то у человека. И Лафёнок. лежит посреди дороги. И все, а потом крякнул. У меня тоже вот этот друг детства, где-то средний еще класс, но это класс 8-9, наверное, я тебе рассказывал, когда только игровые автоматы с вишеньками появились. И он проиграл, короче, все с квартиры было, чтобы вынес за день просто. Ага. В ломбард отнес. И, в общем, ну, родители состоятельные были. Да, И боялся, что родители, короче, его выгонят, и сам ушел с дома, короче. да. И все, и где-то год на улице повалындался. И потом тоже начал употреблять, короче, и квакнул. Наркотики? Блядь, страшная хуйня. Страшнейшее. Дьявольщина именно. Это ж дьявол, короче. Другой от тубика, короче, помер. Шефа, наливай чай еще. Да, налей. От тубика помер, короче. В луже руки мыл рано. Кололся и тубик. Что? Дядя Тубик. Лафенок. Фуфа. Короче, такие дела, блядь. Да, Вафа оклемался, чтобы в чат напишите плюсик, кто хочет, чтобы Вафа выздоровел.
Было бы хорошо, конечно. Луганск, привет! Украинский Луганск на связи. Здорово, братва. Можно ли в Украину с Белоруссии уехать? Я люблю Украину, с Белкой у меня... Отсерки. Друже, с Белоруссии можешь уехать в Европу и сюда приехать. Тут тебя проверят и будешь жить. Вроде как белорусов пускают, потому что много знакомых с Белоруссии здесь живут. И мне кажется, что с Белоруссией у нас какая-то негласная договоренность есть. Ну, я не знаю, но, по-моему, есть. Сейчас мы пьем вот такой чай, кто в чате спрашивал. Вот такой сейчас чай пьем. Если вам это о чем-то скажет. Само тело чая замотано в картон, и это единственное обозначение, которое на нем есть. Это, ну, черный пуэр. А как его читать, так, или хуй его знает когда? Там надо, не знаю. А нету переводчика китайского, интересно? Есть, конечно. О, Штефан, ну ты можешь, Google чат может, чат может перевести? У тебя есть на телефоне переводчик сейчас? Ты фильтруешь эту штуку, не можешь? Чат GPT с Какую? китайского на киевский. Да помоги, ну что ты на приколе, ну поддержи нас в разных информациях. Ладно. Тебе же не только надо банить, типа, этих. Пусть хуярят, их не обязательно всех банить, тоже, типа, ну, не переусердствуй. О, Жека Жека, Дальнобой 50 гривень, що там з Ілією, що живе в траві, який з'їв свого пса. что-то активизировали, Ви до зип, нього Саш, ще и пса. збираєтеся, буде з ним ще відео. Жека, во-первых, привет, Привет. ради тебя чути. А во-вторых, ты как мысли читаешь. На китайский, да? Да. Вот буквально сегодня мы обсуждали... Что надо пойти на днях к нему. Да, поэтому может, скоро, может не обещаем, но может что-то и выгорит. Потому что там тоже специфический персонаж и Так, ну подход, что? Переводим сейчас. подход к нему нужен. Ну тут самый главный интересный вопрос, блядь, опять не фа на языке, ёпта мать. Илья, Лечик. Лечик, о, Лечик 100 гривень привид, братва, лафа пожелтел, это плохой знак, ви же понимаете, что там печеный нету, к огромному сожалению долго с этим не живут. Это всем напоминание, что ничего не проходить незаметно. Любиш алкоголь, готовця уйти рано. То же самое и нарко, так все это шляпа. Ну дай бог, чтобы это кому-то из зрителей стало наукой, если кто-то бросит пить, хотя бы там один человек завяжет, это уже все не зря. о, смотрите, короче, перевели китайский этот. О, покажи, как было. Ну прям, можно поставить рядом, типа было. Вот, И сфокусировать. с бумажечки с иероглифов перевело. Так, читаю. Этот продукт изготовлен из нежных белых почек древних чайных деревьев, растущих на 6 главных чайных горах Юняни. Правильная ферментация гарантирует качество и исключает любые примеси. А за закекосю А за закекосю так дякую. І Кай, одно не розумію. Камрад обстежував Елаєву та нещодавно у ВЛОЗ і говорив, що Елаєва здоров як бик і що з трібухою все добре. Шланги в нього СУВА з двох боків. То що Елаєв АЛК ще то понятно, але так різко весь лівер пішов по ПЗД, якось дивно. Так а ну как резко, не резко за год. Елаєву реально трохи отруїли. Якісь токсини Т і П, а блідої поганки підсунули йому похавать. Не, братан, как бы за год ему хуёво стало, это раз. Во-вторых, как бы все здоровье хорошее, но сказали, что у него панкреатит. А эта штука, панкреатит, она не лечится, она только залечивается. Это начало цирроза, панкреатит переходит в цирроз. Вот, как бы, ну, если бы он диетами соблюдал, ничего бы не было. Ну, как бы это прогрессировать начало, вот и все. Так, что дальше? Так, читаю дальше. Это полностью натуральный напиток, который способствует пищеварению, снимает жирность, обладает длительным эффектом, успокаивает разум и бодрит тело. Регулярное употребление чая приносит множество пользы. Во избежание подделок и обмана, пожалуйста, проверьте подлинность этого чека. Каким образом проверить подлинность? Не знаю. Ну, прикольно. Класс. Как советская, да, такой штука? Оно у меня год лежит, и я не знал, что там написано. Ну, понятно в общих чертах, типа, пейте и будете здоровы. Где я взял такой чай? В чайных магазинах оно продается. С Лафой ясно, что с Украиной, говорит. Что ты загнул Ого, тему? А это будет в следующем стриме уже обсуждаться. О, горячий ноутбук расплавил шоколадки, понял? Ничего себе. Да. Бля. Да. В натуре, смотри, потекла. В чат, чтобы Лафа оклемался, слушай, ты лучший. А, Что?
О, чай Маброк, душа поет. Ой, как улыбается. Ай, какая довольная, ах, дрянь. Ух. Какие, а? Смотри. Монк, приятного. А музыка топ вообще хорошая такая, прям Да, Очень хорошая. классическая классика самая. Угу. Ну это музыка всех музык. Сусанин, кто Дима по национальности? Иркут. Что, Дима. не видно по мне? Я по национальности Киевская Русь. Что это за сорт чая, говорят? Черный чай. А, черный пуэр. Черный пуэр, без примеси, без ничего. Да просто обычный, да. А он как бы... Типа в очках на Вицина похож. О, это ж с этого, короче, шоу, как он этот играл? Врача. Интерстеллар. А, Как его, блядь? Доктор Хаус. Да, доктор Хаус. Да. Пристроился. Помнишь, как он же приходил во всякие штуки и все? Сус, в чем секрет молодости? В поедании раз в неделю стручков от этого, остатков, вот именно корни и струпаки от этого. От зелени, короче. Петрушка, а лучше кинза. Вот, кинза. Кинзу надо есть, короче, струпаки от кинзы. У меня руки начали лезть раз в год, я опять один вечер съел вот такую пачку, и все, и прошло тут же. Хорошая штука. Это я вам могу сказать точно. Циц. Ганджубас не курим, нет. Не пьем, не курим, ни сигареты, ни электронки, ничего Я не даже, курим. у меня, короче, курит кто-то в туалете Айкос и наполняется через вентиляционный стояк половина квартиры запахом Айкоса. И я это Говном этим. выбиваю китайскими палочками ароматическими. И я хотел зажигалку купить вот такую автогенную. И зашел в эпицентр, все автогенные, есть автогенные зажигалки, все с марихуаной, нарисованы типа листья марихуаны. Я так смотрю, думаю, блядь, ну нахуй оно мне надо. Дай мне нейтральную какую-то, просто черную там или зеленую, любую. Нет, все тупо. Я и не стал покупать, короче, думаю, ладно, поищу еще где-то. А, да, я пассивно курю, получается, Айкос. В натуре, да, действительно, ну, какой-то процент по-любому заходит. Ну, когда курит Айкос сосед, то... Интересно, снизу он курит или сверху, как он работает вентиляция? Хуй, я знаю, как она работает, бля, ну, он может вообще на 5 этажей где-то находиться. Ну, внизу, Ну, допустим. кстати, очень странно, потому что в новых домах у каждого индивидуальный стояк свой. Плагин вентиляционный? Да. Да не гони. Ну, по крайней мере, в И нормальных прикинь, домах. какой должен быть труб. А какая разница? Да крыши не хватит на всю Капітан квартиру. 100 гривень, привіт, пацик. Капитан. Сус, а ти від синьки через рехаб відмовився. Ви ж розумієте, що якщо Лафа зараз Да. пройде це все, то це, можливо, Бог йому в останній раз дає можливість пожити ще. Ну, конечно, он сам это прекрасно понимает, естественно. Нет, друзья, никаких рехабов. Если вам это не нравится, вы это бросаете. Если это нравится, то зачем это бросать? В чем же, как бы, ну, есть логика. Смагма 50. О, Смягмочка, гривень, спасибо. привіт. Помню древнее видео с названием «Куда делся пубертат», где Дыма отчитывал Сусанина за аморфность на съемках. Аморфность. Дыма, как ты считаешь, Сус исправился. Аморфность, говорит. Смева, это секрет фирмы. Секрет Я не фирмы. могу это говорить. Как это? Секрет производства. Да, как это, знаешь, Кока-Кола, например, засекреченный рецепт. Никто не знает рецепт Кока-Колы. Влад. Пан Тачек 100 гривень Тачик. із Дніпра, вітаю вас. Лафа шокував нас, і нехай він не хворіє, хай і далі він радіє, тільки пити менше він не вміє. Сус навчи, ти ж розумієш. О, Это прямо рэпчик какой-то. Это случайно в рифму стало или ты так запланировал? Класс, спасибо большое, спасибо, друже. Влад, пан, спасибо. Как там Лафа? Говорили, балакали, сели да заплакали, называется. Дядя, дякую. Дядя 100 гривень, Лафі здоров'я. Дімон, як ти заварюєш пуер? По-разному. Ну, сейчас, например, блиц Блиц. способ. А ты не варишь, кстати, его никогда? Уже не. Раньше занимался? Ну, чуть-чуть такое. Короче, на литровый чайник где-то 15 грамм черного пуэра. Покрас, Гіпократ 100 дякую. гривень, передайте привид пожалуй стажеки Корсару, пожалейте, щоб шкода не ломалась. Будь Жеке добрий. Корсару привет, и чтоб Шкода не ломалась. Быть добру. Дякую, Покрас. Пока, спасибо. Дякую. Ну вот блиц вариант, когда просто типа, ну у нас сейчас стол занят Мгм. по-быстрому. В термос О, Богодухов, привет. 15 грамм. Ну там 12, 15, 17 грамм, у меня кухонные весы есть. Пуэра. Все, залил кипятком и закрыл постоять там часик, 2 часика.
В идеале, чтобы постоял. И потом просто разливается по таким, по маленьким, короче, кружечкам, чтобы не хуярить больших. Алло, блядь, я же буду, блядь, злиться. Кто такой Дзбек? Я не знаю. Дзбек заднеприводный, рассказал. А когда, типа, больше времени есть, то через чайную процедуру, через церемонию. Лучше чефир говорит. Ну, это вообще, когда, типа, там час, 2 часа есть, когда там, типа, там... Дзбек. Интересно, Да. что за слово Дзбек? Заднеприводный Дзбек. Собака не крутится вот так вот, когда спать ложится, начинает вращаться, вращаться. Ну, не сильно. Я знаю, что они так делают. И вот это еще с зубами одеяло шматует, накрывается, улаживает, Тут у нее у Бубы одеяла нету. Без одеяла спит. Ну, Так лежит. ну, Не холодно. У нее шерсть своя. Буба, ты... Стефан, просят танцуй. Станцуй чуть-чуть. Ну подними ножку. Буба, хоть. ты... Поднял? Не видно ничего. Поднял? Говорят, что ты грустный. Штефан, дай мне вот тут пакет, что лежит, пожалуйста. Какой из них? Бумажный? 3 слева. Держи. Да. Вот, кстати, это Это что? посылка от нашего обманщика. А, дегенератика. Прошлогодняя. Ага. Нифига себе. Больше года пролежала, короче. Это наш там один товарищ Как подписчик. думаешь, дойдет он до того, что яд подсыпет? Ну, не знаю. Он типа рисует, короче. Случайно сегодня убирал, ну не сегодня, на днях, убирал, нашел, короче. Что больше года пролежала посылка, это мальчик рисунки. Ну где-то наверное. сегодня, кстати, не писал мне еще. Обычно каждый день с утра до ночи тарабанит. Ну, короче, вот. Ага, ага. Это интересно, это всегда интересно. О, это вообще с днем рождения, короче. А, с днем рождения Сус. Ничего себе. А ну, Покажи, вот открыточка. а ну-ка возьми. Илья, ты здесь? Автор Илья Дигер, так. Это в догонку к Реглану. Да, так меня еще один тип должен поздравить, надо в гости сходить. Ого. Антину. Тогда тут Смотри. 5 писем. У него все, короче, крот, борода, Киев. Смотри. Кто-то? У него все на цифры. Крот, борода в Киев. О, дядя, смотри, какой этот. Ага. Смотри, прописал про лебедя и шамана. Ха! Катя Ганская, Катя. 55, вес, рост, лет. Смотри, лебедь, шаман, Саня. Вес, рост. Ромчик, спасибо. Прикинь. 50 гривен Сус-привод. Очень интересно смотреть ваш контент. Особенно Спасибо, дорогой. если Спасибо, Ромчик, тебе от души скорейшего спасибо. выздоровления. Ромчик, спасибо, И мы благодарность. стараемся для вас, чтобы вас чуть-чуть разбавить, вам скрасить вечер в такое время тяжелое. Ром, спасибо большое. Смотри, лебедь, музыкант, О! диггер, сталкер, блогер, певец. Это кто-кто? Лебедь. А, Лебедь Саня. Ха! Серега. Музыкант, диггер, сталкер, блогер, певец. Водитель. Водитель. Это как регалия мужская. Так это досье он собирает на всех, на нас, смотри. О, Штефан, про тебя, смотри. Штефан. А ну. 75 килограмм. 25 лет. Район, Днепр. Лавра. Подол. Фотограф. Работа. Диггер, сталкер, блогер. Вермишель или что? Вермишель любит. С чего он взял? Что еще? Не, что там? Во... Шо? А ну, 25 лет, конечно, приятно. Водитель. А, водитель. Водитель, да. Неожиданно. Неожиданно. Так это вот. Вчера звонил друг, и я говорю, а он говорит, слышишь, говорит, так он что знает, говорит, где ты живешь? Говорю, дядя, говорю, он знает, где ты живешь, где я живу, и где все вообще живут, и кто что хавает, в какой супермаркет Это кто ходит. сказал? Да я говорю. А, да. Я говорю, знаешь, где я живу? Конечно, знает. Смотри. Он все знает про нас. Поленваген. Оно, падла, такое досье собирает на нас. Дети. Собака. Вася. Василий. Это у кого? У Полины. Хобби путешествия. Волонтер, диггер, сталкер, блогер, водитель, модель, мама. Мама! Ха! Нормально. Ого. Только вес, откуда информация про вес взята, тем более... Да ну, где-то подслушивал, наверное. Так написано, что... Ну, Стефан, ты 75 разве весишь? Нет, я вешу 68.
Ты скинул, да, за полгода? О, Котофей. Котофей, ну. Котофей. Ютубер. О, Илья Медведь, смотрите. Шахтер-водитель. Котофей, видите? Илья Медведь. Шахтер-водитель. Вес 90 килограмм, 47 лет. А что 47? Ему 43. 187. Кстати, Илья Медведь, если вы не знали, диггер, сталкер, блогер. Блогер, если что Работа, грузчик. Если что, он с Донецка, а не с Киева. Чтобы вы знали. Что там еще, Александр? Александр Бигбров. Глухов. Глухов. О, Алексей Камрад. Алексей Камрад, Леша, 92 килограмма. Ого, Леша, ты здоровый. 48 лет. Город Киев, Краматорск. Хобби. Металлодеятель. Ютубер. Ютубер. Александр, что за Александр? А, Боно, Александр, 30 лет. Слушай, ну А немножко... Боно, кстати, я не знаю, есть 30-ка или нет. Не Мне маме. кажется, не май, ему лет 25, да. А там этот, Илья, есть что над чем работать? где там это, Саша Глухов. О, Урбан. Где? Владислав Урбан, Влад, Киев, Руслан. 25 лет. Саша Руслан, так. Игнатюк, вот. Камрад Леша. Виталик Игнатюк, 30 лет, вес 75, рост. Слышишь, а где Саша? Илья Диггер, не доработал, по лекалу просто сделал. Виталик Зеленый, Криосука, смотри, Криосука. Смотри, что написал. Криосука, Криосан, Крео. Блять, ох он, смотри, что пишет. Это не наши слова, это вот пишет, ну, человек. 40 лет. Смотри, что пишет. Дядя, смотри, что пишет. 40 лет. Нацист русского происхождения, живет в ЛНР, Луганская Народная Республика. И считается, что террористом. Террорист. Ты что, тютю? О, Жорик. Жора. Диггер-блогер. Лет 40. Вес 65. Пацики, кто не в теме, это малой пацан с Днепропетровска, наш Больно сумасшедший голову. подписчик, да. У него трошки куку, и он это нам присылает раз в полгода. Вот. Саша Глухов. Дай бог, короче, Илья. Саша Глухов, вес 115 килограмм. Саша сейчас хочет сотку себе. Саша за последние полгода скинул 60 килограмм, уже 150 весит, хочет до сотки скинуть сейчас. Дай бог, Илья, чтобы была соточка у Саши. Нацист русского происхождения. Ох ты, Илья, и наплел. О, рыбак. Битбоксер, музыкант Саша. Рибак О, дядя, ничего себе, смотри, я читаю рыбак, и в то же время рыбак высвечивается, ты понял? Хорошого вечора можете передати привид Даши Джан. Даша Даша Джан, Джан, спасибо. привет. Пацаны, вы поняли то, что я вам говорил? Есть дежавю, а есть такая вещь, как синхронизация. То есть, когда одновременно происходят какие-то события. Ну, кто смотрит эфир онлайн? Вы свидетели. Только что я читаю послужной список, и я читаю про Игнатюка «Хобби-рыбак». Вот, «Хобби-рыбак». И в ту же секунду пишет человек с никнеймом «Рыбак». Вы поняли? Это Карл Юнг называет явление синхронизация. Прикиньте. Ну, ты видел, дядя? Креосан Вы террорист. видели? Я прочитал «Рыбак», и через секунду можно отмотать. И через 2 Креосан секунды... террорист может сделать бум. Можете отмотать, проверить. Через 2 секунды вы поняли? Это же я не шучу. Это у меня постоянно такая штука происходит. Офигеть, жестко. И рисунки. И пачка рисунков. Это самый длинный трек. Это похоже, нормально. Блядь. Ну это можно, понял, татуху бить. Да, это может татуировку сделать. Пацаны, кто хочет, я сброшу эскиз. Это недоработано. Чего не разукрасил? На фломастеры не хватило. Может, онлайн-арт стиль называется, понял, из линии. А, ну, в натуре. Он перешел в новый формат. Блять. Пошел ладно. Это типа называется «Меня попаяло, где мое, блядь, одеяло». Ну, похоже, реально похоже. Дядя нарисовал хорошо, молодец. Где моя шея? Я знаю, с какого это видео кадр. О, лафа. Смотрите. Похож, да, чуть-чуть? Ну так. Мне кажется, нет вообще. Павел, это собранное заранее событие. Ну, может быть. Как вам рисунки? Напишите в чате. Нравится? Напишите плюсик. О, смотри. Гамаюк.
Смотри какой. Кто там? Сладкий, смотри. Ах, Это- падла, это- блядь. дети Ах и того- жиденок, ах и Понял, жиденок. Святой Патрик. А, это же реклама у нас тогда. Да. Дай ему сфоткать. О, бабушка Димона Громова, смотри. Бабушка. Где? Ну покажи. Ну это по фотографии, это по конкретной фотографии сделано, я понял, похоже. Чуть похоже, на меня похоже. Что написано? Штамде. О, бабушка моя, смотри. А, понял, что это он сделал. Ах ты тварь. Ага. Гнида. А что сделал? Ничего нельзя говорить. Смотри, бабушка моя. А дальше? Ох, иди шторма. Шанс на дитину. 660, блядь. Нельзя говорить. 660, понял, смотри. Шо. А, 666, смотри. 200 гривень привид Сусу і Димону від Все, Броварської дякую. братви. Що думаєте о зацепірах? Плохо думаем. Очень плохо. Ну, я, по крайней Ну, братан, мере. это имеет место, уж сколько железная дорога существует, столько имеет место это явление. Но это экстремальное проявление человеческого куку, оно имеет место, но так же, как там кулачные бои какие-то. Это те люди, кто выходит в это поле, они должны понимать степень ответственности. Вот и все. К сожалению, там не все понимают, и поэтому такой высокий травматизм. Но мы, естественно, против этого, категорически рекомендуем не заниматься таким. Вот. Ну, самі думайте своєю головою. 50 гривень привіт, Суперсус. Я дуже довго дивлюся твій канал, і твій контент дуже качественний і цікавий, коли поїдете в зону відчуження, і можете сказати на одному відео своєму згадати мене. Мерение со. Да, Неоскил, дякую. спасибо, братанчик. Спасибо. Как только лафа ноги починит, короче. А, это было, да. 660, смотри, подписал. Ага. Аллигатор. 660, аллигатор. Аллигатор. Ого. Гля. Ё-моё. Глянь, какое падло. Ах и скотина, глянь. Ах и сволота. Скотыняка. Ах ты скотина, блядь. 0-0, говорит, время вышло, игра кальмара. Да. Скотина, блядь. Дядя Скотт. Ах ты ж блядюга. Сейчас, блядюги, сфоткаю. Пацики, как вам музычка? Напишите. в Вообще чате. шикарно, фоновая. Да, так расслабила. Смотрите, какой мерзавец. Скотина. Где она? В Телеграме. А вот смотри, какой отличник. О, это если бы я был бы нормальным, называется. Да? Олександр 100 гривень. Олександр, Ви дякую. дуже цікаві. Давно за вами слідкую і хотів би якось з вами побачитись. Передай привіт Єгору Земському і порадь йому не вбивати себе алкоголем та травою. Єгору Дякую. Земського Нехай вам привіт. щастить. Не вбивай себе алкоголем та травою, це дуже погано. Да, Егор, если смотришь, посмотри, например, лафы. Оно никому не надо. Да. Злой нижній О, злой підкреслення Ігун, дякую. Ігун 200 гривень. Димон, а какой у тебе рост веси у Суса? У меня рост 1,86 м, вес 70. У меня рост 160, вес 70. Злой ебун, спасибо. Спасибо за еду. Я был максимум 72 килограмма в своей жизни. А я максимум 95 заважил. Я помню, ездил в детский лагерь в 5 классе и взвешивались, короче. Нет, 90 был. В 5 классе я что-то весил 25 килограмм. И 25? да, и мне сказали, что типа в конце смены ты должен хавать типа плотно, в конце смены должен быть 28. То есть как 25 килограмм? Сколько лет было? Ну или третий, или второй или третий класс. А ну, цыц! Цис. Боба фу! Вот это шедевр, пацаны. А ну. Вот до чего доходит сынка. Это пиздец. Блядь, их надо завтра в больницу завести, слышишь? Это такое надо сделать стикеры. Охуенно, да. поверь. Очень охуенно в контурах, прикольно. Илья, это так задумано, или у тебя на карандаши не хватило средств? Сейчас же в гуманитарке можно пойти в подарок попросить пачку карандашей. Оно недорого стоит. Сейчас карандаши 20 будет. Не, пацаны, ну вот это реально стильно. По минимализму, как я люблю. Сколько времени на данную работу ушло? Слышишь, это надо нам или нет? Это Игорь передам. Игорь, этому передавай, да. О, меня попаяло, смотри. Ну вот это, кстати, прикольно, друзья. Это называл бы я картинку, что если бы Иисус был нормальным. Вот это именно оно. Обычный семьянин. Это такой. же все с фотографии перерисовано. Вот, смотри, меня попаяло. Да. Дядя Дима под пуэром. А бровки какие элегантные.
А ну промотай, что она там долго базарит. А это что долго. за лафа в шапке? Штефан, А, промотай, базаришь какую-то хуйню. Или давай, в начало ёбни, или новое что там. Давай сюда, да. Все. О, слышишь? А это кто? Это я, что ли? Да. О, вот это прикольный, кстати. Hello, motherfucker. Да, хороший. Євген 50 гривень, а Євген. на курсі взагалі скільки ті протези коштують? Ну, я думаю, что $1100. Ну, плюс-минус, может 70, 50, не знаю. Ну, плюс-минус. Я знаю, что военному 2 ноги делали по колено. Вышло что-то, по-моему, 200 000 евро. А сколько так в реальности, ох, я не знаю. Сложно сказать. Там же еще какие найдешь. Знакомые, незнакомые. Там может для государства одна цена для военных. О, вот это, кстати, тоже было бы прикольно стикер сделать с такого. Смотри, какой Да, классный. классный. Смотри, что ты. я могу макет разработать, если хочешь. Позитивный такой. Вот вы выберите, какие надо, я сделаю макет. О! Падла! Глянь, ноги под это подвернулись. О, кстати, красивые ноги. Смотри. Ноги как у Хатабыча. Гнилич. Давай. Котигорошка. А ну покажи. Котигорошка. О, Бармалей, смотри. Смотри, какой Бармалей. А ну. У меня дома до хера еще этих рисунков лежит. И у меня там тоже такой. Можно их где-то сложить на Новый год, будет пересмотреть, как это есть. Классно. Мгм. Ну рисует хорошо, базару нема. Красава. О. О, какие глаза. Илья, это ты трезво рисуешь или ты чем-то вдохновляешься? Вдохновляется. Ты зачем? Маминой писькой. Ты думаешь, она так влияет? Ой, да. О, Котофей. Да что ты Я гигикаешь? понял, Миаки меня дает. Ну да. А Котофей типа кашляет в кулак или что? Какой-то сексотик. Я заховался. А ну да, сексот, типа. Наполовину поделен. Стук-стук делает. Слился со стенкой. Ушел в структуры. Человеческая многоножка. Я так и не смотрел, кстати. Ужасный фильм. И я, дядя, не смотрел. Что ты это так на Гогу подсел? Илья? А что, ты вроде как мне это советовал, чего если на Он гоночку, нет? смотрит? Нет, интересно я его не или нет? смотрел. Что же? Мне кажется, он не смотрит. Кто? Илья. Кого? Нас сейчас. Смотрит. Не смотрит. По-любому смотрит. Либо запись поставил и ушел. Он ничего не пишет. Ну потому что, может, его прижали. Думаешь? Потом повели его придушить. О, смотри, какой сатана. Бля, какие глаза у Игоря, пиздец, тут ебануться. Тут он именно блоба. Бля. Дьявольщина. Что это один другого лучше. Ярик, дякую. Ярик 50 гривень, а що с лафою Та ну, случилось? йолки, ви що? Ну, если що скорейшого виздоровлення, ему і ви не болейте. Дякую, Удачного дякую, друже. стрима. Ярик, спасибо тебе, дорогой, спасибо. В больничке. Спасибо тебе большое, Ярик. Это кто? Ты я с Игорем или Это я с мы. Лухой? Давай буду по очереди показывать. Это мы с тобой. Чего не подписано? Чего не подписал, Илья? Смотри, это метазыгота, одноклеточные близнецы. Эукариоты и прокариоты. Зыгота, да. О, балалайка. Смотри, какой этот. Киевэнерго. Это кто-то я? А, это в куртке Киевэнерго, да. Сус Киевэнерго. Опа. Серега Шаман, смотри. Ого! О, похоже, дядя в натуре. Ну да. А где ухо второе делось? А что с глазками? Илья, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Илья, ну рисуешь ты интересный стиль у тебя. Ты знаешь, как рисует, потом его штрекнул вот такой, бля, и залип. И все, не Олександр дорисовал. Карольнов 100 гривень, привіт, Ольга. О, дядь Саша, привет. Лафе одужання. А вашій команді велике дякую за все, що ви робите. Міцно обіймаю. Дядя Саша, люблю тебя, обнимаю, целую в лобик. Спасибо, дядя. Спасибо, Это ты все дядя. забрал, то остальное? Да, Игорь передал. Так, вот пишет, что про меня рисунок не выделили. Надеюсь, что это нет такого. Кто говорит? Кто-то пишет в чате. Мне рисунок не нужно. Ты сейчас я не понимаю, что ты говоришь сейчас. Ну, нет, не было меня нарисованного. Кого Нет. меня? Меня. Был. Серьезно? Ты ж был там, да, дядя. Ты не видел или Да что? ладно. Я ну, что-то А пропустил. где ты мозгом где находишься? Где, в чате? А, ты был в этом, походу, в послужном списке. А, в списке в был, послужном всё. списке ты был, Да, да. я рисую. Но не В рисунок. рисунке вроде, да, не было, да. Тут какая-то подборка чисто... Да, Сереге с фоткой скинь. Подборка чисто... Я, Сус, скину. Игорь. И бабушки чуть-чуть зашло.
Серега Шаман, класс. Илья, присылай еще. Это творчество реально интересное. Это сильно, конечно, очень сильно. Серега Шаман, да. Безуха. Очень сильно, конечно. Хорошо делает. Мгм. Молодец. Ну тут и в цвете хорошо рисунки выглядят, и в контуре тоже. Это вот бабушка. Это фотография, короче. Пишет именно юзер какой-то без никнейм, без этого, без имени. Пишет, куда отправлять. Кого отправлять? Рисунки, походу, смотри. Походу, Илюха Ну, смотрит. почта же есть. Я же говорю, что он смотрит, он не это, просто он шифруется. С разных аккаунтов заходит, конечно. Ну ты что, у него 100 ютубов, 100 тиктоков, 100 всего. 100 постов. Первый обладатель экзоскелета будет. Так что, типа, Штефан, там не перехитришь природу, понимаешь? Где цыган? Какой цыган? Крясановский? То не к нам, друзья. Шустро. О, началось, все, кто-то пизданул. Постряли в рисунках про Криосана, пошло-поехало. Смотри, миротворец, блядь. Ой-ой-ой. А мне интересный миротворец. Друзья. Ну, это всё. Да, это он появился. Ну, конечно, так он и не исчезал, я тебе скажу. Тихо, говорит. Не смотри, Штефан, в Днепре тебя подловит. Я сюда не езжу, я просто хуйня. Да что ты не говори про в эфире, ты что на приколе. У себя там говори где-то. Нас же убьют. Как он нас убьет? Как Штефан говорит. Тем более ты его голос. Ну, пошло, поехало. Все, за лафу забыли, Криосан. Пошло, блядь. Лайк на базе, лайк. Пуэрчик пьем, да. Что с серым трейсером? Ну чего, здорово, в семью или это нянчит детей. Стаканчики подарочные. Ага. Собери донаты на новую печень вафы. Ну, новая печень вафы это очень не смешно. Константин, дякую, здоровья вафе, спасибо большое. Спасибо. Здоровая печень вафы, это называется гемодиализ, блядь, когда лежишь под аппаратом, вместо печени у тебя аппарат качает кровь. Это страшная А хуйня. ему так делали? Нет, ну есть такое, у человека, когда печень отказывает, подключают к аппарату и вместо печени перекачивает аппарат кровь сюда, туда. По-моему, кто-то говорил, что печень могут с родственника пересадить. Не знаю. Со свиньи. А? Со свиньи. Родственные. Не знаю, со свиньи. Со свиньи точно сердце уже человеку пересаживали. Самая близкая кровь это свиная, и сердце самое близкое к человеку это у свиньи. Были, ну, эксперименты. Атлас А3, я не знаю, что это такое, напомни. Что-то... Это летит объект космический в сторону Земли. Я думаю, что это вымысел. Ну, конечно, и все думают, что типа это инопланетный какой-то объект. Да. По траектории по С своей. ежом Торбо у нас нема связи. Ой, все руки не доходят написать типу, мне уже таранит уже месяц. Цыц. Я, говорит, тебе расскажу такое про Торбо, говорит, только напиши мне. Все руки не доходят. Написать ему. Привет Максику. Максику, пожалуйста, привет, пожалуйста. Ангел Ангелов, это инсайдерс, коллега мой. Это мы делали инсайдерс вместе с моей старой командой. Старый товарищ. А что виниры не держались? Сделаны качественно, просто уже устарели модели, как бы, но хороши. Как старый автомобиль надежный. О. Дядь Был в собака. России, конечно, был. Везде был. Свобода Криосан, ну точно. Надо футболки сделать. Ха! Криосан фри, трафаретки по городу делать, да? Прикинь. Я недавно видел, знаешь, где на улице Сирецкой, там убрали баннер, а под баннером сохранилось граффити, ну как граффити, надпись баллончиком «Свободу Павлюченко». А сейчас по городу много еще где осталось. Я вижу часто. Это лет 15, наверное, Я даже не уже знаю, этой что движухи. это. Прикинь, 15 лет висела бумажка. Да, Буба? Понятия не имею даже, кто это такой. Это было, это уже... Это политик или что это? Я даже не хочу эту тему поднимать сейчас, но это было очень давно. Павлюченкам. В семье Павлюченко вроде, да? Ну там, там разная формулировка. Свободу, честным, свободу Павлюченко. Ну, это очень... Это, слушай, ну это даже нулевые. Это, наверное, вторая половина нулевых. Не знаю. Плюс-минус.
Мне кажется, со времен Черновецкого. А еще на Арсенальной скрыли баннер, и там холодный дом конверт. За Мне что-то кажется, консервированный. что кто-то новый холодный дом рисует. Ходят. Либо оно что-то другое уже значит, но похоже. Дима, каким принципом жизненным придерживаешься? Тут такой вопрос, типа, обо всем и ни о чем. Ну, разным. Положительным. За все хорошее против всего плохого. Ты конкретизируй вопрос, потому что, ну, типа, я могу лекцию, значит, часовую читать. Тем более, что хорошо одному, не факт, что подходит другому. Ну да, кто-то хочет выпивать, а кто-то не хочет выпивать. Гемодиализ. Гемодиализ. Де Буба. Да вот же тасуется. Нявкать А, просит. гемодиализ это почки, простите, ребята, я не перепутал. Да. Ой, Горяныч, 100 привет. гривень на ход ноги лафи. Нехай швидше виздоравлює. Дякую, Горяныч, спасибо, дай бог. Дай бог. Дима, это твой друг, скажи за трейсера, что с ним. Жив-здоров! Воспитывает семью. Все, дай бог. Буба теж харизматична. Говорит, пригласите, говорит, Броню на стрим. Да. Ну, кстати, была у меня идея сегодня каким-то образом сделать. Не знаю, может где-то как-то в парке стрим сделаем, Лапу пригласить посидеть. Где? Ну, в парке где-то сесть на лавочке. Да, охуенно. Только надо это, Это может дома у него сделать. стрим дома, лафы, Ну да. а интернет. Думаешь, мобильный нормально будет? А возьмем Starlink на день. А, ну тогда будет шикарно, блин. Есть у кого взять Starlink. А тогда будет трешово. Жека дальнобой 50. Да, в Америці, да. В Америку до Джонні поїхала, а Креосона можуть депортувати додому. Неизвестно, ничего не Нет, известно. не депортируют его домой, в тюрьму посадят. Нужно будет палочек его купить много, сразу запалить штук 15. Где? Ну, лафы. Оно не поможет. Нож, а тогда не знаю какой. Как, просто принюхаться, да и все, через 5 минут Да тебе ну. уже похуй будет. Да, да, ну, кстати, в поликлинике гораздо более неприятный запах, чем у Лафы. Блять, трупом и смертью, сука, воняет. Фу. Ужас. Игорь, спасибо большое, я прочитал твой абзац. Вот, Павлюченко, 2012 год. А, ну вот так вот, да. Чем Вика кормит Броню? Мы недавно заезжали, завозили там еды и кучу целую. Каши там, Аша сечка. беременная, вполне может быть. Сечка и... Я горох привез, пшено привез, там овсянки дохуя, там пачки 4 овсянки здоровые. Все, что было дома, я отвез. Гречка там была, еще рис какой-то. Все, что я собирал на черный день, на случай тревожного чемоданчика, я все отвез в Броне туда. Хай, диггеры, хай. Броня беременна. Ну да. Вот это был бы номер. Сколько свинья за раз рожает? А я, кстати, не знаю. Ну нормально, там ну, штук 5 минимум. Мгм. Я один раз видел маленьких новорожденных свинок, которые еще еле-еле ходили, Так спотыкались. я ж Броню когда брал, она еще еле ходила, она не могла нормально это. Ее, вот я пришел утром, в 5 утра. Какая порода у нее? Тетя Броня. Это дюрок. Дюрок? Ну пишет 12, 8, 6, разные, 10 типа. И, короче, эта тетя, которая мне продавала свинью, она говорит, что я вчера ее ночью, говорит, только от мамки забрала, говорит. И сейчас мамка будет буянить, говорит, быстро забирай, говорит, и уходи. Ее в мешок засунули, завязали, говорит, все, вези. Я повез. Я очень боялся, чтобы она где-то, блядь, за рулем мне это не выпрыгнула с мешка, не прорвала. И чтобы руль не сбила, чтобы в аварию не попасть. Вот это был бы номер. По сколько вам лет? 200 лет на троих. 200 лет на троих. Ну, Не считая лафу. Это с Бубой еще, да. С Лафой-то все 400. Что там такое? А ну глянь, что там, ничего не хватает. Анхон что? Плямкает что-то. Террористирует. Вот же кроксы. Слышь, слушай, что завтра вечером? ел. Да? Будет тусовка там, Да. на Подоле. Кроксы объела Будешь? Буба. Не будешь? Не можешь? Вика будет А ну цец! бабушкой, Лафа Кто съел? дедушкой. Кто кроксы съел? Броню на орган. Кто дизайнерское оформление? Буба изменил? цыть! Спасибо. Слушай, ты от сигарет отказался или куришь? Уже очень давно не курю. Раз в год могу выкурить пол самокрутки хорошего дорогого табака. Это очень редко. Что такое? Hello, motherfucker.
Андрій, дякую. 100 гривень доброго вечора, тільки підключився до вас, так а що з Лафою? Він там хоч живий. Живой, живее всех живых. Поправляется нормально, уже как этот розовенький Ну, я бы не поросенок. стал говорить, что он поправляется. Чего? Ну, ты же слышал, что врач говорил сегодня? Ну, что врач говорит? Так по виду, как бы, ну, бля. Уфа уже встал с кровати, это как минимум прогресс. Жрет мороженое, это прогресс. Ходит срать, танцует, на кровати пляшет. Стихи сочиняет. А что недели 2 назад был? Он под капельницей лежал под аппаратом. А все в ноги пошло. Ну, что в ноги пошло. Другое дело, ну, жить будет, может, без ног просто дальше. Оріон 50 гривень на дозаправочку Лафи. Ха! На дозаправочку, спасибо. Спасибо большое. А ну, дядь, положи туда, пожалуйста. Положи в холодильник, пусть замерзнет, короче, потом мы его распокупаем. Давай. Ну что уже габелла. Орион, спасибо. Это звезда такая, Орион. Да, какая-то одна из самых ярких, да, Штефан? Да. Как думаете, когда жизнь Брони будет близкой к концу, ее заколют или она сама по себе умрет? Сама по себе. А Броня еще переживет, блядь, О, Шаталкер, половину привет. тусовки. Сколько свинья живет, кто знает? Ой. О, Акис, Иван Захаров. Акис, да. Без них Лафа крякнет. Почему? Не крякнет. Чего он должен крякнуть? Ну, кстати, интересно, Игнатюка было бы до Лафы пригласить. В больницу? Не, до свиньи туда. В хату. Ну, вообще можно. Пахкал там. Придумать что-то, только что-то поделать. Еще надо Кирясана туда, чтобы он сказал: о, ничего себе, друзья! Вообще можно хабар вывести, пока Лафы нема. Кума Дімон 100 гривень Фрайбург. привіт із Фрайбурга. Сус, скажи, де можна придбати таку чотку кофту, як в тебе? Нигде. Дуже сподобалась. Пума, Димон, дякую за донат. Нигде они не продаются, это эксклюзивный единственный экземпляр. Вот и все. А ну, циц, где там иголка делась? Броня не привита, у нее ни одной прививки нету. Hello, motherfucker. Андрей, дякую. Андрій 100 гривень, така який діагноз? Які перспективи? Що кажуть? Смотри, давай я тебе Яка прочитаю. наука? Смотри, даю тебе развернутый ответ на твой вопрос. Штефан, положи, пожалуйста, иголочку вот на голубое Так возьми в полотенечко. коробочку, положи сюда. Рядом Вот. с... Ящичек. Смотри, я тебе сейчас дам развернутый ответ на твой прикол. Сейчас я поставлю на паузу, короче. Это сегодня врач написал, на почту скинул. Вот, говорит, я врач, я типа разбираюсь, и дал анализ всем записям медицинським, которые были нам предоставлені. Коротше, серії розказую. Якщо коротко, у Лафи дуже серйозний стан. Основне захворювання – дилатаційна, ймовірно токсична, кардіоміопатія. Тобто серцевий м'яз розтягнувся і послабився через токсичне ураження. Через це серце не може нормально качати кров. Є персистуюча форма фібриляції передсердь. Серце працює неритмічно. Швидко. Неритмічно швидко. Тахісистичний варіант. Фракція викиду лівого шлуночка лише 32%, при тому, що норма 60%, що означає важку серцеву недостатність. Також виявлена рідина навколо серця, гідроперикард, і в обох плевральних порожнинах, гідроторакс. Супутні проблеми. Екзогенно-токсичний гепатит високої активності, тобто печінка сильно уражена токсинами, можливо алкоголем або ліками. Цитолітичний синдром, масове руйнування клітин печінки. Коагулопатичний синдром, проблеми зі згортанням крові. Гепаторенальний синдром, порушення роботи нирок через тяжке ураження печінки. Ятрогенне ушкодження уретри, ймовірно пошкодження під час медичних процедур. Підсумок. Серцева недостатність у важкій формі, плюс токсичне ураження печінки і нирок. Стан тяжкий і загрожує життю без серйозного лікування і контролю. Это за всю неделю, это самая развернутая оценка, которую я... Это кто писал? Это на почту написал подписчик-врач. Угу. Это он все выписки как прокомментировал. И это еще без ног, это еще без ног. А, это ты выложил это? Их тут написал или что?
Это с Ютуба человек скриншот Я понял. в документах прочитал. Мгм. Он же там еще это... Блядь, вот эти таблетки с алкашкой мешал, как они называются? Кторекс или как? Ксарелта. Ксарелта, блядь. Ксарелта с водкой хуярил. А нельзя это категорически делать было. Ну, кстати, да. Hello, motherfucker. Ріду Рідо, 400 дякую. гривень, хлопці, п'ятий елемент пам'ятаєте. Давайте послухаємо Давайте. канал. Ридо, я пятый элемент наизусть помню. Я недавно вспоминал эту Милу Явович. У нее ж дед из Киева. А она сама родилась, короче, где-то у нас. Ну, дед у нее точно какой-то военный из Киева. Насчет ее не знаю. Но мне в детстве очень нравились ее вызывающие картинки, где она полуголая была. Я прям балдел от нее. Вот то журнал какой-то открывал. Это мировое кино. Ну Штефан. и этот Umbrella, как их называется. Катай сюда, Штефан. А? Катай сюда. Куда? Телевизор включи. Ага. Пистон, включи телевизор, говорит погромче. Иди сюда. Что сделать? Ну, клип поставь. Штефан, ну вникай в суть происходящего. Тебе же не только надо этих... с ботами бороться. Да пусть хуярят, какая разница. Говорюки. Пятый элемент, включи музычку. Вот. Сейчас послушаем. Take me to the moon, take me to the moon. Євген, На здоровье! Евген, дякую, самый классный динозавр в мире. Обалдеть! Спасибо. Ох, они и дергаются, слышишь? Ну а через них энергия проходит. Класс. Все, этих нахуй. Вырубай их. Hello, motherfucker. Андрій 50 гривень, єбать. Як він нахуй вижив досі. Ну у него Крепкий организм. очень сильный лободячий динозавричий организм. Советской закалки. Такое именно, Оригинал да. этого, да, который поставили? Да. Это как это? Гвозди бы делать с этих людей не было бы крепче, что-то на свете гвоздей. Что такое? Ух ты. А, оркестр. Злой ебун, дякую. Злой нижнє підкреслення Ебун 200 гривень сус, как давно перестал пить. И что, Вова не тянет иногда выпить. Во не тянет, сколько уже, почти 6 лет не пью. То тянет, не тянет, может и тянет. Дело не в этом. Дело, что ты понимаешь последствия как бы в том всем. Ну, если хочешь жить, так и не пьешь, а если не хочешь жить, так сдохнешь. Ну зачем она Сус надо? Димон на основе прошлого видео, где показывали выписку из карты Лафы, искусственный интеллект выдает шансы на выживание в течение года меньше 10%. Что говорят про это врачи? Ну, во-первых, они ничего не знают об этом, а во-вторых, что тоже от искусственного интеллекта далеко не всегда можно плясать. А знаешь, что когда врачи говорят, что все, он умирает, а человек берет еще и 20 лет живет? Тут очень много зависит от таких волшебных... Hello, motherfucker. Сергій 50 гривень, привіт, друзі. Топ ідея стрім у Лафи в хаті з вікон, привіт вам з Грузії. Привет, Грузия! Сергей, дякую. Грузия, привет, спасибо. Сергей, дякую. Дякую. Да, может сделаем. Может как-то сделаем, да. О, это же это пела... Вот это... А, кстати, а с кишечником что? Завтра только результат будет? Ну, врач сказал своими словами, что там в кишечнике 3 какие-то сгустка. Они взяли пробу. А, полипы. Да. Они взяли пробу, отправили ее в лабораторию, и где-то понедельник-вторник должен быть анализ, что это такое. Дякую. ID 50 гривень, всім вітання. Да, Дякую були. вам за старання. Бували в Івано-Франківську. Да, были, конечно. Конечно, Грит, дякую. Десяточки. Дядя, ничего себе ты песню нашел. Это «Вплава лагуна» вот это пела. Которую вскрыли, потом у нее были в животе камушки. Жаба. Там перестрелка идет под эту музыку потом. Класс. Лютая песня. Надо пересмотреть фильм. Я хочу это. Вспомнить все, пересмотреть. И пятый элемент. Я вспомнить все пересматривал пару лет назад. Мне самое больше понравилось вот это 3 сиськи. Блин, мне нравится. Это все детство, это то, что Офигеть. травмировало детство, блядь, у всех. Помнишь в конце, как он этот выпал в безвоздушное пространство? Когда Как глаза он все выпал А, да, в да. конце. Терминатора. Вот делали раньше. Да. А я смотрел недавно передачу, как Терминатора делали, как эти все макеты маленькие были. Так интересно. И там графики всего там 2 или 3%, а остальное все живые макеты.
Так интересно, сколько денег в это вбухано было, пиздец, чтобы Терминатора снять. Да, там бюджеты, короче, а сейчас рисуют все больше. Боно все нормально, вот сегодня виделись с ним. Кинь туда на кухню, пожалуйста. Какой голос, а? Смотри, тетя аж себя так обняла от переживаний. Да, Лафа лежал в психушке в молодости, да. Нельзя. Нельзя, что такое? Куда делся Котовей? Котовей! Hello, motherfucker. Спасибо за 50 гривень Дима. Сус, я писал вам на страницу, сумма в инсте, хотел попросить фото у вас, без смайлов, если можно получить фото с полигона, скажете куда написать, Дима, Эл говорит, что у него нет просто их. Напиши мне в инсту, я тебе скину. У меня есть на компе А, всё. что не замазанные. Сюда мне напиши в инсту. Євген, дякую. 1000 гривень. Дякую, всім друже, вам. тобі, дорогий, дякую. Евген, дякую. Дякую, дорогенький. Спецназ, напиши мне в инсту, я тебе скину. Котовей! Пишут, где Котовей? Супер сум. Да, спецназ, спасибо за участие. Крутое видео вышло. Да, надеюсь, что еще что-то может с ним. Да, с ними по-любому, да. Что мы там хотели, вот только крутые штучки искусственные. да? Оріон 50 гривень, вам треба стрім хату робити у хабарі лафи. Можна навіть реаліті-шоу на виживання там влаштувати. Ну да, Это можешь же угодно да, сделать. столько всего можно сделать, что только делай. Ого, делает. Интересно, ее застрелят в конце? Штефан, скинь мне вот эту в личку, вот эту ссылку на эту песню, пожалуйста. Да, очень. С пением. Самое прикольное в этом всем, что она не выебывается, это же по-настоящему это прикольно, что это натуральные, взрослые люди, блядь. Мамы, папы, даже бабушки там. Они не выебываются, они этим живут, это охуенно. Вот есть такая профессия, как спивак. Иван Грапози, как только, так и сразу. Спивак, да. Спивак профессия. А ну, кстати, а в трудовой книжке написано что? Певец, типа, или что? Да. Интересно. Я на ютубе смотрю, короче, этот... Fearless and Far. Выживание, ты говорил? Да. Али. Латиницей. Чуть-чуть иногда смотрю Homo Deus. Но мне не очень нравится Homo Deus? ведущий, да. Так когда-то было... В начале 2000-х типа звали Homo Deus, Драмодеус. Из какой-то рок-тусовки. Homo Deus. Это какое с латыни, наверное, что-то. Ага. И еще этот... Ой, Буба, ну что ты играться хочешь со мной? Или ты облизывать мои руки хочешь? Жаль, Коля. Вкусно тебе, да, пахнет вкусно. Пахнет бубенка. О, бубеночка. Кисляки у тебя от сладкого. Нельзя тебе сладкого. Креосан, не знаем, когда выйдет. Напишите ему сами. Хомодеусы. Привет, Хомодеусы. Привет, Ребя. Такое слово тоже Ребя. Это Вафа постоянно говорит. Ребзя, Ребзя. Ребзя. Цец. Модера. Только от Штефана Модера. Или по ссылке. Только от Штефана Модера, только от него. Что такое? Что за поведение, Буба? Это что за поведение такое, Буба? Чат, чтобы Вафа оклемался. Поддержать человека. Нужно помочь. Все ссылки на помощь в описании видео. Или стрима. Или по ссылке только от Штефана... А, Модера, блядь, Модера. Думаю, Да. какая нахуй сатана, блядь, Модера, блядь. Ёб твою мать, думаю, какая Модера от Штефана. Ну, сколько мозга я попаялся. Модера от Штефана, сука. Ну, нахуя вы такое пишете? Не смеши. Ага. Не смеши. Чё? Ладно, смеши. Смешу, блядь, я так раз смешу. Таракаячие бои делать. Тоже нормальная тема. А есть же такое, наверное? Где-то ж делают. Димарик, каким спортом занимаешься? Ну, я на бокс сейчас перестал ходить, бо надоело. Сейчас на другое хочу пойти. То, что с борьбой. Я тут нашел секцию на районе, надо сделать, пойти попробовать, что там. За коллектив, что за тренер. Тут-то новое. А тут рядом, да.
Класс. Спорт это хорошо, конечно. А Вафаш когда-то, кстати, я вам скажу, что я не знаю насчет боев, но Вафа в молодости очень активно занимался греблей. Если вы обратили внимание, когда он видео без футболки, у него вот ну, идет тело и вот так. То есть, вот такой. Античні плечі большие. Дядя 50 гривень можна було б замотити тараканячі перегони, коли лафа... Можно, да. Да, Вполне да. себе. Чтоб все тараканы могли как трансформер соединяться в одного большого таракана в человеческий рост, и чтобы он своими клешнями вот так вот голову отсекал недругам. Шахматы, конечно. Конечно. Вот. И Вафа долго греблей занимался. У всех, кто греблей занимался, характерные вот эти плечи здоровые, размашистые такие. Вот. Что это? Да. Держи, Штефан, возьми, пожалуйста. Спасибо. На каждого таракана по камере. Спасибо за чаечек, вкусно. Да. Буба! Чаечек. Буба, не терроризируй меня! Это ну, каждый вечер так. Нет, каждый ну вечер. что, у нас же тоже собака дома, я прекрасно знаю, что это такое. Сидит, и у нас еще Буба молчит. У нас собака, вот сидишь, хаваешь, начинает. И вот так час будет сидеть. Смотришь на нее, все, замолчала. Только между собой начинаешь разговаривать. Не дает ни поговорить, ни поесть, ни хуя. Причем дашь ей поесть, она поест и снова начнет, и опять начнет, и опять начнет. Вот не дает разговаривать. Ну как ребенок маленький. Да. Мама. Громов раньше чем занимался? Дрочкой. О. Не, я в школе на акробатику ходил. Чего? У меня КМС по акробатике, у меня даже ксива есть. Ксива? А я, кстати, ту ксиву нашел, где-то на съемке возьмем. Аркаша, спасибо большое. Надо ее сдать в этот, в реквизит. А мне яйца что-то вообще, я не могу есть яйца, мне они воняют. Я, кстати, не могу это объяснить, но ты говорил, Полина говорила, а теперь до меня дошло. Либо, короче, это после ковида, что все переболели, Ага. либо яйца хуевые стали какие-то. Я не могу их жрать, Причем они я, гадкие. я покупал и самые дорогие, блядь, с вольного выгула. Все для меня одинаково воняет. Гадкие яйца стали. Что Есть такая вареные, хуйня. что, блядь, парченые. Я последних 2 раза покупал, у меня месяц стоял десяток яиц, я их через силу съел, чтобы не выкидать просто. Тимон, опять ты прочитал наперед про тараканов. Ну да. Так, я не совсем понял, как я наперед прочитал. Ну ты начал тараканьи бои, там начали писать тараканы. Не, я в чате прочитал, это я с чата зацепил. Димон, ты питаешься чем попало или для... Не, чем попало я не питаюсь. Это то, что я там 3 чипсы схавал, это чисто на стриме в качестве исключения. Набора я никакого не делаю, но 95% у меня здоровое питание. Пишут, яйца надо мыть, тогда вонять не будет. То есть я хаваю там типа овсянку, гречку, филе, авокадо. Мыть яйца надо. Ну, я мало хаваю. Очень много кто покупает, когда яйца перед тем, как варить, их моют. Это не шутка. Снаружи? Да. Вообще вот всю еду моют. Яблоки, яйца, гречку, все промывают нахуй. Я не знаю. Слушай, ты был в Германии, если да, то в каком городе? Ну, в Берлине ж только были. и Вот всё. видео 2 недели назад с Берлина вышло. Одну сутку мы были в Берлине. Я яйца мою, когда говорю, ну много кто моет, много. Внутри, говорит, надо мыть. Ну да. Почему вы Лафу стали снимать только пару лет назад? Ну расскажи, как было. Ну, можно я расскажу, да. Как бы Вафа творческий человек, у него в наследстве много поколений музыканты. У него отец музыкант, у него мать музыкант, у него дед музыкант, прадед, все, короче, музыканты в роду. Мать у него преподает в оперном театре, и фортепиано играет, там все, ну, отец в оркестре играет. То есть, как бы он творческий человек. И он, как бы, пошел по стопам. Ему, короче, хотели на скрипку, хотели еще на что-то, но он гитару любил. Но все равно, короче, сам выучился, как бы, и играет на басу, на барабанах. И всегда, как бы, у него было несколько групп, включая музей пропитых вещей, еще там что-то, ну, панк-рок, всякое, метал, любит тяжеляк. И всегда, как бы, стремился к тому, чтобы, как бы, творчество отдать людям. Ну, творчество, это значит соприкосновение с людьми. То есть, отдавать и сцена. Общение с поклонниками. Так понятно мне было. Но почему-то общение с поклонниками, но дома, типа,
Деснянський РТЦК 50 гривень. Дмитро, вітаю. Ага. Ось ви де, а ми вас шукаємо. Деснянский РТЦК. Так, давайте, идите дальше. Вот, спасибо большое, хорошего вечера. И это... Погубил просрочка, ну да. И я говорю, Вафа, ну ты ж творческий человек, ты ж всегда хотел о массах, на стадион выйти, сказать, мои любимые, подписчики мои. Все, чтобы было заебись. Но, как бы, в какой-то момент он говорит, нет, нельзя показывать мое творчество, меня мусора заберут. У него началась паранойя старческая, что за ним следят. Євген Жекан 2000 гривень. Євген Жекан. Продав свою країну. А мы тут, ну мы... вот, ЖК, ну это же его дело, ну мы тут при чем? Скажи, друже. Мы тут при чем? Ну не гони, ну в натуре, типа, ну блин. Спасибо за донат, Спасибо, за Жека, поддержку, тебе, да. дорогой, спасибо большое. Креосан это Креосан, но не имеет отношения к каналу Супер Сус. То, что мы общаемся, это мы общаемся. У него своя жизнь, у нас своя. Тем более он нас старше в 2 раза. Взрослый дядька. Он сам знает, что ему делать. Вот. И в Афине говорю, давай двигаться, говорю, ты ж типа музыкант, давай песни твои Спасибо за запишем. донат. Спасибо большое. Давай песни запишем, давай движуху какую-то забабахаем. То есть Вафа всегда в центре внимания с гитарой был. Он говорит, не, меня мусора увидят, блядь, меня ищут, говорит, меня убьют, меня найдут. И как бы сколько, ну года, наверное, 2-3, он ни в какую, вообще ни в какую не шел. И, по-моему, если я не ошибаюсь, то первые какие-то видео были сняты как-то чуть ли не на скрытую съемку у нас с ним. Пишет, это комрад поет. Да. И И я не... визуально похоже. Ну да, и я не помню, в какой момент Вафа согласился все-таки. Это, короче, когда он переезжал, он нас пригласил, но изначально был такой акцент, что снимите для архива, чтобы мне запишите мне на диск, а потом, чтобы было для памяти. Но раскатали на публикацию в Ютубе. И публикации так и не произошло. Но она произошла, но ее через 5 дней удалили. А сколько там серий лежит? Где там? 5? Ну, в архиве. Ну, смонтированная одна, а не смонтированных где-то 5-6. То есть есть, материала хватает. На целый фильм можно снять. Смонтировать, да. Да. Будет оно рано или поздно. Как Ну, говорит Дима, этот слиток лежит и жрать не просит, говорит. Да. Хай лежит. Нормально. Так що отак от, пам'ятаю, Ліда Дімон 400 деякі гривень. відео. Пам'ятаю, як Дімон в деякі відео Сарабанду додавав. А що таке сарабанда? Это какой-то стиль музыки. И да, там что только не добавлялось, уже всего и не вспомнить. Ридо, да, спасибо. Спасибо большое. Вот, и как-то Вафа так раскрылся, и по чуть-чуть, медленно вылазил с этой своей коробки, скорлупы. Друзья, я вставлю вам ремарку, что спонсоры канала, либо вы можете стать спонсором канала, и для спонсоров по закрытой ссылке, для любого уровня спонсорства, даже для самого маленького, который стоит 30 гривен, вы можете... Ілюха, дякую. Ілюха 50 гривень, если бы пришлось есть онц национальный. Отечественную. Кухню всю жизнь, какую Нашу, выбрали? славянскую, Что, если украинскую. пришлось есть одну национальную всю жизнь? Какую бы выбрали? Гречку, котлеты, борщ, Борщ, сало, яблоко, помидоры, помидоры, огурцы. огурки, лук. Вы можете оформить самое Спасибо. примитивное спонсорство, по-моему, за 30 гривен в месяц можете на один раз это сделать, и вам будет доступна первая часть, часовое видео без цензуры, с матами, со всей жестью, с первой хаты Лафы, снятая в 2021 году в центре города, когда он жил в 5-комнатной квартире, которая была под потолок замусорена. Вот первая часть доступна для А спонсоров. это прям на ютубе видно, да? Можно посмотреть? Или там другой ресурс? Как он работает? Ну я же рассказываю, ты слушаешь. Да. Для спонсоров. Вы подписываете спонсорство и увидите, там будет видео, оно отмотаете где-то там год назад или полгода назад, оно будет там в списке видосов будет висеть, типа для спонсоров. Как он называется, не помнишь? Я могу посмотреть, но если кто оформляет спонсорство, сразу это видит. Слушай, Так как что мне кому сделать? интересно, то можете посмотреть. Надо заплатить 30 гривен. Сейчас я найду вообще дело. У меня, кстати, у меня нет спонсорства, и ряд видео вот эти вот только, короче, для спонсоров, они у меня не открываются. Не, мы все видео практически перед открытой общей публикацией раньше. за 2-3-4 дня оно сперва становится доступно для спонсоров. Спасибо О, всем за сильный, поддержку. говорит, есть сильный. Кто? Сильный. Мы можем сделать. Если надо, юзер, давай сделаем. Чё? А, вот, смотри. Смотрите, пацаны, 160 показываю. тысяч километров на машине уже.
Вот на днях было 160 тысяч. Синдром Плюшкина. О. 11 месяцев назад. Гля, какой еще бодренький Лафенко. Гля. Вот, где Гля, Сус. какой, ух. Так что оформляйте спонсорство и смотрите это видео уже сегодня. Часовое, вообще, это изумительный шедевр. И можете сравнить, как было и как стало. Вот галочка, оно звездочкой помечено. Это значит, что доступ только для спонсоров. С матами, все как надо, без вот этого запикивания ханжеского. Бля, какой раньше YouTube был, а? Какое же счастье было. Прикиньте, раньше на YouTube было порно. Да. Вот это да. Я тоже смотрел порно на ютубе. Причем, как бы, ну, там без цензуры все было. Именно вот в ВКонтакте и в Ютубе было. ВКонтакте, да, я смотрел тоже. Все самое лучшее уничтожают. Ладно, поживем, увидим. Не, ну зато и там всякие штучки, да, появляются. Кто-кто? Щи. А, щи. Я сейчас на бокс перестал ходить, надоело. Мне бокс скучно, я хочу с борьбой. Слышишь, как на китайском щи звучит? В... Си и там две какие-то есть. Штефан, как китайский называется искусственный интеллект? Грок. Грок это Илон Маск. Ріду 400 Ріду, гривень, дякую. так поставте ж Сарабанду. Сейчас поставим. Сейчас поставим Ридо, спасибо. Да. Слышишь, а как же... Подожди, говорили где-то, что есть два в мире Вот главных. мы с мамой когда катались на Да, шлюпках. Напишите, как китайская нейросеть называется. Она, во-первых, полностью бесплатная, а во-вторых, она по ряду показателей. А, это я этот говорил, я чат говорил. обходит. Слышишь, что я вспоминал? Надо, знаешь, куда съездить? В Буки на рулетку, на фонтан. Там мы же ездили. Когда? Это уже 2 Ну года вот, с прошло. мамой, нет? с Игорем. Это ж когда было уже? А что там еще делать? А, дипсик, не, со или сора, не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не, китайская. Там Ну. 2 года назад ремонт делали, уже По можно классике делать. все классику заказывают. Смотри аккуратно, ну это не то, что смотри, это могут сейчас, ну если, ну могут забанить за такую музыку. Ну, За классическую? Да. Не, за классику не банят, за нее в принципе нельзя забанить. Ты знаешь, как Да. это работает? Да, классика типа, хорошо. ну типа она по умолчанию не банится нигде во всем мире. А чего, типа нету авторских прав на ней? Из-за временной давности, короче. Интересно. Да. Да при чем, тут все права куплены кем-то. Ну, она никому, ну как она может кому-то принадлежать? Не знаю. Ничего не скажу тебе. Тут я не знаю. Дикпик. Дикпик? А, вот этот Риши Сунак, по-моему. А, не, это политик Риши Сунак. Это что ты? Это YouTube канал там такой, сириец снимает. I hope Wafa going Он good по разным days. странам So, ездит, probably. странам ездит, и он про Китай там выпускал выпуск документальный, показывал технологическое развитие Китая. Роботы там, можно робота купить за 30 тысяч долларов, будет по хате ходить, ты говоришь, дай мне стакан, он принесет. Сколько он стоит? 30 тысяч долларов. Ого. С ручками, с ножками такой, как iPhone красивый. Hello, motherfucker. О, Шаталкер, привет. Шаталкер 50 гривень, що з Владом. От посольства Японії і 0 от. Так, а посольство тебе и ничего не скажет, бо они его судят, братан. Там же ж посольство ни при чем. Консульство, а не посольство. Ничего, в тюрьме сидит. Deep Nude. Спасибо, спасибо, Шаталкер. Спасибо, на. Что-то будет. А робот с писей есть? Дядя, сейчас все уже есть. в этом Ой, я мире. смотрел, что где-то, подожди, блядь, где это? Сука, в какой-то... То ли в Таиланде, то ли где-то сейчас... А, во Вьетнаме, короче, очень большая статистика за последний год, что мужики не хотят живых, короче, женщин и покупают, короче, роботов уже ши, типа очень дорогих, типа вместо жены себе. Ну, это все было показано в сериале «Черное зеркало». Да. Интересно. Я смотрел Леди Бой там. еще лет 5 назад, короче, зашел как-то к товарищу, он сидит, Алиэкспресс листает. Ну, просто по приколу, это нехуй делать, взял себе пиво 2 литра и сидит, короче, Алиэкспресс смотрит. Говорю, что ты смотришь? Говорит, да, сижу, прикалываюсь. Говорит, садись. Говорю, что тут? Говорит, смотри, женщины надувные, говорит. Говорю, о, ну давай посмотрим. И там, короче, начиная от, грубо кажучи, 800 гривен где-то, такая, на которой типа просто воздушный шарик и маркером 2 глаза нарисовано, до самой дорогая тогда была, самая дорогая, 80 тысяч долларов стоила. Ага. Жинка. Со скелетом, короче, с подогревом, любой цвет выбираешь, все, органы по размеру, все себе, короче, инспектируешь там, и тебе типа, выдают такую. Олег Круповец, спасибо. И вот ты прикинь, короче, с холодной женщиной лежишь в кровати.
Блядь, некрофилия уже какая-то. Страшное дело. Инсайдер скатился в броню. Ну ты грешное с праведным уже все спутал. Штефан, взял бы здесь, себе блядь, женщину? это? Электронную. Нет, она не пахнет. Это все равно, что типа хуй, блядь, даже не буду говорить. Да, Такое говоришь. говорит же, типа, блядь, хуй вчера сосали, а сегодня он писает уже. Боже, как удивительно. Какая жизнь удивительная, да? Инсайдер скатился в броню. Броню, да. Алексей Немцов. Поленваген в Ивано-Франковске живет, все нормально. Ништяк. Говорит, ты чат читай, а не пизди попусту. Да, уже в чат читали, они пиздели, говорит, попусту. Ха! Ну да. Как учили в школе? Друзья, я всегда был двоечником. Я хуёво учился, мне учение не давалось. Мне тяжело было. Я учил биологию, мне нравилась география и малювание у меня еще было. Бля, С хорошая пивом были. песня, базару нема. Вот, такое что-то, короче, творческое больше. А мы с Пивой надо было выучить песню и спеть при всем классе. Да? Было у вас такое? Да. Причем можно было спеть индивидуально, а потом в конце урока весь класс пел. Пели, да? И я индивидуально, там была такая песня, типа про войну, ну про вторую. Ага. Сейчас я же вспомню. Сейчас я даже дома репетировал, вот так вот вылазил на диван, День понял? Победы, типа, решил? Да, этот день, ну сейчас тоже, чтобы не подумали, что я ничего не это. А просто... лучше не пой, потому что сейчас пиздеть начнут же. И я вылазил на диван, короче, и вот так вот, как и в школе потом приходил и пел. Ты в метро никогда не пел? Вот это вот, типа, творческое, то, что ты говорил. Дядя 50 гривень. Дядя, дякую. Куди треба тицнути, щоб стати спонсором. Братан, На YouTube зайди, там на есть. ютубе там поищи, там кнопочка спонсорства есть со смартфона, либо с ноутбука она должна быть. Subscribe, типа оформить спонсорство, я не знаю, сейчас посмотрю. Я в рамках Ну, вот это то, что ты когда-то рассказывал, Да. театральное. Да, я делал. Я в метро публичное выступление делал в метро ну, короче, хуярил в Дримтауне и на автобусных остановках. И Интересная практика. да я тебе могу дать пару заданий. Таких охуеть можно. Раздеться на электричке, проехаться на крыше. Короче, ну найди как на форме. Что Ну, ты это сатану самая побачишь, примитивная Стефан, ты что? движуха. А? Штефан, что, помираешь? В превращаешься? Алло. Штефан, ты сатану побачил, у Штефана глаза чуть не вылезли. Темная комната. О, Штефан. И там я. Том я. Ой, блядь. Что за бред? Подписка есть за 70 гривен. Видео от 100 гривен. Ой, ёб твою мать. Слышал за Андреем Ша, чего вы посадили за фото? Что скажешь об этом? Ничего не скажу, я ничего об этом не знаю. Да, мы не в курсе. Мы не в курсе, мы не туда. А ну мотни один из предыдущих длинных 40-минутных или что-то аналогичное, пусть квакает на фоне. Хай квакает, хай мурчит, говорит. Дима, расскажи о первом разе. Да ну и в баню. Такое было, блядь, что ну нахуй. Интересно. Штефан, ты расскажешь? Я могу рассказать, но типа... Про порносайты расскажешь? Про порносайт? Да ну блин. А зачем? Зачем? Ну я могу. Да я рассказать. шучу. Я могу, а зачем? Дима, как стать спокойной, как ты? 4 дня провести в больнице у Лафы. Из тебя вынут всю душу. Ну, Дима, блядь. нету видео за спонсорство. Отмотай 11 месяцев назад. Просто видеоряд наш на канале спусти вниз. 11 месяцев назад. Вот, я же показывал. Сейчас тебе покажу это видео. Вот, при вас. Сус, не хочешь на коньках покататься? С превеликой радостью хочу покататься на коньках. Я дядя в детстве, короче, взял, ну, в 5 классе мамины коньки с каблуком. Вот тут на озере, короче, выпиливали квадрат специальный, зачищали. Я, короче, первый раз стал на коньки. Как ебанулся затылком. Ой, это классика, вот так. Тупо, держится, блядь. шо молотком по бетону. Блядь. И было сотрясение. Как я рыгал, блядь. Ну, просто от сотрясения рыгают. Ага. Обрыгал нахуй весь снег. И такой, типа, ну как, проваливался в запаморочение пару раз. Я с тех пор коньки, блядь, сука, боюсь их, как змей. А у меня все давняя мечта. Один дома, спасибо. Все давняя мечта, короче, зимой сделать видео какое-то, снять, придумать какой-то объект. Либо вот эту вот взять девиацийную бочку, либо под дотом, если вдруг будет еще когда-то большая снежная зима, взять советские лыжи, обычные, вот такие классические, и, короче, пойти в них, ну, по лесу походить, поснимать, в химзащите одеться,
как в клипе. Пойдем? Я по болотам то хочу пойти. По болотам. Как вы с Космиком ходили? Я нашел болото под Киевом такое же на днях. Вот, дядь, смотри. Вот видео. 11 months, это английский у меня. 11 months. Синдром Плюшкина. Вот, час, 1 минута 30 секунд. 11 месяцев назад. Отмотай, посмотри. Вот, после рыбы, между рыбой и маромойкой и вскрыли угольный. Вскрыли поезд, короче. Это, конечно, блядь, шедевр. Это его? Я не знаю, я не отслеживаю. Вроде вчера должны были бомбить нас. Ну что-то, короче, подтихло. Да уже ж было. О, что Буба успокоилась. А что Вчера это, обещал. что это, Буба, ты успокоилась? Буба, а что это ты Буба? Заебалась. А что это ты, Буба, успокоилась? Попрошайничать заебалась, говорит, ничего не даете. Набегалась? В 5-м энергоблоке. Хотел найти этого в группе. Шо? Мабы Мейс, в которой ВФА состоял. Искал 2 суток, к сожалению, не нашел. Хотелось бы узнать его состояние. Мабы Мейс. Я даже не знаю, что это за группа. Я не слышал, что ВФА такое говорил. Только музей пропитых вещей и еще что-то было. Криминальные хроники. Я только не знаю еще Холодный дом, группа где сейчас. Хуй знает, их же там 2 или 3 человека. Там было. 2 брата, они как практически как близнецы. Из Сум они. Да. Или из Шостки. Да, что-то такое, да. Ну, что, О, Киса... Владислав Монте, спасибо. Спасибо, Владислав. Киса Настя, которая... Да. Она с ними дружила очень плотно. Прикольно. Еще Ваське тогда она с ними переписывалась. Они ездили друг к другу в гости. И она немного Как Дима пришел к таким тату? Я бы несколько удалить хотел бы. Ну и вернее даже наверное, буду удалять несколько. Надо, пока Вафа на месте, я давно Блядь, это же надо было раньше думать, сука, записать его творчество на кассеты. Завести его в студию, понял? Сука, блядь. И чтобы он сыграл. Сука, вам показать. Все вещи, которые есть его. Вот это прикольно. Прикольно, да. А что змеи вылазят? Ну, танцуют. А вот это не знаю, не нравится, блядь. Или Живут змеи там или что? Да, а это или перебить, блядь, или свести, короче. Она просто шире должна была быть, вот настолько, блядь. Можно перебить, можно вторую набить, будет прикольно. Вот, и... Дима, дай ответ. От 100 гривен я за 70 оформил видео, доступно от 100. Блять, я после стрима зайду перепроверю, но оно... Кстати, нихуя в натуре, а ну да, я сейчас типа, слышишь. О, Филипп, здорово, а я слежу за тобой каждый день. Это наш канал? Это, канал, да. Только нужно... Сейчас Филипп, я, дядя, ты много хорошего делаешь, спасибо тебе Дублируй. большое. Сейчас я, дядя, открой мне YouTube, что за... Напиши. Подожди, все, ладно, я вот так вот сделаю. Спасибо, Филипп, большое. Очень приятно за тобой наблюдать. Обязательно, как будет возможность, к тебе приеду. Дублируй Покажешь вот это вот. интересные Всё. места. Вот, кстати. Сейчас он погрузит. Сейчас я, дядя, открою, я проверю, может быть, действительно доступ не для всех, бо мы там меняли настройки, хорошо, что ты сказал, человек в чате. Я сейчас проверю, короче, чтобы было доступно для всех, короче, спонсоров. Там можно вообще, блядь, открыть на вечер. Кого без спонсорства? Да. О, Егор, спасибо. Ого, Егор, спасибо тебе большое. Трое. Трое. Лафа здоров'я. Вам Спасибо, респект. спасибо, дорогой, спасибо, дорогой. Не, ну для всех нельзя, конечно, по ряду причин Шо? открывать. А, Потому что, во-первых, это будет несправедливо по отношению к тем, кто оформил спонсорство. некорректно. А во-вторых, даже если это сделать на время, то сейчас полетят перезаливы ебанутые. Hello, motherfucker. Спасибо, спасибо, Боб, дякую тебе, друже. А де Катька делась? Спасибо, дорогой. Боб. Знаешь песню группы Грибы? Боб, Боб. А я их Боб, никогда не Боб. слушал, я кроме одного, это грибы, все, больше ничего про них не знаю. Катя какая? Какая? Сколько Кать уже было? Да. А, дядя, в натуре. Да, дядя, в натуре, доступ не для всех. Все, прямо сейчас меняю для всех. All members channel, done, Все. save. Все, дядя, кто оформил спонсорство, проверяй. Eligible members with notifications turn it on will be notified.
Вы будете уведомлены. Шукайте. Открыл. Это действительно эксклюзивные кадры. Это ебать, короче, чтобы мне такое показали. Лафинная? 10 лет назад я бы ахнул. Такой движ. Катя с рыбы маромойки. Это Катя Ганская называется. Катя Ганская в Норвегии живет сейчас. Нормально себя чувствует там. Все хорошо. Путешествует по Европе. Ездит к Лизе. Спонсорство Внимание, можно Швейцария. вообще с любой страны оформить, вы шо? Ну, в РФ не знаю, там, наверное, может быть отключено вообще. Сус, напомни мультик про снег. И будет ласковый дождь называется. Вот я его тогда после стрима посмотрел. Хороший, очень хороший. Вот вы верите, что есть паранормальное явление, и планируете ли вы такую тематику включить? Ну, наверное, в том смысле, как ты имеешь в виду, привидения, мое личное, что нет. Ну, а то, что есть высшая сила, это, да. Ну, для меня лично паранормальные явления – это законы физики, потому что я не понимаю многого, и для меня, как для ребенка, законы физики полны фантастики. Вот как раз законы физики и математики это нормальные явления, а то, что выходит за законы, там, чтобы человек полетел, вот, то это уже паранормальные. Ну, какие-то вещи такие, знаешь, типа там. В Израиле недоступно спонсор. Я не знаю, что в Израиле недоступно. Валентин, дякую большое. 50 гривень Да. после войны поїдете в Європу снимать Да, контент. да, Валентин, конечно, поедем, чего же нет. О, Кубань, это где вообще? Кубань, Рашка. Я думал, Кубань это вообще... Нет, это раньше была Украина, а теперь это Краснодарский край. Кубанские казаки. Потому что там украинцы были. То, что выходит за грани, оно просто еще не открыто наукой. Ну да, типа Да, так и сингулярности, черных дыр, Что сингулярность? пошло-поехало. Ну загугли, что GPT-чат тебе скажет. Ну это такое физическое пространство, Ну, в двух словах просто, если где говорить, исчезает время. Где нету где перестают работать. Вот, кстати, это то место, где Спасибо, перестают друзья! работать законы физики. С сингулярности начался большой взрыв 14,7 миллиардов лет назад, с которого началась наша Вселенная. И сингулярность находится внутри черных дыр. То есть там Экстремальное явление. не существует течения времени, и пространство там искажается В полностью. точках, где функционирует стремится бесконечности, гравитационная сингулярность, область пространства времени, например, внутри черной дыры. Космологическая сингулярность, состояние Вселенной до большого взрыва, технологическая сингулярность, гипотетический момент взрывного неконтролируемого технологического процесса. Ну, а что реально, вот черная дыра, она существует или нет в реальной, ну в нашем реальной? Да, да. Это место с отрицательной, гравитацией. Она очень тяжелая, и она все в себя проваливает, всасывает. А где, она в космосе где-то или Их что? много, их везде. В центре каждой галактики находится черная дыра. Или она на Земле где-то есть? Нет, она в центре каждой галактики черная дыра, и в центре нашей галактики Млечный Путь огромная черная дыра, и соседняя с нами, самая ближайшая галактика Альфа Центавра, там тоже в центре черная дыра, и галактика закручивается, вот в кране вода закручивается вокруг сточного отверстия, а галактика закручивается вокруг черной дыры. А то, что в Америке в другую сторону вода закручивается. То им надо ебальники разбить. И в Австралии. Это вообще отдельный разговор. По кенгуру там надо пояснять еще, блядь. А что если Землю насквозь пробурить, попадешь к Австралии или нет? Ну, Кольская сверхглубокая сколько? 5 или 7? 12 километров. А Земля сколько там? И то там начали дьяволы кричать уже, как они начали. Ну, А Земля я сколько? думаю, это все на РЕН-ТВ просто А рассказывают. Земля, по-моему, то ли 80, то ли 200 тысяч. Мы считали с тобой, помнишь? Да нет. Нет, нет. Ну не так много. Ну не 12 точно. 12? Нет, подожди. 12 тысяч метров прохуярили дырку и дальше перестали хуярить. А, кстати, знали, что была Кольская сверхглубокая и была Криворожская сверхглубокая? Криворожскую проебашили дырку на 7 тысяч в Кривом Роге. В магнитной аномалии. Самые две в мире большие магнитные аномалии это Курская и возле Кременчуга туда. Вот, и есть предположение, что, короче, что там были, короче, в 17 веке большие танковые сражения, и там конец света настал, что, типа, весь этот металл, короче, там сплавился. Love and creativity, да, Ну правильно говоришь. Ну, средний радиус 6 У нас метров. колонки Свен, которым 12 лет. 12 тысяч километров. Ну это диаметр. От края до края. Кого? 12 это сверхглубокая.
12 километров она. Кто? Сверхглубокая. Ну да. Не 12. Это броня прогрызла. Броню туда 12 спустить на тысяч. 12. Да, просто 12 километров. Да у тебя же GPT-чат загугли. Ну, я знаю. Как дела, братцы? Такое слово. Братцы. Крым. Крымский. Татарский. Какой угодно. Хочешь греческий, хочешь турецкий, но никак не российский. О. Ух, какая, сейчас заснет. А этот все, как будто приклеенный. Сидит хоть бы шо ему. На Сашку авиатора чем-то похож. Что, он перестал кошмарить тебя? Кто? Авиатор. Да. Что-то на Исчез. паузу стало тебя. Перестал, наверное, где-то на работу вышел. Там гасают его. Блять, вы что, все вопросы по кругу гоняете? Да, Где да. Вафа, где Криасан, где Прадик? Где Смотри, Вафа, где Криасан, где причем Прадик? человек 20 участвует в оркестре. Мгм. Ну, пятнаха. Да, и все так слажено. А прикинь, вот так вот с утра кто-то приходит с Бадуна с плохим настроением. Амелийский. Не, я не успел прочитать, что ты написал. Амелийский. Амельский. И говорит, я с этим пидором не буду говорить вместе в оркестре, пошел он Ну нахуй. да. И все. Там же тоже по кумовству, кто будет первая скрипка, там, кто будет где-то на фоне вообще. И не забухал. Есть ли взял. сингулярность в метро? Да. Есть места, пару мест есть. Даже в киевском. Ну это, кстати, так и загадка про этот литовский или какой там латвийский шахты, где время меняется, не знаю. Туннель. Ну да, кстати говоря, зачем подарили Лафе свинью? Ну, во-первых, потому что он сам просил. Ну как, не просил, он озвучивал так между строк. Он говорит, я бы мечтал вот свинку завести. А во-вторых, что ее же не то, что, блядь, принесли и сказали, сука, чтобы она была... Под сарай специально сказали, дядя, давай мы тебе поможем этот сарай починить. Вы, что Афон, надо. супер сусик, спасибо. А он говорит, спасибо. нет, не спешите, она будет здесь, а там разберемся. Мгм. Это ж типа все равно, что сказать, что человеку подарили это, ну, ножик перочинный. Смотри, например, вот, ну смотри, например, вот нож, смотри, давай, такой, блядь, тоже формулировка, вот, блядь, где она, сучка? Ты чё, сука, спиздили уже? Вот ножик, смотри, у меня есть ножик перочинный. Ну, просто перочинный ножик, типа, маленький такой, типа, понял? Вот подарили ножик человеку, ну что, беззакония нет, ну ножик. А он взял додик, вскрылся, и тебе говорят, ох ты долбоеб, нахуй ты ему подарил, ну ты дебил. Типа, я что, виноват, ебать. Это заставь дурака Богу молиться, он голову разобьет. Хуй сломает, дура. Ну такая формулировка, что типа, вы Так подарили. что мы не виноваты, что Афа спился? Ты же гонишь, не. А Он я бы, он бы без нас, без съемок, без тусовки, Уже б сдох у бы. себя бы там в селухе, дядя, к нему кроме нас вообще никто не приезжает практически. То ему бы, На блядь, хлебнике бы его, кстати, и задавили под наркотиками, мне кажется. Вполне себе. Ночью придушили бы одеялом. да его и первая травма еще прошлогодичная. Вот, ну реально, если бы вот это даже пластина 20 тысяч стоила, только изделие, плюс еще столько же работы по ней, лекарства на восстановление, нахождение в больнице и т.д. и т.п. Там под полтинник ушло. Вот, а вот попадает человек в эту ситуацию и нема у него финансов. Нихуя, срослось как срослось, блядь. Ну и отрезали Дина и Или на да, утюжках срослось, катайся. блядь, как у обезьяны, понял, и гуляй, типа. Блядь, Все. Как эти ходят, да, вот такие типы, вот так вот руки посрастались. Это снимают в папуасы, там, в племени. Ну вот где-то. я же я говорю папуасов. Балембы у них такие. За сторону круговорота слива у них крутится так же, как и у нас. Это все фейк. Просто зависит от стороны направления. Влево-вправо будет крутиться. Право-лево это все. Да, ради бога, ну это такое. Хай крутятся себе там. Слышите, я пока не побываю в Америке, я вообще не верю, что она существует. Да. Еще даже есть люди, которые говорят, что нет Луны, пока я на нее не смотрю. Она появляется только когда я на нее смотрю, как в GTA. Ты куда поворачиваешь персонажа, карта прорисовывается. А когда ты не ну, весь такой, ну, весь мир это все голограмма в нашей голове. Потому что, ну, вы знаете, что мы вот видим там красный, зеленый, а оно же в натуре другое. И там есть и ультрафиолетовые, и Корея Сон, рентгеновские. спасибо большое на теплом Излучение. слове, спасибо. Ася бы задушила лафу сиськой. Что? Пишет, Ася бы задушила лафу сиськами своими. Ну да. Так она и душила его. Да? Конечно. Чего ж бы нет. Она и меня пыталась задушить когда-то, когда мне было 20 лет. Она ходила голая, пыталась меня задушить. Но я так стеснялся тогда, капец. Я очень скромный был. Она мне и так терлась. Говорю, уйди, говорю, ты шо, говорю, фу.
Фу! Не, мне усы не нравятся вообще. Я их как раз 2 в 3 Я, дня кстати, вот сбриваю. усы тоже сбриваю, меня пиздец раздражают. Но написал вчера, знаешь, кто мне? Андрей Возный. Ага. Такой именно американский поджарый Ого. мужчина, такой смешной. В этом Америке живет. Вот у него классные усы, вот я себе тоже захотел. Ручно или то? Ну, у него разные формы, такие, Ага. как у дяди Джонни, такие. В Америке хуярит, все, блядь, приструнили его. Усы, что у ебаной лисы. Я такого не слышал еще. А, смотри, Можешь это показать колонки? Ну могу, тебе оно сильно надо. Цирк я тебе уродов покажу. смотрел. Так самое популярное в 19 веке было бородатая женщина. А, да, было такое. А потом, короче, какая-то европейская, типа, по правам человека запретила все эти движухи. Показываю колонки, человек полчаса в чате пишет. Вот такая колонка Свен. Вторая такая же, только с крутилочком громкости, трембла и баса. Колонкам 12 лет. Их динамики скушала Буба. Я нашел мастера, мне за 800 гривен новые динамики поставили. Нажиму я на реконструкцию, как тогда по чистку ставить. Вот это и была реконструкция, Не, считай. вот эти заделать. Оно не мешает. А Свен фирма, на удивление, на свое я выяснил, что уже вот это Буба днем сегодня отдыхает. О, ну вот это классика собачья, да. Вот это Буба днем сегодня отдыхает. А нам, кстати, камеру не прислали, да, высококачественную до сих пор. Кстати, а где она делась? А там... Где-то ехала и не доехала, да? Она делась там, где же... Она туда же попала, куда и зубы лафы. В сингулярность где-то. И Где-то кроссовки где-то застряла в сингулярности. И кроссовки пропали. Какие? С Алиэкспресс. 2 кроссовок кто-то вытащил. А, Стиму? Да. Да. Падаю. Мгм. Нет, я не умею играть на музыкальных инструментах. Я тренировался на гитаре. Так и не научился. Сольфеджіо вивчив, ноти повиучив. Богдан, дякую тобі, друже, за підписку. Да, дякую, спасибо. дорогой. Но так и не научился я играть. Павел, да, типа того, вот как ты написал, как-то так, да. А ну напишите в чате, друзья, кто в Киеве, интересно, живет? Вот кто в Киеве или кто в Украине и готов в Киев приехать? Хотите экскурсию, чтобы СУС сделал там раз в полгода вам? Вот выбрали там 10 человек, сделали уникальный поход в подземные коммуникации на там 5-6 часов, ну на целый день именно с СУСом провести. Насколько кому интересно было бы, вот мне интересно, я думал недавно. Баки, шоу ебаной собаки. Баки, что собаки. Класс. Да. Тимон, Напишите. поясни за Лансдейл. А где ты видел Лансдейл? Нет, так не то, что ты одеваешь, а просто за Лансдейл. Не понимаю. Хуйня я или нет? суть вопроса не понимаю. Хуйня Лансдейл или нет? Так там вопрос по-другому сейчас сформулирован. Не, ну говорят, поясни, нравится или нет. Я в Украине, Лансдейл, короче, в Плазме, вот на Петровке. Там магазин Лансдейл, я зашел, но мне показалось, что это абсолютное палево, а не Лансдейл. У меня штаны Лансдейл, которые я купил на секонде 8 лет назад. Вот то натуральный Лансдейл. И за это время штаны, короче, у меня каждый раз... Ты у меня в этом году О, почти спросил... 88. Ты у меня в этом году спросил, что это новые штаны. Ага. Они, там качество. А еще у меня Ральф Лорен или Ральф Лаурен, я не знаю, шорты секонд, да, тоже за 40 гривен. Короче, этим шортам 8 тоже где-то лет. И, короче, шорты тупо что новые, вообще идеальные. Я вам, блядь, в Андер Армуре, блядь, купил шорты, нахуй. 5000 гривен шорты, ну мне там сделали скидку 50%. За двушку я взял. Все, год, блядь, сука, все стерлось, резинки полопались, блядь. Лейблы эти резиновые отвалились, нахуй. Сус правый или левый? Нижний. Шаг назад, вперед, влево, вправо, шаг назад, вперед, влево, вправо, шаг назад, вперед, шаг назад, вперед, шаг назад. 40 гривен штаны. Мне Литвинов подарил 4 года назад. Ральф Лаурен кофту, пиздец. Она носится и носится, и носится, и носится. И не могу ее порвать никак целиком. Хорошая вещь. Константин Романов, спасибо. Я смотрел видео на ютубе. Мальчик сравнивает пианино по стоимости. И он сначала играет на дешевом, потом на дорогом. Ага. И он начинает с пианино за... Ну, это американец. С какого-то дешевого, а заканчивает пианином за $2 миллиона. Ого. И там самые дорогие пианино, им по 100 лет. Мгм. Они реконструированные, такие деревянные, прямо изумительные. Там звук очень сильно отличается. Это вот что касаемо скрипок, там вот этих всех. Класс. Кстати, Лувр, там уже не было продолжения истории, никого не Нет, нашли? там уже, короче, как и на Криосане. Такое, блядь, мандят.
уже и нейросеть, короче, уже YouTube-каналы снимают, строят роботов, картинки, знаешь, Как это подкладывают. было? Посмотрите, говорит, он зашел, разбил стекло, сел в мотоцикл в нейросеть, они на мотике. Гоу, 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 гоу! Орут именно, блядь, шо вы лепите? А нахуй? типы где-то в Таиланде уже гасятся, блядь, с С коктейлем. тетей дядей там. Да. 80 миллионов долларов, 88 миллионов, ебать! Это же какие деньжища, ёб твою, голова, закрой дверь, это ж капец. То можно 2 лафы купить себе. И 2 брони, прикинь. Ну, не так уже много. Тем 80 более, это миллионов? не одна на одного, да. Ну, блин. Ну, Dreamtown стоит 250. Миллионов? Это сейчас с войной он подешевел, стоил 400 до войны. 400 миллионов долларов. Так что, в принципе, ну, типа, у нас в Киеве есть люди, у которых проекты, типа, масштабнее. Поэтому, типа, блядь, Ну, ну, если... сколько для жизни надо? Ну, купить хату в Киеве, ну, А классно. зачем? Если у тебя есть 80 миллионов, зачем ее покупать? Ну, или снимать, Ну, короче. конечно, можно снимать самое блядь. дорогое арендное жилье. За 5 там пентхаус можно снимать. И 5 на жизнь, короче. Ну, я не знаю, ну там, блядь, просто... Это вообще, блядь, вот так вот, нахуй. Ну, у кого, конечно, какие запросы, кто там как... Не, понятно. Понятно, ну как... У меня размер М, наверное. Могу Ну, штаны разыграть. Мне не нравится, они, блядь... Стефану конфеты покупать каждый месяц, Лафе покупать. Как Каждый относишься день? к Фред Перри? Да, у меня есть Фред Перри с секонда. Там же 8 лепесточков с одной стороны и 8 с другой. Вы знали? А если Лансдейл вот так вот одеть пиджак, то будет НСДА буквы, как партия НСДАП немецкая. Это нам скинхеды рассказывали. Я недавно Лансдейл нашел, ой, Фред Перри на мусорке. Я его неделю поносил, но, сука, белый был балахон. И он за неделю пришел в негодность. В пятнах весь стал. Знаешь, я купил себе Лансдейл. Такой же надпись во всю грудь. Да. Как появилась идея создать канал? GPT-чат посоветовал. GPT сейчас, щи. А я, кстати, вспомнил, у меня был период, что я, короче, 2 раза покупал в магазин. О, Сап нижнє Сапсан. підкреслення, пан нижнє підкреслення, сай 50 гривень. Привіт. Було б цікаво провести з вами день. До речі, бачив Суса недавно в ТЦ. Где? нормально. ТЦ или дядька. ТЦК? Спасибо. Спасибо. Кстати, ТЦ, я говорил недавно, что работники ТЦК не говорят на себя ТЦК. Они стесняются очень сильно этого. ТЦК. Говорит, я пришел служить в ТЦ. Говорит, Может, да. ТЦ. В службу еще говорят. Скинхедов немало у нас практически. Либо они уже, ну, не та, это, ну, визуально не те скинхеды, что раньше. Очень мало их. Ви дуже классні блогери, дякую. Сумку мою я купил в магазине лет, блядь, 6 назад. Розігруй штани, говорить, давай. Ну, можно разыграть. Да. Но не всем они нужны. Что-то базарил, забыл, Есть еще короче. просто мало где. Да, мало где остаются. А помнишь, дядя, вот, сестры, девочки на скрипках играли? Вот в метро тусовались. Помнишь, такие сумасшедшие были? Плохо что-то помню. Я еще вот это Патагония, Припоминаю, что- короче. Я как бы это, ну такой, что я бы носил, вот самая идеальная футболка. Просто футболка типа без надписей, без нихуя. Вот это самое, без знаков отличий просто. У меня да, вот это, иногда эти надписи лучше бы их не было. Оно уже сейчас настолько все, что это Stone Island, блядь, настолько все уже, знаешь, попрано, блядь. Не, ну слушай, есть красивые. Вот есть, допустим, из всего самого богатого Гуччи очень красивая, потом жуки. Классные жуки. Джон Теголд 50 Джон Теголд. Привіт, удачного стріма. Чи не плануєте ви якось побувати в Кривому Розі? Там є багато закинутих шахтних комунікацій, недобудований метротрам та багато іншого, що може бути цікавим. Спасибо, Джон Голд, дякую велике. Ну, в Кривом Роге, ты понимаешь, очень суровые нравы, и там нету нормального, кто бы мог провести. Был Игорек Белов, но он уехал. А больше у нас там никого и нету, понимаешь? Вот и все. Как бы вот тебе и вся проблема. Константин Романов, здорово. А так бы, конечно, было бы и хорошо поехать, полазить, интересно. Я в метротраме так и не был. Это ж 2 в совке метротрама успели построить в Волгограде, бывший Сталинград, и нынешний вот Кривой Рог. Еще во Львове должны были построить, но так совок развалился, не успели. Уже был проект, уже начали копать, но так и не сделали. Много вырыли.
Нет, ствол только прокопали и начали 186 сантиметров. Начали проходку горизонтальную рыть, начали здание трескаться и все завернули. Закрыли правильно. Таденчик никуда не пропал, просто его так люди шматуют в комментариях, что мы сами растеряны, звать его или нет. Бо его под каждым видосом на запчасти разбирают. Да. Дима, добрый вечер всем, друзья мои. Слушай, где мерч можно купить? Пока на паузе мерч продажи. Это не мерч, это подарок от Полины мне на день рождения. Я пару лет просил, чтобы кто-то мне сделал, вот чисто с моей этой мордой. Мне очень нравится, эта картинка моя самая любимая, наверное. У меня Футурама один из любимых мультиков. Я его все сезоны посмотрел, половину в оригинале на английском. И Симпсоны тоже. Я, кстати, не смотрел. Кто-то рисовал вот эту картинку вообще? Можно? Мистер Браун Грин. Запорожье, то что? Да, там вот его подпись. Мистер Браун Грин. Ага. Очень крутая картинка. Интересно, за что он взял основу? Фотографию возле лансера, где ты сидишь с сигареткой А, с пивком это, да? Да, на гостинице Полли, вот там. Ага. Галсуки. Возле ГКК. Да? Да. А, это когда Ванта возили зашивать? Вот где-то там, да. Нормально. Привет, Сталина, брат. Спасибо, Таллин. Друзья, на связи с вами. Салам, Ривне. Да, я в Салам. Сталине служил. И Рики Морти тоже ебанутый. Но мне его сложно смотреть. Я не могу концентрироваться. Там такая быстрая смена. Рики Морти как в и Рики ТикТоке. Мартин. Рики Мартин в детстве, когда по телевизору Вива Давида Лока включали. Нравилось. Я вот так вот танцевал перед телевизором, все его повторял движение. До, сей, скватро, синкл, сей. Это оттуда? Ну, не знаю. Ну, это что-то Я недавно итальянское. вспоминал что-то эту фразу. Квадросей, квадросингл, сингл. Это же в Спринга, по-моему, где-то. Квадросингл, сингл, стрейт. Может. Ну, You это... know it. Удо сей, раз, два, три, типа. А это, может, какая-то вообще поговорка. Everybody say. Goma told me, baby. Ага. Вот Дима, это вот. помню, ты в одном из видео пел наизусть немецкую песню. Я дохуя Макс, немецкую спасибо. знаю. Макс 50 гривен, привыкли вы супер сусунята. Люблю вас смотреть, как там Котофей. Слышал он вока ОПЭ. Это правда. Исчез Котофей с эфиром, исчез наш маленький, кот ходит сам по себе. Дима, если бы тебе подогнали Непонятно, такие же штаны Умбра. Ты что, дядя, конечно бы носил, ты что, гонишь? Pretty fly, guys. Просто те штаны Умбра, они уже истлели. Реально, я их заносил до дыр. Они протерлись на сраке уже, блядь, как парусиновая тканюшечка такая тоненькая стала. И они тупо там уже, ну, все, их разодрал и выкинул. А такие Правильно штаны... съехать из Украины. Ты что, я бы такие штаны бы задорого бы купил. Новые, если в хорошем состоянии. Это вообще самые лучшие штаны по удобству, по дизайну, по стилю. Вообще, это вещь именно... Одна в топ-10 вещей, Реально. шмоток моей жизни входит. Хотя я не шмоточник. Віктор, нижнє підкреслення. Борис, дякую. 100 гривень, привіт. Сус, хто лафу довів до лікарні. Горилка. Горилка. О, 1488, стало. Дима, какой стиль ты предпочитаешь? Свободный. Быть собой просто и все. Да. А Доктор Хаус все еще не уходит. О, 584. Громов, какую обувь предпочитаешь? Кроксы. Обувь... Кроксы. Вот она. Ну, пробовал в кроксах бегать когда-то, кстати? Не, так только за бубой. Я плавать пробовал в них, короче, но всплывают, сука. Тяжело плавать. Я бы, если бы жил где-то в Таиланде, я бы кроссовки бы вообще бы, или где-то во Флориде, я бы не покупал даже кроссовки. Ну, только беговые там для Какие-нибудь тренировки. кроксы купить такие, знаешь, защищенные военные. 5 пар кроксов на разные случаи жизни, и все, это самая лучшая обувь в мире. Кроксы. Ну или спортивные какие-то кроссовки, такие беговые, типа спортивные, чтобы удобно было ноге. А все остальное там, туфли, бля, это пизда спине и всему остальному. Блядь, в метро. Я не помню, босиком бегали когда-то? Я бегал, когда, не буду говорить где. Ну, я там прямо не то чтобы бегал, но типа мини-вылазка была. Там, Когда на матрасе плыли? Да. Ну да, в трусах ходили по метро, а я не помню, что бежать именно босиком. Я уже вообще забыл, когда босиком последний раз ходил. В СЛО. В СКО, я понял. Нормально. Ско? Да. Что ско? Никнейм А. человека.
Если расскажите, слушай, ты был в Николаеве? Если да, я был неделю в Николаеве, пил водку, и через неделю понял, что я умру, и мне пришлось оттуда уезжать. И жрал селедку. Жрал селедку. И потом я приехал домой, оклемался и понял, что в Николаеве даже есть достопримечательности, памятники и красивый город. А я нихуя там не видел, кроме двора, спального района и подушки. У нас был в Киеве фирменный магазин Умбро, знаешь где завод Динамо, там торговый центр закрыли. Стать 100 Стать. гривен Ку. Подскажи, каким образом снимают сейчас контент в А кто же? Я не знаю, кто сейчас или снимает, я не видел. Ну, через военных только, через знакомых. Ну, сам никто не ходит туда, там все поминировано, нахуй, стрёмно. Ну, сейчас очень много, сейчас кто-то, подожди, кто-то выпустил откуда-то, блядь, с Арки, по-моему, кто-то выпустил. Официально. Вот этот тип, через которого мы Скелю находили. Мгм. Фридом чешон. И еще кто-то с телевидения. Ну, таких Стаец это как участник стаи имеется в виду? Вот, Или что другое? и ну сейчас не проблема попасть, просто вопрос кому туда попасть. Кто-то и в этом снимал, наверное, в Золотом коридоре. Вопрос же в том, как бы, что... А ты прикинь, какой-то миллиардер сейчас тоже может YouTube снимать, а его тупо никто не смотрит. И он выкладывает в интернете, а никто не смотрит. Да нет, такие типы нанимают себе продакшн. Ты думаешь? Ну, как правило, да. Платят рекламу и сразу все просмотры миллионы. Думаешь? Ну, я да. знаю пару кейсов таких, я не могу сейчас говорить в прямом эфире. Чё? Не хочу. В Америке вообще... Ну, мне кажется, это ситуация- нереально. В Ну, а Америке, как, если мне вот люди не рассказывали про американский YouTube. Они как Ага. бы, ну, типа ребята, которые именно там базируются, в Америке, в США. Ага. Если какие-то перспективные ребята, да, он реально какой-то делает интересный контент, их замечают модерацию YouTube, типа, пишут им личку, типа, ребята, вы типа, прикольно, нам нравится ваш контент, давайте сотрудничать. И, короче, типа, сразу их крутят, короче, вот так вот, понял? Нахуй. Открывают кран, типа, на полную, и у них сразу начинают С мочой. вот так вот, да, полностью Супер просмотры, это. миллионы Ну подписчиков да, это моментально. понятно, что в Америке. И ну, короче, ну, и получают процент хороший, это как, типа, Дима, топ-5 Да, фильмов. Ну так, пристегивайтесь. Пристегивайтесь, буду говорить топ-5 фильмов. Так, чтобы попсу, короче, вам очевидную, конечно, не втюхивать. Ну, «Собачье сердце». В трубу пойдем скоро, да. Говорили, что «Черное зеркало» сериал. Ага. «Интерстеллар». Ой, кстати, Интерстеллар у меня записан, никак не Візар посмотрел. Визар, 50 дякую. гривень. Чому така реакція на Денчика? Чим він так не «Нефть». подобається Фильм народу? «Нефть». Вони типу не розуміють, що в нього И присутні телесериал «Карточный домик». Нет, просто люди, большое количество скоплений людей, во-первых, действует как толпа, стадный инстинкт. Если как в школе, Ляля, одного- можешь мне, пожалуйста, со стиральной машины зеленый блокнот, пожалуйста, дать? если лоха начинает щемить, то вся толпа поддерживает. Вот, и тут же такая же самая реакция происходит. Зеленую книгу я не смотрел, кстати. гоняют, фу. Да, дядя, курит, я тебе говорю. Человек начинает проявлять слабинку, и его начинают просто нахуй сжимать и сдавливать, как говно, как букашку ебучую. Вот и все. Вот и Денчика продавливают, уничтожают как суку. Вот и все. Спрашивайте, почему. Я просто Потому фильмы что люди записываю, хотят убить хотят. но у меня один из блокнотов с записями Буба скушала. Да. «Снежное братство» фильм. Hello, motherfucker. Злой нижнє підкреслення Ебон 100 гривень. Злой Ебон, дякую. Роди знімає час. СЗО. Не, это, короче, старые у него нарезки, и это не сейчас. Опа. Не, я не знаю, может, пару раз и ездил официально, ну, я не знаю. Ну, кто-то говорил, что это старые у него. Ничего не скажу. «Тайна Коко» Hello, motherfucker. и «Душа» мультик. Ваймс 50 гривень для лафи. Я на английском Хай языке його смотрел. ножки ще мільйон кмій під землею пролазить. Да, Дай бог. дай бог. О, одновременно, да, сказали с тобой. Ну, хотя это распространенный ответ, это можно не... Тайна Коко и Душа. Английский изучал, смотрел. Прикольно вообще. Ну, еще, ну, это с детства я очень люблю «Король Лев» мультик. О. Именно первый, самый классический, первую часть. Ну, фильм «Нефть» очень А Звездные мощный. войны не смотрел? Я не смотрел, кстати, «Звездные войны». И «Властелин колец» я не смотрел. Да. Но я эту тематику не люблю такую. Ну, «Гарри Поттера» смотрел и читал. 2 раза всего «Гарри Поттера». Планируете ли на Новый год куда-то лезть? Ну...
Клип планируете снять прикольную тему пубертат? Дай бог что-то снимем, конечно. Димон Криосан в японской тюрьме сидит из-за нелегальной вылазки в Фукусиме. Да он не из-за того там сидит. Не, кстати, я не слышал. Расскажите, если что знаете. Там совсем другая ситуация, я вам сейчас расскажу, что происходит. Тут не так вы не знаете ничего. Да, тайна Серьезно? какое-то Что, так ебанутая. новая инфа вышла? Конечно. Планируете ли лезть перед Новым годом? Я люблю реализм. Социально-бытовой реализм. Я люблю фантастику и реализм, да. На Новый год в Одессу хочу поехать. Фильм «Начало», дядя, я раз 5 начинал смотреть, но что-то я не вывожу, короче, не знаю. Он у меня есть скачанный в охуенном качестве, но что-то тупо не могу я его, не знаю. Я уже на 20-й минуте, я уже теряюсь в сюжете. Что за фильм «Формула-1»? Я не смотрел, не знаю. Кролик Кролик Джо-Джо. Джо хороший фильм. Кролик это- Джо-Джо смотрел. Хороший? Привет с Бреста. О, привет. А точнее с Варшавы. А мы были в Бресте. И были в музее железнодорожных поездов в кабине, ливень пережидали, кефир белорусский пили. Сталкер Тарковского, короче, я смотрел, но он не заходит. Бойцовский клуб я 10 раз пытался смотреть. Я в детстве Чака Паланика перечитал вообще всего. Я 10 раз смотрел, 10 раз засыпал. И так и не досмотрел я его. В чем прикол? Так, пиздец, начинаем. Да, что-то, блядь, не по теме, короче, вот это начинается. Все, хочу. 3 раза уже по кругу идет. Кензадза офигенный фильм, просто потрясающий. Это именно вот реалии. Ты выдерживаешь его смотреть? или не знаю? Одержимость про барабанщика, ну Очень это классика. Я раз, наверное, 20 его пересмотрел. Да, Блин. не обсуждается. Мощно. Такое именно. С Уилл Смитом фильм вот этот, там где у него ребенок был. Напишите, это вообще ебанутое кино. Там где он риэлтором по недвижимости начал работать. Вот это фильм, блядь. «Малышка на миллион», хороший фильм. «Кишки», конечно, читал, там где в бассейне мальчик плавал, я знаю, да. «Платформа», дядя, 1-я, 2-я часть, просто это 2+ ставлю фильму. Я посмотрел 2 часть. 2-я, дядя, жестче 1-й, да? Психодел. Ну, конечно, окончания у них очень странные, они такие, знаешь, неоднозначные. Концовка, блядь, Концовки, что там непонятные. Как ты знаешь, очень максимально размыто, ничего не происходит. «В погоне за счастьем», да, вот это фильм лютый. Я Розетка. художественные фильмы Ладно. люблю. Розетка, блядь. Ну, «Матрицу» я наизусть знаю. Помнишь, мы смотрели? Я, дядя, в детстве «Матрицу» на VHS кассете, короче, вот так вот подряд смотрел целый день. Я сегодня Лешу видел. Я ее смотрю, Серьезно? она заканчивается, я кассету отматываю в начало еще раз. И так мама вечером приходит и говорит, ты какой раз смотришь? Я говорю, не знаю, там, 8-й. Я смотрел ту «Матрицу», ничего не понял. А вот Кинзадза, короче, понял раза, наверное, только с 10-го. До меня дошло, и то дали намек, о чем фильм вообще. Так, типа, ну, сюр и сюр, типа, похуй. А на самом деле это ужас, как бы, Советского Союза. Ну, «Паразиты», да, базару нема, хороший фильм. Паразиты. Это про метро, про Нью-Йоркское. Не-не, то там по-другому. Мутанты. Это про японскую прислугу там. Фильм «Крик». Ну, «Джон Уик» 1-я часть нормальная. Форсаж хороший, да. 7 жизней, да, хороший, да. Мы знакомы с Нишаном. Нет, не знакомы. Бодя, дякую. Водія 50 гривень, Влад Резнов стрім про Да, уже писали. в ЧЗО з Камрадом. Писали, да. Куб хороший фильм, мне очень нравится, 2 часть. Я не смотрел. Фильм ужасов. Где, типа, люди сажают в куб, и там, короче, ловушки. Они пытаются выбраться оттуда. Офигенный фильм. Стеклянный такой? Нет, куб не стеклянный. Он, типа, там, понял, там да, по периметру 28 кубов, типа, на 28, на 28 квадрат здоровый. И, типа, нужно, типа, выбираться. А там, типа, ловушки, их на них мочат постоянно. Вот, 3 части у него. 1+1 что-то знакомое, но я не помню. Прямо игра в кальмара. Куб? Ну, почти. Терминатор. Терминатор, блядь. На Дэнди, дядя, конечно, играли, ты шо? Да вы шо, блядь, ну шо, мне слово криосан сейчас забанить, или два- что, да два- вы заебетесь с этим криосаном. Я забаню в натуре криосан, вообще не будет это слово. Ну это ж проходить. сил нема уже никаких, вам шо, блядь. Криосан. Борат, ну да, Борат смотрели, ну это глупость. Ну, такое, да, типа, в детстве, это как Евротур, типа. Зеленая миля, кстати, да, прикольно.
Заходите на этот на сайт IMDb, короче, как он, IMDb, что-то такое. Что такое? Ну, это типа мировой рейтинг самых популярных фильмов по зрительским отзывам. Типа там есть IMDb 200, IMDb 100, короче, и смотрите, там, в принципе, там просто, ну, все шедевры сплошные. И вот половину из того, что назвали, оно Черный там... двор. Эффект бабочки, это да, олдскульная тема. О, эффект бабочки. Старикам тут не место, да, базару нема, это классно. Молчание ягнят. Джонни Мнемоник. True Detective, дядя, ну это классика, ты что, дни как потерянные псы. Эффект бабочки. Как этот фильм назывался про то, что события сбывались? Автострада 60? Нет. Ну, Автострада 60 охуенный, я не спорю. Очень классный. Про то, когда бревна упали. Пункт назначения. Буду значение, да. Тоже классный. Там вот раньше делали. это два актера, Девон Сава и Вувал Сава. И Девон Сава играл в клипе Eminem Стэн, а Вувал Сава играл главной роли в фильме «Пункт А назначения». где Эминем есть? Я не знаю. Есть, но он уже взрослый. Ему уже 50 за полтинник. А, ну только немного. Он такой уже, Есть короче. «Молчание ягнят» фильм про чувака-маньяка, который толстых женщин ловил и с них шубы шил. Ну, это первой части было. А есть «Молчание ветчины» потом. Второй фильм придумали. Серьезно? Еще было, я знаю, что вы делали прошлым летом. Я не знаю. Не знаете такого? И есть еще «Дети кукурузы» и «Помидоры убийцы» есть. Ну, помидоры восстали против людей, а потом кукуруза восстала. И ужастики американские. Ну, зеленая, у Стивена Кинга несколько десятков экранизаций. И типа, я его Стивена Кинга в детстве Буба спит уже. Вон, перечитал, блядь. Я «Оно» в 13 лет прочитал 2 части. «Темную башню» я всю прочитал. А еще мороженщик вспомнилось. Тип на мороженой машине ездил, раздавал детям мороженое. А потом оказывается, что он детей ловил, переслушивал, на такой кофемолке Ё-моё. перекручивал, добавлял мороженое и другим детям давал мороженое. И кто-то вызнал это и говорит, блядь, мороженщик едет, прячемся нахуй. Вот детей сейчас поест. А, «Голяк» это это мальчик, что снял этот фильм. Как «Большой куш». «Джиперс Крипер» я не смотрел, кстати, не знаю. Ну, кстати, хорошая тема, на самом деле. А «Кабельщик». Кабельщик. Мерч анимашнс. Только видео поздравления есть. Экскурсии заказывать не индивидуально, если хотите. Вот. Да, «Темная башня», это что, когда там собака, короче, это крякнула, я так рыдал. Прикольная сцена с жирным От кабаном. книжки. А что, кстати, у нас клуб «Помадка» есть еще? Нет, нема уже давно. Закрыли? Уже лет 10 его как нету. А. У нас вообще как-то эта движуха, короче, не очень затеялась. Что матросская тишина, что помада. Еще какой-то был. Ничего, закрылось все нахуй. О, «Дом, который построил Джек, ебанутая». Я помню, у меня книжка в детстве в серванте стояла. Которую я за детство ни разу не открыл даже. Как Аркадий Гайдар, целый набор. Ну 12 еще не для каждого, очень специфический, но мне очень нравится «Человек-слон». Вот я рассказывал. Это с Энтони Хопкинсом в главной роли. Вот Хопкинс прикольный актер, кстати, очень интересный такой. «Метро 2033» я читал, в детстве читал. Я в детстве читал это, знаешь что? Как это же называлось, блядь? «Ночной дозор», короче. Это он же написал или это другой кто-то? А, кстати, я не знаю. «Ночной дозор» и «Дневной дозор», там вот это. Я не знаю, даже «Ночной дозор» я только фильм смотрел. Ну это экранизация. А, Фильм прикольный. «Джентльмены» такое, что мне не очень. «Ходячие мертвецы». «Один дома», самый лучший фильм в мире. Вот это бы я, кстати, пересмотрел бы. На Рождество здесь пересмотреть будет. Город Эмбер видел? Как? Город Эмбер. «Город сказка», «Город Подожди, мечта». откуда это? Не видел город Эмбер? Мы с тобой, по-моему, смотрели. Я это они Да, вообще помнишь, в компьютере не Вы смотрели, играю. да? Про феминисток? Нет. Про феминисток это секс-миссия. Офигенно, скажи. Да. Поясни за Точно. шмот. Футболка однотонная, чтобы не выделяться, чтобы ебало не набили. Йоган Степанович 50 гривень, як вам фільм, карти, деньги, 2 ствола. Ну шикарно, ти Фільм шо? казав батя в дитинстві, тепер він. О, ты шо? Это же оно, ого. Это классика, знаешь, которая должна быть у каждого как дважды два. Видеокассета. Как таблица умножения. Константин Хабенский, «Ночной дозор». Бразилия, 85-й год. О, что-то знакомое очень.
Хотя «Острые козырьки» я не смотрел, кстати, вот сейчас я запишу давно. Я все хочу «Устрашающая Азия» вот это посмотреть, или как он называется? Ой, ну это Шокирующая. такой... Оно документальное? Да, это чисто документальная съемка. Культяпка, говорит. Антихрист, Варсофон. Не знаю. Джо Блэк. Блять, вот эти старые фильмы до 2000 года, они, наверное, все охуенные, мне кажется. А этот... Бля, братва, когда в Припять? Да, ну хуй его знает. От заката до рассвета, помнишь, да? От заката до отката потом вышел, да. Да. Пубертат побачив світ. Кабельчик. А что там кабельчик, интересно? Не знаю, посмотри, что за фильм. Что там, кабеля? Почем бенз в Киеве? 60 гривен. $1,5. Дядя бензин. Уже как в Европе стал. И тетя Дизель. Зеленый слоник. Нет, не смотрел, это ужас. Я Светланы Да, Басковой я все об этом фильмы слышал. по 10 раз смотрел. У него 5 фильмов всего. Солнцестояние. Э, Пострелка? Голова, Не, я ж тут смотрю. 5 бутылок водки, Моцарт, Всех. Зеленый слоник и Коки бегущий доктор. Во все тяжкий сериал. Я не смотрел. Кстати, ну, очень стоящий. Я там не советовали, сейчас запишу. Я 2 раза его пересматривал. На Кумаре? Не знаю, не смотрел, что такое на Кумаре. Как ты сказал, нас называется? Во все тяжкие. А. Ой, кто-то недавно советовал мне. Я смотрел «Пригоды Малкольма». А, дядя, я сейчас, короче, скачал, уже 2-й сезон смотрю. Ну, правда, полгода это длится, бо редко смотрю. «Скользящие». Скользящие тоже бы посмотреть надо. На украинском оно переводилось как «Слит крізь час», а в оригинале «Слайдерс». Буба пришла. Проснулась. Где ты была, тетя Буба? Где ты была, моя тетя Буба? Кабельщик, американская черная комедия с Джимом Керри в главной роли. О, я не смотрел, кстати. Интересно. А, ну вон, смотри. Ага. Какой-то электрик больше, а не кабельщик, наверное, был бы. Да. Офигеть. Ну да. Кочегары. Ну вот, конечно, когда молодой Джим Керри, это сильная штука была. Пригоды Бубу Джеки покормить, говорит, не пора еще. Чана. Не. А сколько ты, 10 кормишь? Ну, после прогулки. А, ты же гулять потом. Ворон фильм. О, Ворон, да, Месник. О, был Омен еще фильм. Брюс Ли. Ксена Воин, принцесса, помнишь? Да. Что там еще было? Какая-то еще была принцесса. Парфюмер. Парфюмер, ну это Эйс Пауло Коэльо, Вентура. это книга классная. А еще нормально это «Воспитание Аризоны» с Фрэнсис Макдорманд. Парфюмер. Знаешь? Нет. Вот это дядя вообще классный. Достучаться до небес, надо тоже пересмотреть. Ну так такое, я не Вот знаю. это я тему, говорит, завел. Ну да. У Геркулес, да, вспомнил. Эй, Арнольд, эти Суспирия. пригоды, эти, невгамовні. Чаки. Хуяки. Что за Чаки? Ну, из Невгомовни там Чаки главное назвали. Баффи, вынищувачка вампиров. Да, мне всегда интересно, чтобы она разделась. Джуманджи фильм был такой. Такой по жизни, как в наших видео. Камрад такой же по жизни, как в ваших видео. Ну да. Голова ластик, но Дэвида Линча я не очень, мне вообще он не Мария заходит. сериал был. Просто Мария, Санцепек. Оги Кукарач. Ой, Кукарачи, да. Пошло-поехало, блядь, уже тарабаня все подряд. Американская история Икс, блядь. Ромпер Стомпер, кстати, один из самых любимых фильмов вообще, короче, я их обожаю просто. Потрясающее кино. Дотянуться до небес, я, кстати, не знаю такого. А, тут ж- это Сучасне на- рокове життя. Rock Нет, was пишут, more что than это. life. Дотянуться Rock до was небес. more than life. Снять с Вафой, дотянуться до небес. На реальных событиях. Достучаться, дотянуться. Пишут, что Вафе уже прогулы ставят на том свете. говорит. А, злюки бобры, конечно. Я, кстати, недавно пытался пересматривать, что Angry это уже не то. Beavers. Не то. Злюки, невеста Чаки. Ну, Форест Гамп, базар. Миколина погода, да. О, блядь. Сумерки Сага. Бесстыжие. Голяк. Хлопцы зі стволами. Воздушная тюрьма. Кстати, я не знаю, сейчас не снимают уже, наверное, сериалы про современную войну. Есть уже? Сейчас они в кино фильмы полнометражные снимают. Вот сейчас у нас совместно с Америкой какой-то фильм мы сделали такой типа качественный. Да, штаны я зашил, все вообще четко. Именно я сделал внутренний шов внутри. Ричи Чонг, останній фільм. Вот Нового снаружи. хода.
То есть снаружи вы... Как за солнцем прекрасен. Вот этот шов снаружи. Это вот это я зашил, вот шов идет, это что я зашил, короче. Ну, для домашних штанов чисто. НВО смотрели? Да, я пересмотрел Чернобыль НВО, классный фильм. HBO вот это? Мгм. А, это, конечно, мощно Хорошо сделали, в Киеве снимали, видишь. Goodbye Russia недавно выходил фильм. Мадзяки. Хаяо Мадзяки. Не смотрел. Да, теперь буду аккуратно одевать. ВСКО. ВСКО. 13 тысяч нас подписчиков сейчас смотрит, друзья, в эфире. 30 тысяч просмотров сегодня. Вот, спасибо большое всем. Когда следующий стрим? Ну, наверное, в следующей неделе сделаем. Что? А, Волк с Уолл-стрит. Ну, нормально, базару нема. Супер Сися, когда следующий стрим? Ага. Сися. А что, кстати, вот это с YouTube канала Мопс Дядя Пес эти... Сиська? Да. Живой. Он же не снимается? А как кто его снимать будет? Что вы там интересно думаете? О, звой ебун, спасибо. Твої нижні підкреслення Евон 100 гривень на доснять фільм. Достучаться до Вафы в натуре. Я запишу, я даже не знаю, что такое достучаться до небес. Ну ты что, про двух этих вот типов, у которого одного рак чего-то был, у второго рак мозга, которые на море хотели поехать всю жизнь. Не, я что-то мимо меня прошло, либо забыл. Злой ебун, я заценим, спасибо. На небе, говорит, то и разговоров только о море. А, еще нормальный ловец снов, мультик. Кровью и потом анаболики. А кто-то писал недавно, короче, кто-то рассказывал, что есть подписчик где-то в Швейцарии, короче, и он всю свою жизнь посвятил, короче, изучению мозга и занимается сейчас разработками, короче, сонный вопрос сна. Подписчик. Ага. Очень интересно было бы там что-то поснимать, было бы про сны. Чтобы или собачий сон записать, или свой сон какой-то, прикинь, записать как-то. Сон, прикинь, было бы интересно, но я думаю, это невозможно. Почему? Ну, нужно прикинь, какая в нейросеть нужно именно так вот внедриться, чтобы записать. Какие-то нейротоксины подключаются к мозгу, какие-то присосочки, я думаю, Нет, что... пока невозможно. Сися вышел с тюрьмы, щадила на стриме говорила. А я даже не знал, что он в тюрьму Я садится. тоже не знал. Глубокая норка. Ха! А, Иисус в Днепр когда? Зимой. А что зимой? В Днепр. А почему зимой? Ну, чтобы не холодно было. Штефан, говорят, поясни за шмот. Ладно. Алексей, 50 расскажи про гривен Кресана. на Насколько он сумму. сел? Никто не знает, друзья. Не было суда еще. Непонятно. Пупка. Видишь, как мы заставляем людей работать? Еще третий час уже играют, они устали. Да. Хуярят и хуярят, потому что заставляем. Назад отмотал, сука. Пой, блядь! Танцуй, Еще были сука. вообще нормальный фильм с Микки Рурком. Цыпочки бедные. Бойцовская рыбка. И еще нормальный с Джонни Деппом «Девятые врата». Дядя Бивис и Батхед я на видеокассетах смотрел в Пишут, 2006 что дело в году. Испании в состоянии какой-то больницы с катетером. Не знаю. Дёрти Узи. Вы в курсе, кто это? У вас во влогах все-таки Дёрти Узи. Об этом думаете? Что? Ничего не понял. Вы в курсе, кто это? Ничего не понял. У вас в влоге все-таки Дёрти Узи. Ничего не понял. Это что значит? На «Звездном кукушке» мне не понравилось. Я полфильма посмотрел. Книжку не читал ты? Не. А, шоу Трумана, ну это классика, это по типу «Матрицы». То есть метафорически рассказывается вам и нам, через творческих людей, через режиссеров, как все это устроено. Это же палата номер 6. Правильно, гнездо кукушки. А, Face Off без лица, ты шо? Николас Кейдж и Джон Траволта, как ты шо гонишь? А еще Скеля, Скала, Джон Траволта, Шон Коннери и Николас Кейдж. О, Кен Кизи вспомнил. Вот. Пролетаем гнездо. А, то я читал в детстве. Очень крутое. Потом же палату номер 6 сняли. И еще что-то. По «Пролетая над гнездом кукушки» в 2000-х сняли фильм. Называется «Я». Про воспоминания, типа как в дурке сидел от наркотиков. Очень крутое кино. Если любишь артхаус, очень классный фильм «Я». Хороший. Я? А, я помню. Про это там Тренти малой обожался, помнишь, в этом Да, и в машине бабочек. начал и птичку.
Ну, это про наше детство именно такое, как пиво в банках, клей, короче, и все такое. Я, да, такой фильм. Жестко отхавал. А, я легенда, ну нормальная. Базара не Я пропаганда, да. Кукушка это сушь. Точно, кукушка. Дядя Куку и тетя Кровавый Куку. четверг, ну да. Мосик в деле, ну да. Что сейчас? На игле. Ну, на игле это классика. Я всю книжку хотел перечитать, так и не перечитал, кстати. На игле это очень хороший, конечно, фильм. Но сейчас это смотреть... Дядя, универсальный солдат, ты шо, это классика детства. Жан-Клод Ван Дам и Дольф Лундгрен. Так, кто-то написал «Мгла». Тоже очень крутой фильм со смыслом. Особенно окончательно. Что там Шафа говорит? Лафа, Шафа, А, блядь. Шафа. Ой. Ну это Т9 или вот этот автоисправление. Асса тоже хороший. Охотники на ведьм я не смотрел, не знаю. Аврора, Я Асса. Ведьмака, вот Аврора, мне посоветовали Синий перечитать Фимас. Ведьмака весь цикл. Аврора. О, Конец каникул в Киеве снимали, и на тарелку, куда мы лазили. Цоя. Аса частично, там что-то в Киеве снимали. Вообще, да, с Цоем прикольные штуки. Ялте его дальше снимали Аса, она в основном. А я вот не знаю. Да, я 100%. Ну вот этот вот конец каникул, они же на этом, на Сталинском туннеле играют. Да? Да. А это я не видел. На Косакарках. И на тарелку, где мы лазили, в универе. Цой подавился мацой. Ну да. Я такого не слышал. Fallout. А у нас что, стену Цоя уничтожили? Нет, есть. Фильм «Я шалава». Не, ну доспехи бога базару нема, классика. Джеки Чан, «Доспехи Бога», да. Крепкий Олежек. Крепкий Олежек пишут. Нормально. И между строк, а что с Уфой? А где Криосан? Герберт Уэллс не читал. Пацаны, где Криосан? Иди и смотри, говорит. Так, ты обещал рассказать историю про Кирасана, если можно. Какую? Ну, Да какую? не, я шучу, ну куда? А, Нам ухо не надо кому. А ну думаешь, интересно кому-то? Интересно не, ну, поспать? если можно. Я... Карпов сериал, не знаю. Блядь. Не, ну никому не надо. Да. О, побег из Шоушенга, да. Тоже детство. Крашенка. Вчера под мостом повесили Гитлера с хвостом. Это в детстве было. Внимание, внимание. Вчера Ну, под мостом. говорит нашли- Германия. Вчера под мостом нашли там типа с хвостом. Любое имя подставляется и все. А еще в детстве говорили жир поп, сатана, 3 удара и хана. Говорили так? Да, конечно. И это было. God God from hell. 50 гривень поддержки. God Спасибо. from hell. Спасибо, дядька, спасибо. Поворот не туда. О, это про этого, про нашего. А я не смотрел его. Не, это... Типичный американский такой, блядь, ужастик, знаешь, Это стандартный. где саундтрек Рамштайн, Саундтрек не помню, давно очень смотрел, но Духаст, возможно. оттуда. Ну, типа, знаешь, такой типичный американский стандартный ужастик, именно попкорн. Это про нашего товарища, которого в бане приняли. Поворот не туда, я просто водитель. Там, типа, эти монстры в лесу живут, насилуют там, этих всех туристов, убивают их, сжигают, Да. мучают их. Поворот не туда. Я робот. О. Шоу Турмана. Саундтрек Рамштайн. Духас Вячеславович. Уже пошло, блядь, поехал. 3 икса, блядь. Форест Гамп. Загадочная история Бенджамина Бантона, да. Давно уже и стримите то. Давно уже стримите то? Колобок повесился. Все, блядь. Не кушай ногти, червяки поселятся. Да, за гранью. Почему ты в кепке в помещении? Чтоб тебе было о чем думать. Сейчас, друзья, уже нету таких принципов. Да, уже типа нормально. Уже нету женщина, мужчина, уже поебать всем. Уже все сравнялось. Любите шаурму? Я, да, люблю, но шаурму сейчас найди еще в Киеве хорошую. Дёрти Узи — это про деньги за телефон, который у меня мусора забрали. А, в натуре, я не знал, кстати. Нормально. Не пали контору, ну зачем ты выносишь, ну, вещи, ну, зачем это все подряд лепить Пацаны, в интернет? куда Эверест? В натуре, я не пойму, что ты хочешь этим сказать? Криминальное чтиво, бешеные псы. Лицо со шрамом. Кстати, заметьте, только один цой. Scarface. Советских фильмов вообще никто не вспоминает. Ну, я же первое, что назвал, я назвал «Собачье сердце». А, я думал, ты книжку говорил. Не, книжку ты не читал. Я Интерстеллар. «Белую гвардию» не читал. Интерстеллар. Он же 3-часовой. Я никак не посмотрю, у меня записано. «Побег из Притории» даже не слышал такого. Терминатор. Буба,
Что ты? Как любишь. Набегалась? Собачка. Нет, когда на копа нет. Недавно тоже обсуждали, друзья, вот видите, на одной волне мы с вами, подписчики, тоже хотим что-то подснять, покопать, полазить где-то. Но надо место хорошее. Добрі хлопці, ускладнюємо челендж. Як ви відноситесь до молитов? Давайте послухаємо Псалом 50. Давайте послухаємо Давай псалом попробуем. номер 50. Послушай, ну чтобы это сейчас не было богохульством на фоне нас. Сейчас еще напишут жалобу, что мы и церковь это портим. Как что? Да? Ну давай глянем, что там, если ничего такого, то можно попробовать. Сейчас напишут, что богохульствуете. И будет. Жека, один дякую. Євросус, розкажи, де тебе було очень стрімно на вилазки. Моє любе моє, де ти Димон Да, Лесик это через классика. Москву Ювент. Шахту, а потом еще поки А, пішли это нормально. стіни вверх. Ты говорил, что еще пальцы смертельной хваткой вцепились в цеглу. Это был вроде... А ну слушай, это на вылазках часто бывает такое дело, когда за сетку вот так вот держишься, и даже в трубе смерти такой момент и был. Я там чуть брюхо себе не распорол об эти рваные металлические короба воздушные. А ты прикинь, этот же короб мог оторваться, по которому мы лезли. От двоих нас или троих. Могли бы гэпнуться вместе с Я ним. не знаю, он там частично внутри стены проложен. Но все равно он же соединен между собой такими штучками. Там могло столько всего произойти, что я и это... Что ж в фильм «Побег» Крейсона из тюрьмы. Ну да. Как ты думаешь, если в тюрьме вот сел бы... Думал бы о побеге, сделал бы, попробовал бы? Интересно. Задумался когда-то, вот съебался бы с тюрьмы или нет? Да, другой вопрос, что не технически осуществить побег, а что ты будешь делать дальше. Не скрываться. Ну а так где, как? Вот это другой разговор. Hello, motherfucker. Царь Олег. Цей Олег 50 гривень достучиться до небес, можна снять аналог Еслафи. Двоє молодих людей зустрічаються. А, все, я понял, что за фильм. Там взрослые мужчины, да? Да, да. Познайомившись один з одним, вони діляться своїми діагнозами і розуміють, що жити їм залишилося недовго. І тут випадково вони виявляють у себе в тумбочці пляшку текіли. Розпивши її, вони вирішують втекти. Так, кто будет сниматься в главном? Ну, Лафа и его этот сокамерник в больнице. Вот тут дядька? В соседней палате, ну, в соседней кровати. И решили последний раз мэкнуть. Ну, так Лафа уже как бы ожил, он уже мороженка лискает, уже очень так активно, уже палату развлекает, танцует. И он мне звонил сегодня днем и говорит, наверное, буду бежать, говорит. А, да, он говорит, уже надо типа бежать, короче. Хотя типа неделю умолял, чтобы типа положили куда-то. Просто он же понимает, что как бы, блядь, закончится тем, что его, я же говорю, ты в начале стрима говорил, что закончится тем, что его каждая больница будет видеть и говорить, это ты опять, а ну нахуй отсюда пошел. Ну, то есть Васильков уже для него закрыт. Сейчас он эту больницу за себя закроет, 18-ю закроет, и потом еще вот там, вот в Октябрьской закроет, и все, и куда он пойдет? Только в частную, этого В надо, не малого. Там, блядь, в этой, сука, сосуд, что я ебу. Ну да, любят и умеют сосать. 32 тысячи подписчиков сегодня прошло через нас. Спасибо большое, друзья. Побег из притории я запишу. Интересно. Сосыте, говорит. Да, спасибо, Антон Садников, спасибо большое. Терминатор, конечно. Я все тоже не пересмотрю. Потом скажет, в Израиль меня везите. Ну, в натуре, да. Да. Ой, бля. Я уже полгода смотрю «Карточный домик». Сейчас на середине второго сезона. Наглеваху его, наглеваху. Не грози печени, попивая коньяк у Лафы в палате. Блять, это же шедевр, это пиздец. Ой-ой-ой. И вот сколько, знаешь, ты даже Пидоревянского переслушаешь там советские типа разговоры про палаты, типа, блядь, да я в починке лечусь, ну давай водку доставай, пока санитариум нема, давай выпьем. Это пиздец. Проект «Увечье» я не... Ну, я на пару песен, может, слышал, но я да не знаком. Я очень много знаю, кто-то алкоголизма лечится, кому печень и пизда. Говорит, блядь, короче, я от алкоголизма тут лечусь, говорит, ну так хочется, давай, говорит, закажи мне. И через веревочку, через окно, блядь, поднимают и хуярят. Говорит, нахуй, ну мне надо вот это лечение, слышишь, блядь, говорит, но мне в хуй не вперлось. Я бухать, сука, хочу, говорит, а не лежать тут. Мне рок-н-ролл хочется. Ай, блядь. Ух ты, какая. Пивунья. Пивунья. Ебать, как оно жужжит у тебя вода, ебучка.
Это там бежит за стеной, это не моя вода. Я бы спал бы так даже, блядь, я не знаю. Это даже не Да, моя. привык вода. уже. Так он помоется, она сейчас выключится. Я думал, постоянно циркулирует. Не-не-не, это моется именно тип. Ого, этот, вот тот батюшка с Черкас. Кстати, да. О, слышишь, может с комрадом поехать в Черкасы к батюшке, к этому попробовать покопать с ним где-то. А он копатель или там? Копатель. Да можно. Вообще интересный тип, прикольный. А он будет сниматься. Думаю, да, надо спросить. Если его еще не мобилизировали. Недавно узнал, Садыба в армии забрали уже такие. Изявскую Садыба. Ну, что бухал в гараже. Хортика Садыба? Да. Я Уже понял. полгода как в армии. Какой жанр музыки предпочитаете? Рэп Сидел на ДВРЗ там неделю. и классическую? О. И ему Саша, этот, караульный, говорит, так, ну что тебе, братан, говорит, там подогреть как-то, тапочки, говорит, еды, может, какой-то, ну что тебе принести, штанишки, говорит, игру какие-то, книжечки, говорит, еще что-то. Говорит, что тебе принести, дорогой? Говорит, ты что, блядь, больной, говорит, или что? Можно закрыть его, видишь? Говорит, что я больной, говорит. Говорит, ты что, блядь, не знаешь, что мне надо, говорит, или что, говорит. Ты как маленький, говорит, какие тапочки, говорит, какие бутерброды, говорит, какая еда, говорит. Ты прекрасно понимаешь, Горилку. о чем я говорю, говорит, что ты мне, говорит, блядь, тапочки с бутербродиками, говорит, нахуй они мне надо, говорит. Принеси то, что надо. Пляшечку. Да. И все. Поэтому как бы так. Ну, вот какие. Стараются. Вот это у Лафы батя в таком оркестре. Ну, он на виолончели, по-моему, или на контрабасе, ну, что-то такое. Прикольно. Где-то в Европе играет. Один из самых сложных инструментов это аккордеон. Аккордеон, серьезно? Что-то даже никогда не Кнопочки пробовал. эти. А я у меня в детстве висел на стене, я пытался брыкать ему. Аккордеон с кнопочками и с клавиатурой. Да, Квадрат. да, А да. баян просто с кнопочками с двух Да, сторон. да, вот аккордеон там технически... А есть электробаяны, электроаккордеоны. Прикинь, это же такая экзотика, опять встретить. Вот это Веталь, который в Бурсе со мной учился, он на баяне. Я не знаю, играет или нет, но он учился на О, баян. красава. Может, как-то Мне его так попробовать. баян нравится, чисто. А, кстати, играли, а сейчас, ну, раньше играли в подземных переходах. Помнишь, когда На цыгане барахолке. с такими маленькими ходили? Да. Очень такие Я помню, гармошки. помнишь, когда на барахолке ходили деды, там 3-4 деда ходили, мини-оркестр, и по барахолке ходили, играли. Я помню, что, короче, утром в 6 утра началось, где-то их человек 5, и где-то, наверное, к 11 плюс-минус, может, к 12, они чуть-чуть, короче, поторговали, и к 12 чик-чик-чик, и не собирали деньги, а просто шли по рынку и не башили. Ну, деды эти. А, да. Музыку давали. Говорит, грай музыку, грай! Губная гармошка, да, загубная. Макса Руда, да. Все четко везде. Дима, кого из исполнителей слушаешь? Бьорк и Бабангиду. Ну, кстати, вот, а чем она закончилась, я не помню, эпопея с одесской барахолкой. Ничем, мы там просто погуляли, сняли 5 сторис и все. Но она очень колоритная, она отличается. от Поторговать киевской. пойти там, я не помню, что-то то ли агрессивно как-то к нам отнеслись. Не, мы как, ну... Пойти там поторговать как-то. Ну там она более хлесткая, чем киевская, более дерзкая. И там был такой уклон, что там больше молодых, чем в Киеве. Палец в рот не клади там. всё. Таких больше матерых. Сейчас бы хорошо смотрелся с Вальторной. Ну да. Борода у Димы. Борода у Димы тоже с барахолки. Не, с OLX. Здорово, у вас там остались контакты с Щадио? И общаетесь с ним? Ну есть номер телефона, но я и 2 года назад, в 23-м уже созванивались. Бабангида, жму руку. Как там успехи с боксом, говорят? У кого? У тебя. Никак. Успехов нема. По соображениям УФы. Свайлберрис. Что? Сбор открыли. На поддержку штанов канала Суперсус. Где сгущенку прячет Чернигов? Координаты скажи. Да. Сгущенка хорошая, черниговская. Ну что, кто спонсорство оформил? Удалось найти серию с первой хаты Лафы? Харе пиздеть, говорит, идите спать. Ну сейчас посидим 10 минут и пойдем. Сейчас пойдем, друзья.
Да, типа пиздеть. Бо завтра света не будет, хуй выйдем опять. Кстати, хорошо, что да, что мы без отключений четко сидим вообще. Что Вы же поймите, что сейчас зима начнется, и хуй знает, что завтра может быть. Завтра может не быть во всей Украине интернета полностью, и может не быть света. И вы же постоянно просите, а когда стрим? А когда стрим? А когда стрим? Блять, вот когда стрим? Вот он и стрим. Блять, я уже читаю, короче, уже все попаяло нахуй. Да. А який процент, що Офі ноги відріжуть? А я вже читаю, а коли Офі ноги відріжуть? Ну, это хуёвые комментарии. Никогда. Их не ответят. Никогда, друзья, никогда. Оторвут нахуй вот так вот руками, да и все. Привет группе веселые налогоплательщики. Спасибо большое, Ян. Привет. Дай бог, чтобы у Офы все было хорошо. Потому что с Офой у меня еще есть планы, как бы. Дядя Еще Буба! хочу полазить и по дотам, и везде. Дядя Буба! Потому что если Вафа будет на этом, блядь, с утюжками, это будет пизда. Долго он там не протянет в этой хате. Через хабар перецепится и пиздец ему там будет. Видел Лафу только что бухает в Америке в пабе. Ха! В другой квантовой вселенной, прикинь. Да. Такой именно. Я вот не могу миллионер, понять, да? я вот пытался по фоткам отследить. Я же его знаю где-то с 2002-2003 года, этого Лафу. И я что-то он у меня в лице запомнился такой, как он сейчас, плюс-минус. О, давай это, слышишь? Фотки. Да, можем как раз 10 минут фотки посмотреть, Давай, короче. Мне нужно сесть это настроить. Я Как раз Саня Давай. расскажет, потому что я И там... мне очень интересно, А ну-ка, потому что... Нет, куда угодно. А ну, Потому вы что- все убежали, садись на кресло. Потому что... Садись на Вот кресло, я интересно, когда настрою. Вафа переключился на вот этот вот старческий режим уже. Потому что все фотки, которые я старые смотрю, я его не узнаю. Я его не помню, друзья, таким. Я помню, что он всегда уже такой староват был. Бурбон, дякую тобі, друже. Місця на лівому березі Києва в плані вилазок. Що? Є цікаві місця на лівому березі в плані вилазок. Харківський масив, из-за него туда пески пойти погулять, там классно. Бортничи, классно. Славутич дальше заходишь, там берега, классно. Выдубичи, классно. Да, ну много всего. А, ну левый берег ты говоришь. За Троещиной, ну тоже сейчас надо аккуратно. Трубопровод, этот, который ты говорил. Не-не-не, сейчас нельзя. Ладно. Сейчас нельзя. Сейчас. Сейчас, друзья, настроим чуть-чуть, будем фоточки посмотрим, старенькие 10-15 минут, тогда будем разбегаться. Анастасия Ченцова, дякую тебе, дякую, Анастасия. Спасибо за підписку. Welcome to Pubertatic. Дякую. О. Друзья, очень много кто смотрит наш канал, наш Суперсус проект. И очень много кто из вас не подписан на канал. Пожалуйста, посмотрите сейчас, все, кто смотрит, все, кто знакомый смотрит, просите, чтобы подписывались. Потому что процентов, наверное, 50, мне кажется, не подписаны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте звоночки, чтобы не пропускать. Так, Вот. лафа фото. Сейчас сделаем. Сейчас загрузится чуть-чуть. Вот, подписывайтесь. И смотрите видео, чтобы вы подписаны были, чтобы мы видели, сколько вас, живых душ. Правильно? Так. Водки налить вам? Жрать есть? Суп могут дать. Глотка проснулась жрать. Я вчера ту кашу, чтобы ты понял, за рулем ехал, короче, вот так людей радовал по дороге. С банки ехал, жрал. Как же это сделать? Нормально, из тормозов и банок я кормился, как в той песне. Смотри, в пиздюки весь стрим играют нам. А ну достань мне кроксы. Кидай. Так, что сделать? Сделать захват экрана. Захватывай тут экран. Сейчас захватим. Бо я сейчас как захвачу. В детстве говорили, я сейчас их захвачу. Да, что ли? Подожди. Да, сейчас, минуточку. Тут нужно одну ситуацию реализовать. Молодец. Штефа, не было ж детства у тебя? Ну как? Сразу взрослый же ты стал. Что за хуйня, блядь? Сразу в порно пошел, да? Да. Сус, смотря назад, рад, что оказался от алкоголя? Ну, конечно. А что? Где оказался? От алкоголя.
Оглядывайте. Нет, блядь, жалеем нахуй. Сигны передаете? Да, делаем, заказывайте. А есть, кстати, в Суперсуд сигны? Как? Нет, там. Щоб переставав бути цивілом. Привет, Дим, чтоб переставал быть цивилом. Спасибо большое. Не, ну а где поздравления заказывать? Не знаю. Ты Так, на канале. все, погнали смотреть фотки. Сайт вообще не работает? Так, вот лапонячие фотки. Поехали. Так, это Лафа со своей подругой. Это, скорее всего, дом на Франка, в котором у Лафы был сквот. Либо это детский сад на Франка. Я не знаю, что это за место. Так я сходу и не скажу. Это надо у Лафы спрашивать было бы. Ты на весь экран сделал, Штефан, да? Да. Дмитрик 50 А ну, скрути. то заколотний. И донаты, чтобы сверху выходили, ну, чтобы мы видели, алло. Умниця на Все, день музыку народження. можешь притушить, чтобы... Да, нахуй выключай, все, хорошо. Так, вот Ну здесь. ты хоть, ну, Штефан, Щас, ты же щас. не только должен, блядь, ну, с ботами бороться, ну. Бороться с мельницами. Плохо видно, пишут. Сейчас, друзья, сейчас Видно, настроим. потому что, ну да, это же нужно немножко... Сейчас сделаем. С краю где-то просто поставь, да и все. Не на полный, можно, вот, допустим, на половинку вот так вот. Ехать будет туда. Ага. Технический час, мы шли раньше не договорились. Ты моя ходося, моя китайская собака. Китайская собака. Ого, сколько экранчиков, ебать, матрица полетела. Мгм. Буба, поедем в Китай? Да. Ничего себе. Китай поедем? Ты ж с Китая родом. Ты китайская собака. Это что, это Лафа или что? Да. Да ну ладно, ты чего? Ну, это такой, может, 35 лет, 37. Ебать, ну ты шо? Такой поджарый. Увеличивать, если хотите. А ну, так вернешь донат назад. Ну мы сейчас этот, но в системе. В системе. А, ты оттуда можешь поставить? Сейчас, друзья, настрою трошки. Себастьян Бах, да. Да, все нормально. Все нормально. Нет, так Мы донат себя только не что видим. пришел. Так. То, наверное... А что это за колоритный рокер в ковбойской шляпе? Кореш Вафы, помнится, на день рождения он был знатно бухал. Ван Хелсинг, это Вафиный друг. Я не помню, как его зовут. Ну, короче, старый металюга. Нормальный тип, ровный. Так он потрезвый, очень добрый человек. Вот, Вафа, похоже, что в Барвах на концерте. Немножко закипело, но сейчас остынет. Спасибо большое, спасибо. Это Вафа, похоже, что в Барвах, очень похоже. Это колонна, об Я, которой, кстати, блядь, все пьяные головой Я, кстати, бились. в Барвах был один раз очень сильно пьяный. То же самое. И вообще ничего я не помню. Об эту колонну постоянно ебашились В головой. бинго зато помню все. О, бинго. Да, и в бинго бесплатно часто пролазил. А бинго бомбарь был, через который все лазили. Ой, я даже не знал. Блять, Вафа вообще не похож на себя. Тупо мужик именно. Худой, поджарый, матерый, Ага. трошки расплывшийся. О, алкоголик. Классная футболка, кстати. Агата Кристи. Ну, он ребенок в мусоре, смотри. Да, пацаны, видите? Блять, что за хуйня? Ребенок в мусоре, видите? Глянь, или это плакат? Да не, вроде. Ребеночек, да. Он его лофатыльной стародной ладонью А это шнур, ласкает. походу, похоже. А Буба тут как тут? Смотри, зубки у Лафы уже на О. месте, глянь. Жалко, что года нема. Ну, это 2000-е. Даже, значит, уже, скорее всего, 2005, может. Потому что уже начинает захламляться. Начало 2000-х, 2003. Хата пустая, паркет видно на фотках. Это 2003-2002. А это 5-7 уже, короче, вот такое началось. Мотоцикл затащил. Гля, какой скромняк. Ямаха, блядь. Ямаха, нахуй. То в натуре может даже 20 лет здесь. Велотрек. Ой, мототрек. Глянь, кемпинг поприезжал, Жигулей еще сколько. Кстати, написали сегодня статистику, что в этом году
очень много, короче, утилизировали «Жигулей» и «Ланосов». Люди отказываются почуть от советского автопрома и сдают на металл в большом количестве. Лафа кинул малого в хабар. Да. Схабарил малого. О, Рок-группа. вот Глечик посередине. Кто? Глечик. Девочка? Да вот, пацан, А которого кто? зарезали. На днюхе? Угу. Глотку перерезали. Зэки у тебя? Но оказывается, что зэки это малые какие-то были с малолетки. Я думал, мужики какие-то взрослые. Вафа объяснил, что говорит мне это. Лафа какой. Угу. Хаммерман. Дайте денег. А это похоже на этого, что в Китай ездит за чаем. Да. На автобусе Илюша. чай. О, это что, мега молодой? Даже не знаю, кто это. Вафа такой, шо, блядь? Хабар говорите, блядь. это По-моему, не у хабар. Лафы этот реглан сейчас есть с мультяшками. Дистемпер. Не знаю. Посмотри, Буба тут как тут оживилась из-за запаха супчика. Дистемпер хороший. О! Такой О! смешной. Это же этот тролль или А какой? этот сбоку от Лафы, знаешь, на кого похож? Помнишь, у меня в техникуме учился Цербер? Ну да, да. Я увидел недавно. Такой, типа, он здоровый мужик уже. Гремлин. А, Ремлин. Смешной тип. А этот по центру на Веталя с бани похож. Что-то есть. Да, блядь, время идет. И все на одну женщину, 4 мужика пристроились сзади. А та и не против. Кирилл 100 гривень. Обновлять? Сус, Димон, Не-не, все ну по 100 да, гривень. щас. Очень люблю вас и обожаю ваши видео. Смотрю вас Оно очень выводится, давно да? и смотрю Да. все ваши відео. Надеюсь, с Лафой будет все хорошо. Кирилл, спасибо. Отличного стрима. Люблю вас. Удачи. Спасибо большое, Кирилл, от души. Спасибо за донатик. Спасибо тебе большое, дорогой. Всё будет. Спасибо, Надеемся, Кирилл, что спасибо. будет хорошо. Да. Вот, и женщина вроде и не против, так. Надеждами и вашими молитвами. Вашими молитвами, как говорят. Что это за мотик такой, кстати, интересный? Какой-то, может, чтобы убирать посевы в поле. А, это, наверное, на мотозаводе музей был. Может, сено, кабачки возить. Прикольный, кстати. Вот туда бы скота нагрузить и везти пьяного. Броньку по селу возить. Угу. Остается вопрос открытым. Чем заправлять мотоцикл? Он же жрет, блядь, в 3 раза больше, чем моя машина. Где храните фотки? На серверах NVIDIA. Этот вопрос остается закрытым. Ой, блядь. Дядь Штефан, дай нам фототрансляцию, помоги. Все, Так, все. ну так, да, откроем, мы... Оно все идет, Все, просто все. мы не Не, можем. просто это перестало клацать. Все нормально. О! Блядь. Ладно, я смолчу. Откуда эти диски? Шлифовальных машин большие. Мы с тобой их набирали. Блядь, вот я такого лафу хоть тресни не помню. Я не помню такого, я его помню всегда пузатым. Угу. В моей памяти он вообще не изменился. Ну да, да, именно. О, блядь. Девочки, хорошо. Смотри, какой беспризорный. Блядь. Вообще, такой, типа, кишкоблуд какой-то. Ну да, Вафа письки трогает, а этот так... Смотри, говоришь, что Вафа... А это что знакомое? Не знаю. Не? Вот так делает малый. Что Вафа делает? И... Вот это в моем детстве вот такие были, видишь, руки грязные. Сейчас таких детей практически нема. В уточке. Охуенная. Колени черные, видишь, какие. Угу. Эта девочка хорошая со спиртом. Ох и жесть. А это шнур, что ли, молодой? Не знаю. Вот вам водка, пожалуйста. Мать его, ёб. Hello, motherfucker. Володя Чернівці 500 гривень. Я реально плачу. Останній випуск Делафа дуже сумний. Рілі молюся, щоб він одужав. Дай Боже, Володя, спасибо большое. Спасибо тебе. Да, грустно, конечно, трошки. Ну, что ты Я же сделаешь? говорю, что Бог слышит мысли людей. Если поэтому он надо, то он еще будет. Держите кулаки и все будет. А если не надо, то пиздец. Так, стой. Стою. Назад. Оп. Да, теперь можно клацать. О. Дядя дитина. Ага. Блять, были жмотики, видишь? Это квартира, это вы, чтобы вы понимали, 3-й этаж квартиры. Посреди комнаты хранится мотоцикл. Хабар. Как они его туда затащили, блядь. Гля.
Пиздец. Девочка какая-то молодая. Ну да, с ребеночком, ёб твою мать. А что это лафа в говне, что ли? А как тут увеличивать, слышишь? Что там на кот... На лафушок кот надрыстал или что? Это я сканировал фотографии в услугу брал. Я это понял. не отсканировали, а фотография залита какой-то смехом. Я понял, я смехом. думал, лафа обосранный стоит. Зацени, какой шикарный сервант. Олександр 50 гривень СУС, Дима, обожаю вас, снимайте більше відео і буде тлі, аж й поход в Прип'ять. Будет, Дякую, да. Олександр, великий тобі дуже. Всему свое время. Будет, Дякую, Александр. дорогой, дякую. Дякую. Спасибо большое. Смотри, какой шикарнейший сервант. Я недавно вспоминал, что сервант все-таки это охуенно было. Кот еще именно. А ну, о, все. Вот лафа вообще видно, что малой. Блять, это же... Да куда? Это двери на улицу, что ли? Ну да. Это коридор его, понял? Да. Толік 50 гривень, привіт Сіс і Дімон, передайте Назику, щоб він кидав методом, не був цивілом. Привет, Толик, спасибо большое. Назик, кидай метадон и не будь цивилом. Да, Береги здоровечко. Спасибо. Спасибо, Толик. Спасибо за донат. Обстановка, да, друзья, видите, какая тут уже мотоциклетная камеры на заднем фоне. Угу. Хабр. Бля, я Лафа- помню эти двери в хате. Лафа какую-то заточку самодельную показывает. Это отвертка или масленка с завода. Блять, ну пиздец, мне страшно эти фотки. Серьезно? О! Дядя Фриц. Кто это? Очень крутой тип. Ну, по-моему, говорят, что умер, не знаю. Я его не видел. Я когда начинал тусоваться в 2000-х, подружились с ним. Я думаю, какие-то татуировки самодельные. Очень колоритный тип. Скинхед из 90-х. Мощный такой. Классический, как из фильма Ромпер Стомпер. Сквоты, подвалы, знаешь, такой весь. Водочка. Класс. Обалдеть. Вот это да. И лафа. Сейчас я вам разберу ее, говорит. Нахуй, говорит, разберу. О. Пошло-поехало, блядь. Да. Предатор, спасибо. О, это же Ира. Элисовская. Какие-то женщины. Ё-моё. Разврат. Ну да. И лафа потом голову туда повернул и там работал. Ё-моё. Какой кошмар. О! Писюнчик. Уже вырастает животик. Тетя Пуза. Да. Коррозия металла вон на фоне. А где эта гитара? Слушай. Не-не-не. А ну. Там можно Женя послушать. 50 гривень, привет СУС, заказав в інсти у вас шапку, ждал 1 година ответа, так и не ответили. Говорили, что там какой-то дед сидит, он умер или что? Братан. Спасибо за ответ, СУС, Дима, удачи. Братанчик, Женя, спасибо. Напиши мне в Инстаграм, пожалуйста. Разберемся. Порешаем, да. Сорян, могла быть затычка. Там сейчас проблемы с магазином, с сайтом у нас. Да, там не дед, но там траблы, короче, да. Трошки по пизде пошел у нас. Да? Че не? Что за дядька, что-то знакомое. Это стиральная машина слева. 38-го года. Это, А это шнур, походу. Мне что-то кажется. Молодой. Там шнур будет дальше на фотках. Блять, ох и мрак, именно. Вот видно, как тут демоны именно сгущаются, тут прямо в комнате уже. Туман стоит. Да ужас какой, ну. Так какие мрачные. Чтобы вы поняли, пацаны, это 25 лет назад фотографии. И вот как Чтоб всё- понял, что в библейских картинках рисуют, типа, Антихрист. алкоголиков поработил, а душу дьявола поработил. Это пиздец, и после синяки под глазами. Так, доллар, короче, 5 гривен, евро 6. Пиздец. Рубль, гривна 72. Доллар 5 гривен, это... Ну, это где-то 10-14 год. Ну, середина 2000-х, короче. А эти все по пиву не могут успокоиться. А так водка, вон пшеничка в руках. С мясным пивком. Hello, motherfucker. Ой, грустно.
Дмитрик 50 гривень, а вы в курсе, что вместе с Камнедом повязали типа с которым Сус бухал? Он есть в тот самом видео, где у Сума чуть сердце не встало, а Дима хотел ему шухлядку набыть. Да, это Владислав Урбан, да. А Камрад тут при чем? Ну, пускай будет за компанию. Да, мы знаем, конечно. Владислав Урбан, Урбаникс. Это ж друг наш. Урбаникс, YouTube канал, зацените. Ну, он уже без трусиков сидит, видишь. Панкота, блядь. Ёб твою мать. О, вот такого лафу я уже помню. Вот это я уже помню лафу такого. Что-то вытачивают. Вырывают что-то. Hello, motherfucker. Володька 100 гривень, ну лафа металіст серйозний, надіюсь, все буде добре. А? Там мы тоже, Ляня. Спасибо. А просто раньше надо было думать, а не когда уже печень сгнила. Володька, спасибо. Вот тут вообще он тупо молодой. Даже не знаю, какой это год. Вот шнур. Ага, Справа. на Верку Сердючку похоже очень сильно. Да. Смотри, какой добряк по центру. А этот? Сикуй. Какой-то Байда Вишневецкий. Не, это именно скинхеды 70-х. Говорит, ля-ля-ля-ля, цивилы, говорит, государство, сосите хуй. Я против системы. Дженя 50 гривень, понял, базару напишу. Эш його вопрос, будет ли когда-то сходка в Обязательно, Женя, очень обязательно будет. В ближайшее, может, даже время сделаем, посмотрим. О, это ракетницу он держит во рту. Я думал, сигару сначала. Женя, да, мне в инсту напиши, разберемся. Да. Шнур, конечно, да. Матерый дядька была, стала именно бабушка. Ну да. А вот это типа такого Гайтеров купил себе мотик. Такой красивый, весь обтекающий. С такими зеркалами, как у Бэтмена, вот такие треугольнички. Вот это тоже смешнючее. Ой, я не знаю, что это даже. О, Лафы первый зубик почернел. Котелки, блядь. Вот это тогда представьте, какая была бы съемка на скрытую камеру, войти в эти в нулевые. Какая там садомия неслась. По молодости. Мой пальчик черный. И Лафа всю жизнь прошел А, это уже современная фотка? плечо-плеч с котами. Нет, это все с той старой коллекции. Это я просто я бумажную понял, всё. фотографию фотографировал. Телефон. Я понял. О, Тети Моти. все, Лафа сзади пристроился. Пошел. Оплодотворение. Угу. 2 самок сразу. Это уже беременная. Ну да. Пошло, поехало. Леша, ну хоть совесть имей, блядь. А, нажми. Лафа такой довольненький. Ну конечно. Так это же последняя фотка была. Ну, мы все посмотрели. Да не Не, еще. Сейчас. Подожди, я сделаю. О, тетя Мотя. Силфа кончится. Что такое, Буба? Буба, не буянь. Ну, где-то в Хип-хап, самолете. Донстап, мой кислотный брат. Это где-то в самолете. Это они на выставке техники военной, вот там вот. Блядь, красиво. То ли Как. на Чайке, то ли где. Или танк. О. И тупо... О, вот это улыбка Лафы именно пьяного. Да, это Соловей, режим Соловей. Ага. Тетю именно загробастал под мышку, как куда дотянулся, туда схватил. Потом за письку трогал, скорее всего. Мне кажется, Не так. спешите, дай просматривать именно чуть. Смотри, волосики, короче, еще длинные. И везде показывают напитки. Да, вот расплата, короче, блядь, такая. Ну, видишь, яркая жизнь, ну, типа, блядь. Потом, плоды потом приходят. А я смотрю, как будто знак радиации под десантом. Да-да. О, Жабжабыч. Это у Лафы фотографии сгнили. Что-то на них пролилось. И мы сидели, отклеивали их друг от друга.
Слушай, а вот есть какой-то суперсовременный интересный врач в Киеве? Заплатить ему там, я не знаю, сколько скажет, там 10 тысяч гривен. Чтобы привезти Лафу, положить его вот так вот на коробку. Да. Его просветили там, пощупали, потыкали везде и сказали, сколько он еще проживет и будет ли жить. То, что ты называешь, есть, но это еще 0. Пририсуй и делается все. Интересно просто очень. Спасается или не спасается такой человек? А сзади какой-то гитарист Led Zeppelin. Или вот этот с эффект бабочки главный актер. Ой, я уже не помню. Музыкант это Джаред Лето. Не, я не помню. Или Антон Савлепов. Ну да, это ближе уже к делу. Это какой-то магазин, наверное. Это либо кор, либо что-то такое. Какие-то усилители продаются музыкальные. Hello, motherfucker. Кросан 55 гривень надають Лафа поправиться. Спасибо, Дякую. мы тоже. Мы тоже. Дякую. Спасибо. Не мочись. Вон там, где на тарелке стоят. Мясо хочешь? Да. Трусики, кстати, те же самые, что сейчас. Ну да. Раму обрабатывают на огне. А, обчищает, видишь. От краски, от старой. Ну, видите, Лафа эту атмосферу с собой пронес через десятилетия. Не выветрилась ни на йоту движуха. О. Лафа классичный. И вон дытынка сзади тоже под мотором личико выглядывает. Ну да, ну да. Ты же думаешь, походу, половина этих футболок до сих пор есть. Один замечательный нюанс в этих всех фотках. Нет ни одной фотки, где Лафа на мотике едет. Что-то там вроде мелькало. Вот это считается, что едет? Ну нет, конечно, это в квартире мотоцикл, который не работает. А, это это скинхед мальчик. лютый, я не знаю, кто это. Ну, рыло, ну, личико такое, да. Вот это Лафа в самом соку. Я думаю, Ты что... помнишь эти футболки, эти рубашки, когда в моде были? Да, мягенькие. Все ходили в них. Это ему где-то 25-27. Посмотри, это в самом волосики. Прямо с центра лобика растут, густые. Посмотри, какие объемные. Личико подтянутое, плотненькое. Смотри. И Симпсоны. Ебать, любодоро. Прикинь, вернуться в прошлое, короче. И пора вести сутки с каждым из нас. А это тип матерый. Тогда было время такое, что именно, блядь, ну, с такими шутки плохи были. Ребята. Ты посмотри, какая коса у Лафы, ё-моё. Да, блядь, тупо вся жизнь человека прошла у нас на виду. Slayer, вот эта надпись, это же мы же откапывали эту надпись, она была. Да, да. Кто видео с первой хаты Лафы будет смотреть по спонсорской ссылке, увидите эту надпись Slayer слева сверху на окне. О, Чигри гитара. В той хате, где они сейчас живут, там... это кто сделал? Это я сделал, потому что там лицо человека. Матушка или что? Ну, я не знаю, кто это, но люди взрослые, наверное, не все хотят огласки. Вообще такой Лафа худой, матерый. Что ты говоришь там это? Что хотел сказать, забыл уже. Про мотоцикл, про Slayer, про надпись. Я же забыл. Да ты шо, я аж сам в ахуе. Что тебя телепает? Ты дозу ждешь уже или что? Не, говорит. Все, это последнее, короче. Опять этот скинхед. Вот он, короче, А что именно эту замазал? Или ты Лафа попросил? Это единственная фотка, где, скорее всего, кто-то из родственников. А, Я ее замазал. Я понял. Потому что я же знаю, что не все это любят. Я понял. Оно цец. Ты посмотри, снаряды выставили демонстрационные. Ну, короче, Чефан, не фыркай, пожалуйста, и так концентрироваться. Вот, колыбель разврата. Ну да, время золотое было. Это, по-моему, так жизнь человека в фильмах отматывается. Попадает кто-то, а ему так до детства отматывают, пока... А что, сука? Нахуя ты так делал? Ты видел, как ты там в школе, типа? Падла, зачем ты того обижал? А вот это, а вот это, а вот это. А вот это могу Вот говорить, это что смешной. Блядь, что лицо Что среднее знакомое? между Мега и Котофеем. И плюшкой. Да.
Таке життя, короче, пацаны. Ну, Ну, ты вообще не похож на себя. Пиздец. Гремлин. Ну, тупо мужик именно. Мужичара. Ну, тут чуть-чуть размазалось, такой намечается первый Подожди, сколько Лафе? 47 чи 48? Лафе в феврале следующего года должно исполниться 48. 48. Сейчас ему 47,5. Угу. Ну вот здесь на фотографии, я думаю, 30 с хвостиком. Ну, плюс-минус. Такое, типа 30-35. Такой именно он в танце запечатлен. Попала в жизнь Вафы, и эту жизнь ему испортила Вика. Да не, ну на самом деле Вика ничего не портила. Вафа сам себе как бы жил себе на уме. И он как бы себе, как бы сам хозяин. Вот и все. Вафа всегда самодостаточный, как Котофеич. Кот, который ходит сам по себе. Все, что там возвращай нас, будем, короче. Да. Думайте сами, решайте сами, бухать или не бухать. Есть. Да, друзья, пускай эта история с Вафой для каждого из вас, кто посмотрит, кто будет видеть, кто будет смотреть, станет поучительной. И если хотя бы один задумается, уже как бы это все было сделано не зря. И вот мы сегодня были в больнице и вот размышляли, что если 1, 2, 3 бросит пить, задумается, то это будет крутой выхлоп. Угу. Это будет здорово, что это дало свои плоды, так скажем, на чужом, так сказать, примере. Как говорится, умный учится на чужих ошибках, а дурак на Hello, своих. motherfucker. Так що дай Бог. 50 Тим гривень інтим. фотки олдскульні виїд беззабутними временами, когда такие дядьки на фотках были, так сказать, для нас авторитетами и примером подражания. Ну да. Да, у нас все авторитеты с детства или в тюрьму уехали, или на тот свет. Ну да. Или ну да. валяются где-то Под заборами, блядь. под кустиками. Под кустиками валяются. Есть такое дело. Вафа живой, да, в больнице. Вроде оклемался, мороженка лискает. Но это... Ножки болят. Ножки, сейчас будем ножки делать. Гарбар. Пишет, Гарбар, тебя спалили там на фото с Лафой. Гарбар. Ну, может, кого-то узнали. Гарбар. Поэтому, друзья... Гарфилд, наверное. Скорее всего, то, что Вафа рассказывал. Хотя, хуй знает. Надо Вафы спросить будет. А эти фотки, они у тебя? Бумажные? Да. Да. Вот потом Вафе занести, спросим, где кто. Мгм. Интересно. Ну что, друзья, будем прощаться с вами. Еще домой ехать. Сейчас я читаю «Золотой теленок». 12 стульев прочитал, начал «Золотой теленок». Про автопробег. Автопробег. А до этого прочитал «Жизнь в концлагере». Психолог. Не бздите, будет хорошо. Только не со всеми. Вот да. это «Жизнь в концлагере», психолог, забываю. Игорь, не Игорь. Ну, короче. Все, друзья, спасибо, что были с нами, спасибо за поддержку. Спасибо, друзья. Ну, если на самом деле сейчас такое время, что может завтра не будет света, не будет интернета, непонятно, когда мы с вами встретимся в следующий раз. Вот. Сейчас как бы рекламы нету, видите, то мы пришли на стримы и с вами пообщаться и чуть-чуть денежек подсобрать. Поэтому спасибо каждого, кто нас поддерживает, спасибо, кто Вафу поддерживает. Сергій 100 гривень Серега Хартія передають привид Юрцу Азову. Скучаю, братик. Мистер Сус и дядя Дыма вам попетюны, Дон Лафа живы. Спасибо большое. Серега Хартия привет передает Юрцу Азову. Спасибо, друзья. Дякую, Сергей, спасибо. Спасибо. Дякую всем. Спасибо, друзья. Кто как бы Вафу поддерживает, кто нас поддерживает от души. Артем Немі 50 гривень. Привет Максиму от Артема Неми. Пожалуйста, Максиму, заранее Спасибо вам большое всем. Алло, теть. Да хай крадет. Алло, куда? Ты что, на приколе прямо на кровать жирная? Кусок мяса прямо с тарелки, блядь, был въебан. Да куда ты жиром на кровать ебашишь? Я только с химчистки эту забрал. Хоть диван. Костя, дай хоть. Ну да, я ж снимаю эту... А, шкурку я понял. Да. А ее в машинку не засунешь, да? Да, машинка ничего не дала. А, понял. А сколько химчистка стоила? 800 гривен. Мне надо от дивана на диванник, понял, на матрасник снять, почистить. Это от размера, от веса, зависит от материала, от Они степени как её как-то загрязнения. там... Смотрел недавно видео прикольное в ТикТоке. Типы, короче, занимаются профессиональной чисткой ковров. И дали ковер с детского сада, короче, постирать на пробивку, короче, вытруску песка. И ковер что-то важил, короче, 50 килограмм.
И, короче, с него вытрусили, короче, песка. Осталось что-то, короче, с 50 10 килограмм самого ковра, 40 килограмм песка детского было в ковре. Кстати, да. 4 ведра вот таких песка А он выбили. когда намокает, то вообще габела. Собака, ты говоришь, она хочет добавки. Ну, конечно, ей, чё, рок-н-ролла за вечер удалось хоть что-то спиздить, и на том спасибо. Боба! Боба 50 гривень на корм Боби. Спасибо. У Боба больше любит домашнюю еду, корм типа так себе. Это хорошо очень. Да, все, братва, гарного вечера, короче. Спасибо, друзья, любим вас, ценим, ждите видео. See you soon. See you soon, а я сосу.